Так, salom jamoat. Narsakay. Allohga shukr, bu Narsakay kanalida ochildi. Men ikkinchi generaga kiramda endi. Блядь, tema efiri yozmaganman. Lan hechni. Bir kishi o'tira. Короче, bugun ochilgan YouTube'im mana bunda. Tol ostida прямо. И ikkinchisi будет вот сюда на дорогу будет смотреть. Второй на дорогу я пойду, короче. Врублю вам что-нибудь такое. И пойду, короче. Так, что-то я не понял. Так, надо тут. Все видать. Мне затемнение надо делать. Так, надо ведь минда курнам. Минда курнам, значит, дорога керек. Юга. Өзіме көрінім дайындаймын. Стеклодан теге отражение бәрі, блядь, өзім көрінем. Так, все. Риск қойылды. Еш қойылды. Мына. Қайтып баралар. Үйге. Все, кеттім, короче, достар, мен сізге қойыншы включу и пойду. Потому что этот... Ошарға пішірге керек. Так, значит, народ, что хочет слушать. А я же этот начал слушать, этот я не дослушал. Давайте новости надо дослушать мне. Потом поменяем. Дальше решаем. Пока новости давайте дослушаем. Его коллеги получили распоряжение вербовать на войну еще в марте 2020. Если нормальный штиля, салям, латиф, нормальный штиля, скажете. Бүгін мұна ютубым ашылды. Тал астындағы ютуб бүгін ашылды. 7 кіші утра уже, рахмат. Короче, когда нападки будут, короче, шунда давайте будем отвечать шунда, короче. Теге урыс күтлерге. Скажем, я киттам это кое-что закину в духовку, если духовка свободна. Не хочу больно ебаться сегодня с едой. Физгина я на кое-что сделаю. По имени Дмитрий обвиняли в сбытии наркотиков. Прямо из СИЗО он написал ходатайство об отправке на фронт. Прям мне надо какой-то этот динамик купить маленький, чтобы погромче, наверное, было. Думаю, что это несправедливо. Тяжело воспринял, до сих пор в расстроенных чувствах. Общее ощущение бессилия перед суровым приговором давало повод задуматься о том, что вообще-то это неплохое решение. Это решение было принято после общения с сокамерниками, пишет «Новая газета Европа». Вскоре суд вынес ему приговор – 10 лет колонии строгого режима. От отправки на фронт Дмитрий в итоге отказался. Издание цитирует его: «Хочется просто жить и увидеть семью. Про будущее пока не думал». Конец цитаты. По словам юриста Артема Клыги, те, кто все же принял решение пойти воевать, почти гарантированно получают освобождение. Человек отправляется на войну, там он либо погибает, либо получает госнаграду, ну, еще в период, когда мобилизация не закончена. Госнаграда уже означает, что дело против него будет прекращено, но если вдруг в период, когда он там на войне закончится мобилизация, то есть Путин отменит свой указ, то тогда тоже дело полностью прекратится, человек вернется, к нему государство не будет никаких претензий, он получит свою границу на свободу.
Ну а издание «Важные истории» еще около месяца назад опубликовали данные, согласно которым на фронт прямо из следственных изоляторов до официального вынесения приговора планируется призвать около 5000 россиян. Эдик. Что ж, спасибо. Это была моя коллега Александра Шведченко о том, как теперь можно отправиться воевать против Украины еще до вынесения приговора. Здесь и сейчас. Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ не брать в плен украинских военных. В своем телеграм-канале глава Чечни пишет, что якобы получил более 2000 писем от жителей Украины, в которых те просят отменить это решение. Я процитирую лишь некоторые отрывки из поста Кадырова. Обратившиеся к моей большой радости понимают, что они жертвы западной трусости и подлости. Их отправляют в окопы политики Европы и США, а руководство страны – продажные марионетки и фашисты. И вот еще один отрывок. Солдаты ВСУ давно знают, что в спецназе Ахмат к пленным человеческое отношение. Я напомню, что 29 октября после атаки беспилотника на Бутермеск, где под удар попал университет Владимира Путина, Салом. Кадыров заявил, что Украина за это Идиш справа. одной из мер. Так, olti короче, идёк тогда. O'zimiznikilar, naверное, o'tira unda. Ну, uruslarni kutamiz endi. Uruslar qo'ya, uruslar. Это Дон опять что-то. И буду усилить борьбу и шел более 100%. В то же время официальный представитель Российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Украина фактически, цитата, саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Добавила, что Москва не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными, а Киев в этом вопросе устраивает еще один, цитата, политический перформанс. Правда, Захарова никаких доказательств не приводит. Здесь и сейчас. Объединенные Арабские Эмираты начали поставлять сливочное масло в Россию, как пишет газета «Коммерсант». арабы Со ссылкой на Россельхознадзор поставки начались 18 октября. Сейчас уже ввезено 90 тонн продукции. В этом месяце экспорт сливочного масла в Россию также начала и Турция. С 27 по 29 октября в страну уже привезли 20 тонн продукции. По данным Росстата, с начала этого года и к концу октября сливочное масло подорожало почти на 26%. Rusпродсоюз объяснил подорожание масла увеличением себестоимости производства, повышением цен на импортные сырьевые материалы и наценкой торговых сетей. Бомбические новости. Здесь и сейчас. Лидером консервативной партии Великобритании впервые стала темнокожая женщина Кими Баденок. Ее избрали голосованием членов партии, пишет BBC. В правительстве Риши Сунака Баденок занимала пост министра торговли, а сейчас сменит его во главе Тори после крупнейшего в современной истории поражения для партии на выборах. В июле этого года консерваторы получили только 121 место из 650 палаты общин. Теперь Баденок предстоит, как пишет BBC, долгий и мучительный процесс возрождения партии, которая веками доминировала в британской политике. BBC пишет, что Баденок из крайне правого крыла консервативной партии, однако ей противостоял еще более радикальный экс-министр иммиграции Роберт Дженрик, построивший кампанию на антимигрантской риторике. Ну а с нами на связи независимый журналист, бывший главный редактор русской службы BBC Андрей Астальский. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, да. Спасибо, что нашли время поговорить, Андрей. Ну, вообще, перспектива возглавить сейчас партию Тори, которая, как я уже сказал, получила лишь 121 место из 650, крайне незавидная эта перспектива. Насколько вообще можно перезапустить, что ли, сейчас партию, и насколько Баденок подходящая для этого кандидатура? На ваш взгляд? Сразу перезапустить, конечно, не получится, но с другой стороны, если кто-то и имел, и имеет шансы это сделать, то, на мой взгляд, это именно Кими Баденок. Я не то чтобы ее поклонник, она, конечно, очень крайне правый политик,
но она имеет четкую последовательную систему взглядов, в отличие, скажем, от... Сейчас я будильник поставлю, а тут постоянно забываю, блядь, духовку. Так, yonib ketadi butunavir. Так, 19'dan. Ну, допустим, блядь, на 20 минут давайте поставим. Блядь. Десять, 19. На полчаса поставлю, наверное. Спится. Так. скажем, от Роберта Дженрика, который в чем-то был еще более радикален, только он касался миграции, а в чем-то наоборот стоял гораздо левее. Так, 7 часов 10 минут. Без Д. Так, давайте вот с этого начнем пока слушать. Вот этот Сырес Булаен. Доброго здоровья, друзья! Я Булаен Сырес, инициатор народа Эльза, ветеран русско-украинской войны, участник Лиги свободных наций. Наша Лига – это будущее свободное и независимое государство на территории бывшей России. Сегодня многие считают, что Россия и дальше будет продолжать медленное наступление, что западные санкции войны не остановят. Мир не верит в поражение Путина и не хочет его. Не странно ли на этом фоне говорить о распаде России? Почему мы уверены в ее распаде? Разве есть какие-то признаки? Начнется развал и по какому сценарию? Подписывайтесь на наш канал, и мы расскажем, почему распад не просто неизбежен, но и необходим. Друзья, Лига свободных наций регулярно делает современный медийный продукт. Практически это голоса наших народов. Мы пытаемся продвигать свою повестку. Мы хотим быть слышанными во всем мире, но только своими усилиями. Без вас это сделать невозможно. Да, наш канал растет, но, к сожалению, большинство наших зрителей не подписываются на него. Просим вас ставить лайки нашим видео и подписываться. Посторонние люди из службы не видят чьи-то лайки и подписки. И вы можете совершенно безопасно для себя. Да, мне тоже сегодня сказали, то, что у меня не показываются эфиры вообще в других местах. Если не подписан человек. Жопа, короче. Мы взяли на себя смелость ответить на вопросы, которые интересуют миллионы людей. Поверьте, это очень непросто и ответственно. Нам уже пишут: вы что там, самые умные, что ли? Увы, нет. Общаясь с нашими подписчиками, мы обнаружили, что люди, которые не занимаются политикой, чаще заявляют, что разбираются в ней. Не читали, но знают. Сегодня мы будем ссылаться на две книги. Первая – Дарона Аджемаглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Если коротко, она о теории институционализма, о двух видах государственной политики – с экстрактивным, плохим, и инклюзивным, хорошим институтами. Институтами называются правила игры. Экстрактивные – это когда небольшая группа людей пользуется выгодами и ресурсами, которые принадлежат всем гражданам. Инклюзивные направлены на соблюдение интересов большинства граждан путем их равной конкуренции. Что нужно для создания богатого государства? В первую очередь сильная власть для защиты прав собственности граждан и организаций, платящих налоги. Каждый должен чувствовать себя защищенным. Классический пример. Чингисхан, мечтая о прекрасной Орде будущего, хотел создать государство, в котором от границы до границы девушка с золотым блюдом может пройти без охраны, сохранив честь и блюдо. Так вот почему московские князья так яростно сопротивлялись Орде. Итак, сильная власть, частная собственность, равные права,
и плюрализм, особенно в средствах массовой информации. Вторая книга – это труд лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта. Она называется «Институциональные изменения и функционирование экономики». Название труднопроизносимое, но написана книга простым и доступным языком. Друзья, настоятельно рекомендуем прочитать обе, особенно тем из нас, кто стремится к созданию свободных, независимых и богатых государств для людей. Кроме этого, полезной может оказаться и книга Януша Бугайского «Прорвавшееся государство». Империи не живут в 21 веке, тем более такие громоздко организованные. 20 век по праву может считаться убийцей империи. Первая мировая война положила конец Османской, Австро-Венгерской и Прусской. Вторая поставила точку в истории британской и французской. Как удалось выжить России? Благодаря февральской революции 17 года. Распевая «Мы наш, мы новый мир построим», большевики спасли империю от развала. Союзниками были коммунистическая идея, тотальный террор, голодомор, жесткая эксплуатация, репрессии. И вот вам союз нерушимый республик свободных. Республики были в той же степени... Короче, наебали нас всех в то время. Этот коммунизм сраный. Теорию. И в конце 80-х распад империи ускоряется. Она все еще казалась могучей. Ядерное оружие, Варшавский договор, полмира друзей. На референдуме о сохранении союза подавляющее большинство граждан проголосовало «за». ЦРУ отметила его несокрушимость и способность Москвы справиться с трудностями. О, Нургуль, салям, салям. Вот как раз ты же любишь тут поугарать с этими узкожопами. Вот, короче, сейчас выйдут они, сейчас. Пока еще они ужинают там, скоро выйдут. Стагнация экономики, девальвация коммунистической... Так, справа 12 человек, слева 9. Почему же Российская империя не разделила участи? Вот справа тоже что-нибудь киньте там какой-нибудь смайлик. И сейчас там налетят, короче, эти саранча узкожопые. Буквально котлета по-киевски, которой Джордж подавился. В переносном смысле. Котлета, которой Путин подавится в прямом. Следующая причина – это изобретательность и ловкость московских аферистов, ловко прокрутивших лохотрон с федерализацией. Помните? Берите суверенитета, сколько сможете проглотить. Проглотили. Но пряник оказался наживкой на крючке. Кроме пряника был и кнут. Помните выборы президента и парламента Чеченской Республики? За Джохара Дудаева проголосовало 90%. Российская империя, извините, федерация признает выборы незаконными. А как же берите суверенитет, а? 7 ноября 1991 года Ельцин подписывает указ о введении в Чечено-Ингушетии режима чрезвычайного положения. Как сейчас в Курской области. Именно это привело к обострению ситуации внутри региона. Вот оно начало. Российская империя в принципе не могла признать Чеченскую республику. И никакую бы не признала. Вот причина войны в Чечне. В апреле 96-го чекисты в бессильной злобе убили Джохара. Это не помогло Москве. И 31 августа в Хасавюрте секретарь Совбеза Александр Лебедь подписал фактически капитуляцию. Но что такое договоры для Кремля? Плюнуть и растереть. Поэтому вторая война против Ичкерии была не менее кровавой. Это было сигналом народам, мечтающим о независимости. Смотри, башкор, смотри, татарин, будет как в Чечне. Федерация – это та же Российская империя, одетая в черный мундир ФСБ. Та же, да не совсем. В результате двух недораспадов империя потеряла свой юг и запад. У нее болело, фантомные боли. Республик уже нет, а у Москвы болит. В системе государственного управления кардинальных изменений не произошло. Граждане вместе с президентом до сих пор считают распад ошибкой и трагедией. Путин появился потому, что был заказ общества на твердую руку, которая восстановит империю. Страна не рассталась со своим прошлым, как это сделали немцы после 1945 года. Не было решительного осуждения Сталина. И сегодня ему ставят памятники. Не было запрета коммунистической идеологии. Словосочетание «Российская империя» до сих пор вызывает не чувство отвращения, а чувство гордости у многих россиян. Германия осудила свое прошлое. А в России этого не произошло. Она жаждет реванша. Только в этом причина ее войн и против Грузии, и против Украины. Или кто-то думает, что Россия действительно спасает русскоязычных, смешивая их дома и тела с землей и кирпичной крошкой. Такое освобождение показывает, что система государственного управления уже прошла свою точку бифуркации. То есть она уже неустойчива, и никто не понимает, что делать и что делать дальше. Война идет 10-й год. Все придуманные причины войны отпали, они бессмысленны. Но Россия продолжает стремительно уничтожать собственные ресурсы. Демографические, экономические, репутационные. Все это идет к коллапсу. И точка невозврата
уже пройдено. Обратного пути нет. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Согласитесь, что это не может быть государственной идеологией даже в России. А какая есть? А никакой. Сейчас Конституция РФ запрещает государственную идеологию. Поэтому из советско-имперского шкафа суетливо вытягиваются все эти движения первых, время героев, уроки мужества, русские общины. Глава Следственного комитета Бастрыкина беспокоится не просто так. Цитата. Нужно сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в Конституции. Конечно, это должна быть неспешная работа. Конец цитаты. Очень сильно сомневаюсь, что у нее есть время на неспешную работу. Bloomberg сообщает, что на следующий год Россия увеличивает расходы на военные нужды сразу на 27%. Кремль сделал ставку на долгую войну. Расходы на оборонный сектор составят 6,2% от ВВП. Для стран НАТО установлен потолок в 2%. И пока не все страны смогли достичь этого. Знаете почему? Это сложно и небезопасно для экономики. А Москва на оборону и внутреннюю безопасность выделяет 40% бюджета страны. Это больше, чем на образование, здравоохранение, социалку и экономику. А есть еще секретная составляющая бюджета. Ну как? Есть основания для оптимизма в ожидании повышения жизненного уровня населения и стабилизации экономики. А указ Путина об увеличении общей численности вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек добавляет оптимизма? Да, ВВП в рублях растет еще больше, но жизнь граждан станет еще скуднее. О движении российской экономики к стагфляции эксперты начали говорить еще в прошлом году. Гражданский сектор будет обваливаться все быстрее, а значит быстрее будут расти цены. Грустно? Попробую рассмешить. Максим Блант, экономический обозреватель и публицист, в интервью русской службе «Голоса Америки» заметил, что у Центробанка и у правительства возникли проблемы. Цитата. «Потому что тут что ни делай, негативные побочные эффекты от этих действий будут сильнее. Бюджетное стимулирование и так уже стало бессмысленным. Ситуация фактически тупиковая. Думаю, появление памятной монеты с изображением ежика в тумане можно рассматривать как намек-аллюзию на непредсказуемое и отнюдь не радужное будущее. А путешествие в тумане только начинается». Конец цитаты. Извините, шутка не очень веселая получилась. Какие еще угрозы светлому будущему прячутся в российском тумане? Следующий абзац написан по мотивам одной статьи про автора в конце. В ней рассматриваются угрозы русскому будущему. Первое. Экономика держится исключительно на экспорте энергоресурсов в условиях критического колебания цен. Вторая. Демографические проблемы имеют катастрофические масштабы. Третья. Огромные незаселенные территории рядом с Китаем, в котором избыток населения и недостаток ресурсов. Четвертое. Полная международная изоляция. Пока нет, но самая главная угроза светлому будущему – это сам формат российского государства. По терминологии Дугласа Норта он называется хрупким. Это когда баланс сил определяется не правом, не традицией, а ситуативным раскладом основных источников силы. Такое государство каждый раз умирает со смертью или отречением правителя. Старые правила считаются отменными. Мен ошарға пішіріп жүрейін бит мында. Мне этот... Башқұртстаннан, Татарстаннан кішілер бар ма, жоқ ма? Бұл каналлар, оказывается, екен просто так, если человек не подписан. Поэтому как-то его нужно распространять. Тиктокларына да, мына да, кім қайда отыра, яшьлер тиктокта отыра, олар да могут таратырға. Қартлар ютубта отыра, короче говоря, бір-бірігізге таратығыз. Руслан Габбасовныкын да таратығыз, менікен де. Анау Тошбаш Кашаповны да таратығыз енді. Хуй с ним, бабай Хуайны да таратығыз. Татар бит инде. Картина характерна для нынешней России. Поэтому Россия равно Путин в прямом смысле этого выражения. Но Путин не вечен, и хрупкое государство умрет вместе с ним. Все договоренности моментально потеряют силу, все институции государства в полночь превратятся в тыкву. Хрупкое государство выживает в случае, если это наследственная монархия и есть наследник престола. Если нет, это конец. Хаос. Финансовый и энергетический и продовольственный коллапс. Статья написана, внимание, в 2014 году. Автор Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы. Полномасштабная война с Украиной похоронит РФ. Распад приближают события, военные потери, конфликт с Западом, проигрыш в войне, культ личности Путина, демографические проблемы, наличие интернета. Что вас больше всего удивило или возмутило? Проигрыш или культ? А вы знаете, как именно Россия выиграет войну? Расскажите в комментариях. Заодно напишите, чем Путин отличается от Сталина.
Не подписывает приговоров? Подписывает. Во время подготовки к передаче прочитал новости из Вологодской области, которые очень точно характеризуют состояние сегодняшней всей России. В Вологодской области в будние дни алкоголь будут продавать с 12 до 14. На выходные, хоть залейся. Глава региона призвал жителей больше заниматься спортом, работать и проводить время с семьей. По его словам, это необходимая мера, потому что 71% смертей земляков связаны с алкоголем. Кто-то улыбнется, представляя, как жители Вологодской области семьями занимают очередь в спортзалы и на стадионы. А я подумал о будущем. О детях этих 70% алкоголиков. Бюджет Вологодской области на этот год 167 миллиардов рублей. Ровно столько, сколько Россия тратит на 6 дней войны в Украине. На самом деле сценариев бесконечное множество. Но их можно разбить на 3 основные группы. Первая группа – это если основные источники силы договорятся. Если армия, ФСБ, олигархические группы, всевозможная русская оппозиция консолидируются. Это не сценарий сохранения России. В сегодняшних границах имеется в виду. Возможно отделение республики территорий на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири. Это сценарий продолжения войны. Войны с отделившимися субъектами. Не сразу, через какое-то время войны с соседними государствами. То есть это вечное хождение по кругу в упорном стремлении попасть в рай. В то время как остальные какие темы там по Башкортостану будем обсуждать? Война всех против всех. Какие темы будем поднимать? Айтегет, будем поднимать эти темы. Не только для Европы. Башкортостан, Ялмаматларан, Узбекистан, Ялмаматларан, любой, короче. Оставшейся России территория. Но также и для США, потому что бенефициар второй группы сценариев – Китай. Угрожающий сценарий для всего мира. И третья группа – это те сценарии, о которых говорит Лига свободных наций. Группа созидающих сценариев. Сценарии деколонизации РФ. Сценарии организованного распада империи, когда на ее территории создаются новые национальные и региональные государства. Сценарии, где распад России не цель, а всего лишь средство освободить колоссальный системный потенциал народов этих регионов. Колоссальный. Сценарии, которые могут изменить мир, и это не преувеличение. Сценарии, которые выгодны в первую очередь для самих русских. Так, манда утра. К сожалению, сценарии третьей группы наименее вероятны. Но разве они не стоят того, чтобы над ними поработать всем вместе, всем миром? Мы приглашаем. Или кого-то привлекают призывы умалишенного из Кремля попасть в рай. Но это же то же самое, что... Что-то непонятное. Олга Казахстан, да, Олга Казахстан. Об этом мы поговорим в нашем следующем выпуске. Короче говоря, что он там говорил вообще, о чем речь была? Так, окей, идем дальше. Так. Что там еще хотели послушать люди? Так, Башкортостанда, что там этот? Творится. Так, что мы ставим? В тот раз мы что не слышали? Нет, это мы слушали же эти вещи. Да, я в Ютубе. Так. О, тут километр. Так, сегодня 2 ноября. Давайте вот это сейчас быстренько прочту и потом дальше поставлю что-нибудь. Сегодня 81 ел с начала депортации карачаевцев. 2 ноября 1943 года началось насильственная высылка около 70 тысяч карачаевцев в Центральную Азию, в основном в Казахстан и Кыргызстан. Хотя весь карачаевский народ обвинили в сотрудничестве с гитлеровцами и назвали это поводом для депортации. Саму депортацию планировали еще задолго до начала войны. Масштабные
Боевые действия и выход гитлеровских войск к Кавказу вынудили Москву отложить репрессии против целого народа. Единственной целью депортации была ликвидация карачаевской государственности и исчезновение народа. Ну, как Крым, карачайцы, чеченцы, ну, короче, полностью шул жерлер, виш, блядь, Сельган, Урус, блядь. Депортация карачаевцев перенесли тяжелые потери, около трети их численности погибло от голода, болезней и жестоких условий содержания в спецпоселениях. Вернуться на родину они смогли только в 1957 году, через 14 лет после депортации, но, несмотря на официальное реабилитационное решение, последствия событий до сих пор влияют на жизнь карачайцев. Депортация нанесла огромный урон и культуре, экономике, социальной структуре, оставив след в коллективной памяти народа. Когда карачаевцы вернулись, оказалось, что Карачаевского автономного округа больше нет. Вместо этого их земля разделена Москвой между Черкесией, Кабардиной и Грузией и Ставропольским краем. Так карачаевский народ оказался разделен со своей балкарской частью. Аналогично были разделены Эрзя, Мокша, да и сами черкесы. Всех из них объединяли в квази-государственные формирования, которые были направлены на взаимную ассимиляцию народов, разделение народов в небольшие группы. Данные меры не позволяют каждому из народов иметь свою полноценную государственность, среди заключенных квази-государств народов межэтническую напряженность, распыляют их ресурсы, усложняют борьбу за культурное и политическое самоопределение. Всего через 2 дня после годовщины депортации Москва предложит карачайцам праздновать некий день народного единства. Единственное, с теми, кто стремился и до сих пор стремится искоренить карачайский народ и другие народы. Итак, мы остановимся в одном месте. Между Черкесией, Кабардой, Грузией и Ставрополем. Вот эти 4, получается, дуртьёк, наверное, хз, блядь. Ну, допустим, 4 стороны, вот эти 4 стороны, получается, это Кабарда, получается, карачайцы должны себе, как Мин говорил про Башкортостан, Казань, ну, Татарстан, Казахстан, также будут возвращать свои все земли. Короче говоря, где старая карта карачаевцев будет, вот эту всю, как говорится, полушарию вот этого земли, они должны вернуть, как говорится, вот в той войне, в которой мы, как говорится, пойдем на Москву. Поэтому, как говорится, им тоже нужно готовиться, понимать, как это все будет происходить. Получается, значит, вместе с чеченцами, вместе дагестанцами, они тоже, как говорится, направятся на Москву. Без, допустим, Башкортостаннан барсак, олар мындан остан баралар. Короче говоря, берге бүтініміз барып, в круг мы должны взять эту Москву и полностью, как говорится, растерзать. Чтобы там ни одна шивая кобыла, нахуй, не съебалась оттуда вообще. Эту всю мрасоту вытащить. Вот, советую посмотреть тем, кто говорит, что Путин поднял Россию с колен. Нихуя, да, такого я дохуя слышал, блядь, в Москве, там, в Уфе, блядь, тоже. Дохуя, с колен поднял, что, оказывается, нихуя. В центре России, Башкирии, на Урале и за Урале в большинстве деревень нету газа, асфальтированных дорог, просто нет слов. Ну вот я и о чем. Полный пиздец, блядь. Давайте послушаем, что он говорит. Кто это? Женщина. Не было газа, так и не будет. Обещают? Не знаю. А кто тут будет обещать? Кому на что нужно? Тут нету никакой власти. Кому вы обещать-то будете? В Европе, в каждой деревушке где-то дома, там газ у них проведен. Уже 100 лет, наверное, проведен. А у нас нет, у нас ничего нет. Ты говоришь, что замерзает Европа. Ну, пока она замерзнет, мы быстрее вымерзнем. Они в компании миллионы зарабатывают, долларов. А что ж не могут подвести газ на пенсионеров? Конечно, могут. Ну, не хотят. А то захотят, на ваш взгляд. Да никогда не захотят. Вся же Европа нашим газом топится. Европа топится, да. Только Россия не топится. Что еще хуже стало? Ничего хорошего. Мастер всего, откуда такая пропаганда? Ничего не понимаю. Пропаганда, думаешь? Вот брали мы... Понятно. Сейчас уже 1400. Понятно. Но я не пропаганда. Вот пропагандоны это в Москве. У нас садика нет. Главное, Так что Гондонов ищи там. у нас нет медика. Мы сами себе колем, сами себе пьем. А газ есть? Нету. Уголь, дрова. Дороговато сейчас? Конечно, дороговато.
Это не жизнь. Потому что все-таки как бы уголь это уголь, а было бы хорошо, чтобы был бы газ, и было бы хорошее электричество, а не такие скачки, как у нас, допустим, в хуторах. Невозможно так вот, надо чем-то одним пользоваться. Либо пускай холодильник работает, либо микроволновка пускай работает. Конечно, хотелось бы жить в комфорте, соответствовать нашему веку. Мы не в 21-м, мы в 19-м. Может, я вас удивлю, но тысячи деревень и хуторов по стране живут в таком положении. Это я видела, да, интернет на это все гудит. Ну а куда смотрит правительство, вся наша власть, которая обещает, чтобы в каждой деревне был газ, был свет и были дороги, а этого ничего нет. Последние 20 лет в стране были закрыты тысячи школ, детских садов и больниц, промышленных предприятий. Особенно в этом пострадало село. Взамен власть хорошо училась обещать и оптимизировать, ведь это проще и затратно. А в итоге мы получили гибнущие хутора и деревни и людей, которые уже не верят ни в завтра, ни в сегодня. Вот и все. А вы думаете, что, это в России так, что ли? В Узбекистане то же самое, блядь, нахуй. В Узбекистане тоже нету газа. Как зима, у них нету газа, света, блядь, нахуй. Все, экономия, нахуй. Мирзияев, пидор, нахуй, наверное, имеет газ и свет, блядь. А нет, а в Андижанской области, блядь, нихуя ничего нету, блядь, нахуй. Нихуя. Другие даже, я не знаю, блядь. Других тоже самое, наверное, один хуй. Так что не только в одной рашке, блядь. В Уссурийске, блядь, Хабаровске, когда я служил, блядь, все это дерьмо тамошнее топилось, нахуй, углем, блядь, нахуй. Все бани, которые мы ходили, с армией, нахуй, ебенях, блядь. Часть, блядь, тут, допустим, а баня, нахуй, километров, нахуй, 5 туда хуярить надо, в баню, блядь. Ну, хуй его, общественная, не общественная, непонятно. Ну, короче, баня. И вот пока ты туда идешь, нахуй, в шинелях, возвращаешься, блядь, после бани сразу тоже в шинелях, нахуй. Вот такая вот ситуация, нахуй. Это с того анекдота, блядь. Баня, через дорогу, нахуй, раздевалка. Вот типа того, блядь. Так что и все топилось углем, дровами, наверное. Блядь, такой вонь стояла в Уссурийске зимой, блядь, нахуй. Все, блядь, это трубы, нахуй, наверх, блядь, все наверх. Дым такой стоит, блядь. Перегар такой, угар, нахуй, стоит такой, углевой, блядь. Запах угля, блядь. Пиздец, весь Уссурийский вонял, блядь. Это 2004 год, нахуй, 2006, блядь. Вот такая хуйня. Поэтому, как говорится, до сих пор нету. Значит, и в течение 20 лет тоже нету. Не говоря, что и асфальта нету, ничего нету, короче говоря. Полная задница. Как было, так и есть, нахуй. Ничего не меняется, ничего. Так что тут гадать нечего, нахуй. Дерьмо. Так, популярные имена детей середины осени назвали в Челябинской области. Всего в регионе в октябре родилось 2564 ребенка. При этом мальчиков среди них немного больше, чем девочек. 1290 и 1274, соответственно. У мальчиков рейтинг самых популярных имен Михаилы, блядь. Нихуя себе. Мишки, блядь. С такими именем зарегистрировано в октябре 58 новорожденных. Лишь немного отстали Артемы. Их 56. В топ-5 попали Тимофей, Александр и Матвей, блядь. Ёпта. У девочек на первой строчке паритет в октябре на свет Челябинской области появились 54 Анны, 54 Софьи. Затем с небольшим отставанием следуют Виктории, Валерии и Евы. И ни одного мусульманского татаро-башкирского имени. Мы точно вымираем быстрыми темпами. Вот, башкирты вымирают на войне. Само собой, блядь. Хотя бы нахуй этот сугушка кетіп алдынан башкиртлар, татарлар, әзгене дрочить етіп кетегіз нахуй, банкага тутырып нахуй, спермагызны нахуй. Вдруг что будет нахуй, эко делать нахуй, хатынларыгыз, қайтмасагыз. Қайтмасагыз, вдруг нәрсеге эко итеден тығып нахуй, бала туыр. Как говорится, может быть, шул вақытта башкир татар туылыр. Так что давайте, дерзайте, мы же в 21 веке живем. Все возможно. Так что давайте, начинайте сегодня уже дрочить нахуй. Так что вот так вот. Перед отъездом в армию. Дрочите хорошо. Окей? Побольше. 3 литрлы банка тутырыгыз, ярама, блядь? Кубряк нахуй. Так что шундай хал, дуслар. Потом так пройдем еще. Тут что происходит? А, это, Кутакбаша, Бабаяну что-то дали, блядь. Что тут нахуй? О, блядь, что так тихо? Итак, брату первый
Леди Башкортостана Роману Бабаян дали 6 лет колонии за мошенничество. История классическая подделка договора займа, где знакомый друг, оказывается, должен Шурину Хабирову 150 миллионов. Мало того, что он потребовал эту сумму, так еще решил набросить на нее проценты и штрафы, доведя долг до астрономических 7,7 миллиардов. Бабаян уселся ждать, когда долг созреет, а потом отправился требовать его с бедняги, как будто это нормально. В итоге следователи не оценили креативности, отправили, а сегодня прямо в колонию общего режима. Ирония ситуации в том, что Башкортостан при Хабирове, видимо, становится такой семейной подработкой. Как Хабиров оставит в беде своих армянских родственников или поможет? Вернее, будет вопрос поставить несколько иначе. Из каких средств Хабиров будет спасать положение армянских родственников? Устроиться на вторую работу или распилить несколько крупных тендеров среди армян, отправить на фронт еще 5000 башкортостанцев и пересадит еще сотню-другую недовольных, чтобы Москва позволила еще немного поуправлять. Манашундыхаль. Дашнаки, блядь, ебли Узбекистан в другом, ну, в прошлом веке, в 1900 каких-то годах. Сейчас тут, нахуй, Башкортостанда опять эти, нахуй, дашнаки, блядь, хуяки или ташагинлар, блядь, армянлар. Что за нахуй? Что за нахуй? Башкорт, блядь, татарны, ирлары қоясыз, блядь. Шут, армянларны қуып шығара алмайсызны. Мен оңнамын, блядь. Короче говоря, это пиздец непорядок, нахуй. Это ниже плинтуса мы опустились. Ниже плинтуса, блядь. Коя Ирки Шиляр, которые, блядь, за себя могут постоять. Не говоря, что о народе. Так, у меня будильник. Сейчас воткну что-нибудь. Потому что пиздец, короче, полный. Что тут говорят? Короче, Магомед Ториев. Ну-ка, послушаем его. Сейчас я приду. Самые ярые патриоты живут за границей. Али-Баба. Сегодня я прочитаю Привет. статью, которую прислал на почту канала. Рус или псих, я пока не определился, а может и другое. Лизонька, блядь, давно тебя бы не было, нахуй. Лиза, пизда Лиза. Пизда Лиза. Понятно с тобой. Давай этот, пиши. Проявляется нетерпимость в отношении выходцев из Центральной Азии и Кавказа. Эта нетерпимость, рожденная в умах русских идеологов и выращенная на плодородной почве русского шовинизма, активно проявляет себя и не хочет заканчиваться. В этой статье я порассуждаю о том, что в последнее время происходит в России с подачи русского правительства, о том, почему в России нетерпимо относятся к трудовым мигрантам и что из этого выйдет. Мои представления сложились прежде всего из личных убеждений. Я башкир, мусульманин. Наблюдаю за происходящим и с нетерпением жду, когда от России окончательно отвалятся страны Центральной Азии и Кавказа, а следом за ними уже и мой родной Башкортостан, и другие оккупированные народы и государства. Лицо русского шовинизма – это лицо неуверенное, лицо трусливое и недалекое, которое боится признаться самому себе в собственных проблемах. Для коллективного русского нет коррупции, деградации органов государственной власти, отсутствия реального экономического и социального, культурного развития, всего того, что может восприниматься как критика государственной власти, а тем более критика великого и мудрого курса Владимира Владимировича. И война с Украиной, православной, славянской, всего этого для коллективного русского нет. Для них нормально, что Россия бомбит православных славян. А это уже говорит о многом. Если нет адекватной реакции на убийство десятков тысяч украинцев, то не может быть реакции на дискриминацию чужих, по сути, русским, нерусских людей. А русские, к тому же, люди очень пассивные, легко ведомые, неуверенные в себе. Ими можно распоряжаться, им можно навязывать любые идеи. Они их будут послушно исполнять. Но нетерпимость к чужакам – это одно из качеств русского народа, Да. которое проявлялось Нацисты, всегда. потому что. Поэтому вначале я не просто так сказал,
что нетерпимость к чужакам вырастает из плодородной почвы русского шовинизма. Переходя к самой теме нетерпимости, для начала я обосную, почему в последнее время обострилось такое негативное отношение к людям из Центральной Азии и Кавказа. Одной причины тут нет, их несколько. Разберемся по порядку. Давайте. Первая причина в том, что Россия опасается своего проигрыша в войне против Украины. Я должен сказать, что в отношении русско-украинской войны мы, то есть мусульмане, а в особенности мусульмане постсоветского пространства, должны руководствоваться принципом «враг моего врага – мой друг». Для нас Украина – это абсолютно нейтральное государство. Современная Украина не запятналась. Прям мои слова сказал. Я вам говорил, враг моего врага – мой друг. Поэтому этими узкожопыми шайтанами нахуй будем бороться нахуй. Вот таким методом. Можно вспомнить разве что присутствие украинского миротворческого контингента в Ираке с 2003 по 2008 год. Но это было именно миротворческое участие, и преступлений против гражданского населения со стороны Украины я не припоминаю. Россия, будучи государством, которое контролирует 2 миллиона мусульман, вела и ведет активное участие в войнах против мусульман и мусульманских государств. Россия – это один из злейших врагов исламского мира, который старается прятать свое преступное лицо за маской пресловутого... Так, Ункише справа, Унике слева. Ну, кишес. Сулемегеш кишес, короче. Сулегашкина кише. И совершает военные преступления против сотен тысяч чеченцев. По некоторым данным, Россия убила около 300 тысяч чеченцев, причем не военных, а именно гражданских. Затем Россия спонсировала и спонсирует деспотичные режимы. Принимала активное участие в сирийской гражданской Ой, что тут происходит нахуй? Пятагин нойрабыз нахуй, пятагин Симона нахуй. В данном Инен случае батаге. речь идет не объективно, а об Эцекен, мандалошка, блядь. Поэтому, заканчивая это историческое обоснование, то, что Украина для мусульман не только нейтральное государство, но и союзник в борьбе с Россией. Проигрыш в войне против Украины сулит России внутреннее недовольство, так как русский плебс не любит царей, которые проигрывают войны. Да? Если с Украины не выйдет, то русское правительство переключит внимание русского плебса на мигрантов, а может быть даже на оккупированные народы. Вторая причина в том, что русское правительство вообще-то тоже идеологически нетерпимо к жителям Центральной Азии и Кавказа. Никто не говорит о том, что из мигрантов намеренно делают врагов только потому, что есть какие-то причины. На самом деле русское правительство в своей основе относится к мигрантам тоже негативно. Если на уровне самого государства происходит дискриминация в отношении не только мусульман, но и других оккупированных народов, только из-за расовых, религиозных и этнических отличий, то и на межгосударственном уровне будет точно так же. Никто не борется с нетерпимостью в отношении оккупированных народов, так как это никому не нужно. Нетерпимость раздувается русским правительством, которое могло бы этого не делать. Но у него, видимо, соответствующее воззрение на нас. Нужно понимать, что русское правительство мыслит по-имперски. То есть для них есть русские, а есть инородцы, иноверцы. Это максимально дурная и отсталая концепция, которую страны Запада прошли уже давно. Но Россия, как самое отсталое государство Запада, пройдет это, как всегда, последним. Россия – это западное государство, без всяких сомнений. Просто самое глупое и отсталое, но западное. Лаптоёбы. Причина в том, что русским нужно запугать оккупированные народы и правительство стран Центральной Азии и Кавказа. Запугать оккупированные народы нужно так как вопрос о деколонизации поднимается все активнее, и национальное самосознание, нужно признаться, растет. Я сужу это по Башкортостану, но уверен, в других оккупированных странах история соответствующая. Как я уже недавно сказал, Россия – это самая отсталая часть Запада.
Если где-то в Европе или Америке вопрос с оккупированными народами решался бы предоставлением широких автономий, прав, обсуждениями и переговорами с национальными движениями, и даже, возможно, согласием с их независимостью, то русские, как всегда, решают все топорно, грубо и отстало. Такая политика не запугивает национально-освободительные движения и оккупированные народы. Русские могут оттянуть время, но в сущности ничего не изменится. Отступать уже некуда. Какие могли полномочия сдать, сдали. Какие могли антинациональные законы принять, приняли. Но дальше отступать просто некуда. Поэтому попытка решить последствия своей изначально бездарной политики приведет лишь к ухудшению взаимоотношений с оккупированными народами. Конечно, им правда не нравится, блядь, Симона Мэттэга. Прям как песню вспоминаю. Симона, блядь. Когда эти народы Петекса Симона. пытаться тушить огонь войной, то не нужно спихивать эту проблему на внешних врагов. Просто само руководство государства... Они по жизни что-то искали, по жизни, блядь. Адекватные взаимоотношения с оккупированными народами. Попытка запугивания руководства стран Центральной Азии также не приведет ни к чему хорошему. Казахстан, как единственное государство, имеющее сухопутную границу с Россией, может опасаться за свою территориальную целостность, а остальные нет. Сейчас в странах Центральной Азии происходит усиление взаимоотношений с западными государствами. Вопрос трудовой миграции также стоит на повестке их отношений. Экономики этих стран развиваются. Поэтому нужда в России со временем просто отпадет. С учетом такой политики... Иншаллах отпадет все. Страны Центральной Азии... И мои узбеки тоже перестанут приезжать в этот пидоросию. Отказе в сотрудничестве. И это 3 причины, которые я выделил. Возможно, есть иные причины. Во всяком случае, мне о них неизвестно. Россия активно теряет свое влияние на постсоветском пространстве и в мире. Для русских уже потеряна Украина, Молдова, Армения, частично Азербайджан и страны Центральной Азии. А когда рухнет режим Лукашенко, то и Беларусь. Элементарно, русским нечего предложить. А глупая политика строительства новой империи приведет только к окончательному отторжению от России. Россия не изменится, поэтому ее ждет окончательный развал. По итогу всей этой эпопеи появится маленькое русское государство. В границах русского царства национальные республики обретут свободу и независимость. Тогда древняя мечта русского народа наконец-то исполнится. И Россия будет для русских. Башкирское национальное движение в сущности не против продолжающейся политики России. Если русское правительство настолько глупое, то мы можем только пожелать русскому правительству продолжать эту политику, потому что в конце концов оно приведет к краху России. Мы только рады, если нацистская Россия развалится и Башкортостан обретет независимость. Ведь на самом деле нам и не нужна Россия. Что она нам может предложить? Бесконечные войны, разграбление наших земель, дискриминацию. Нам оно надо. Мы не нуждаемся в России и в русских тем более. Башкортостан и башкирский народ может прокормить самих себя. Нам не нужен какой-то дядя из Москвы, который будет нами командовать. В заключение скажу, что для русских нет разницы между условным узбеком и башкиром. Чем в сущности они отличаются? Никто не будет отличать узбека от башкира, и, как говорят сами русские, бьют не по паспорту. Поэтому, если ты не русский... Да, в Рашке с капустой уже кризис. Так называемой Российской Федерации, то к тебе в любом случае будут отношения как к иностранцу. Вот если ты у себя дома будешь также относиться к русским, то это будет экстремизм и русофобия, двойные стандарты и лицемерие, нетерпимость. Развалят Россию, и мы этому только рады. 12,5 минут. Надеюсь, узкожопым дали понять. Очень культурно все высказал дагестанец, вроде бы Магомед Ториев. Короче говоря,
Ну, минда, конечно, ондай мотор сөйлешулерно не услышите, блядь, этот узкожопый, как говорится. Какой привет, такой ответ. Вы нам научили этот блядский ваш ебучий узкожопый язык. И вот таким ебучим языком мы, как говорится, будем вас тоже так же ебать. Поэтому, как говорится, готовьте свои пизденьки. Я, как всегда говорю, блядь, пятикратное омовение. Каждый раз подмывайтесь, чтобы не зацепить нахуй сифилис, хуифилис, блядь. Окей? Потому что нахуй маньячелы, как этот цимбалюк говорит, маньячелы, как говорится, едут к вам после армейки и будут вас, как говорится, иметь во всей щели, блядь. Чтобы вы, ублюдки, нахуй, рожали снова каких-то ублюдков. Таких же узкожопых, нахуй. Но только от маньяков. Так что давайте, дерзайте. Главное, не забывайте подбриваться. Подбривайтесь, нахуй, чтоб не воняли, твари. Так. Так, прочитаем теперь длинное вот это. Я читал или нет? Про этот. Опять. Километр. Тут самый из башкиртов. Габасов. Читая проект декларации, я читал или нет, я не знаю, проверим сейчас, читал или нет. Проект декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики подготовлен Башкирским народным центром «Урал». Хотел бы вам показать самые интересные, на мой взгляд, пункты этого проекта. Верховный Совет Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, выражая волю народа Башкирии, осознавая ответственность за судьбу башкирской нации, ее культуру и языка, уважая национальные права представителей всех национальностей Башкирии, действуя в полном соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и другим признанным всем прогрессивным человечеством между народом правовыми нормами, желая утвердить экономическую самостоятельность и самоуправление территории Башкирии, торжественно провозглашает Башкирию союзной республикой и объявляет ее суверенным государством. Но сейчас какое оно нахрен? Сейчас оно, блядь, полное рабское государство во главе с этим ебаным Хабировым. Башкирская Советская Социалистическая Республика образуется на основе реализации башкирской нации, естественно, и неотъемлемого права на самоопределение, национальный суверенитет. Статья 6. Башкирская Советская Социалистическая Республика объединяется с другими республиками в союз на основе конфедеративного договора. Башкирская ССР признает и уважает суверенные права всех республик Союза СССР. Башкирская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, установленном союзным договором и основном на нем законодательстве. А хуясың, блядь, хуясың нахуй. Выход-то, блядь, выхода-то не было. Меня уже утостугузяш, блядь. Выхода-то не было, поэтому, значит, этот выход мы возьмем. Иншаллах, мы будем брать, блядь. Выгоним, блядь, всех, блядь, из Башкортостана узкожопых. Татарстандан то же самое, блядь, нахуй должно быть. Кстати, блядь, сегодня что-то где-то я наткнулся, блядь. Шуканганлар мәсьәләсендә, блядь. Где же, кто же пропиндошился, блядь? Короче говоря, да, где-то кого я слушал. Вроде Габасов. Короче, какая-то мразь. Нигматуллина, какая-то сука, Нигматуллина, крещенная, блядь, ебанашка, татарка, которая, блядь, гнобила, оказывается, в свое время раньше, блядь, Башкортостанда, сдавала, блядь, всех там, все вот эти башкирские движения и так далее, еще что-то, вот, короче, постоянно стучала нахуй в Москве. Вот таких пидорасок, я же вам изначально говорил, Шуканганлар, олар бізге никогда не будет братьями и сестрами. Шуканганлар 500 ел ішінде, олар исламға келер нахуй, если бы они нас любили бы. Получается, олар татар түгіл нахуй, олар уже все, сотылған, Манкуртта түгіл, блядь, нахуй. Пидораслар полный нахуй. Поэтому Шуканган татарларны нахуй в первую очередь башын алырға нахуй. Потому что олар все равно не придут в ислам. Значит, московские болота нахуй всех гнать, блядь. Там Татарстан тоже освобождать нахуй. Мен тірі болсам Татарстанға да кірем нахуй мен. Татарстанда Шуканганларны бүтінізін нахуй хуам нахуй. Бір Шуканган Татарстанда керегі yok нахуй. Бірсі нахуй. Олар менің, блядь, татарлығымны мысқыллыйлар, блядь, нахуй. Менің татарлығымны, нахуй, растаптывают, нахуй. Нахуя нам нужны Шуканганлар, блядь. Әлі мен Шуканган башқұртлар деп ешіткенім yok.
Чуканга татарлар да хуя, блядь. И еще выебываются, пидоры, блядь. Так, статья 12, статья 7. Башкирская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. Читал. Статья 12. Башкирская ССР самостоятельно определяет административно-территориальное устройство республики и порядок образования национально-территориальных единиц. Башкирская ССР имеет право требовать возвращения республики незаконно отданных сталинским режимом соседним областям территории. Во, это моя тема. Bütün bilan Chilaba, qo'ya boshqa yerlari berilgan ekan. Biz ularni butunini tortib olamiz. И плюс еще до Коми нахуй будем идти. До Коми, до Ненецкой нахуй области нахуй. Пойдем до морей, блядь, до океана. Как, сука, называется это? До севера нахуй. Все будет Башкортостаном. Все. Статья 15. Земля. Ее недра, все природные ресурсы на территории Башкирии являются собственностью народа республики, которым принадлежит исключительные права во владении ими, пользования и распоряжения. Само собой, блядь, без хужа o'zimizni жерда, bizgina хужа, татар bilan boshqirdgina хужа, Татарстанда татар, Башкортостанда башкирт хужа была. Столько так. Башкирская ССР имеет право на свою долю, вообще союзном имуществе, соответственно, вклада народа республики, имеет право на свою долю от алмазного валютного фонда и золотого запаса СССР. Башкирская ССР образует национальный банк, подчиненный Верховному Совету Республики, создает свою финансово-кредитную систему, организует налоговую и таможенную службу, имеет право на создание денежной системы. Хуясанинда, блядь, это хуйня. Балмаган. Статья 17. Башкирская ССР имеет право на собственные вооруженные силы, которые строятся по профессиональному принципу. Башкирская ССР имеет собственные внутренние войска и органы государственной безопасности, подчиненные Верховному Совету Башкирской ССР. Граждане Башкирской ССР проходят военную службу на территории республики и не могут быть использованы в карательных и иных антигуманных целях. Порядок службы в армии устанавливается Верховным Советом Башкирской ССР. Башкирская ССР объявляет свою территориальную безъядерной зоной, а республику нейтральным государством. Источник Ленинец 1990 16 августа. Насчет ядерки я вам тоже говорил. Ядерная бомба, ядерное оружие у нас будет Башкортостанда нахуй. Потому что у Руслана Кутен Сегерга только атомный бомба, блядь, можно, блядь, нахуй. Оларна этот, тыйып тұрға, блядь, оларна. Нәфсін тыйып тұрға только атомная бомба. Поэтому Окша эшләгәч, государство боягаш, потом атомная бомба түзә башлыйбыз. Алла берсә. Потому что больше другого варианта нету нахуй. Оружие, солдатлар и так далее. Потом Башкортостанда урыс, bir урыс нахуй bizning armiyada bo'lmasqa teyish нахуй. Bir урыс нахуй. Только башкир татар бара армияга. Только o'zimiznikilar бара. Только o'zimiznikilar. Блядь, урыс вообще тыгылмаска teyish. Урыс болмасқа teyish onda. Теге жон күйдіре тұрған малайлар ғана бара онда мына. 18-ден дейілгенмі, 18-ден бара, хош 20-ден бара, разницы нету, короче. И все, мына барып нәрсеке 1 елмі, ярты елмі барып қайтарға тиеш шунда. Вот примерно шулай енді. Оны этот размерін будем уточнять. Этот контракт дегенлер деп ойлаймын, контракт деп айтмасқа керек деп ойлаймын насчет армии. Не контракт должно быть, а просто если хочет человек нәрсеке армияда эшләргә, он будет просто работник армии. Вот и все. Работник армии. Есть еще отдельные солдаты должны быть, вот эти новобранцы. И просто работники армии. Он içinde şu хоть кеманда прапор буламы, башка буламы, короче, вона шулай. Но Башкортостан түзілгенде бүтінісі нахуй нольдан башларға тиеш. Бүтінісі 0 была. Сразу генерал куйылмай анда, лейтенант куйылмай, нихуя. Бүтінісі 0 одинаковый бара нахуй. Бүтінісі рядовой была, блядь. Бүтінісі, блядь, ментларда шулай yok. Ментларда да шундай система. Бүтінісі рядовой была нахуй. Обычный работник была, бүтінісі. Обычный. Bir kim onu üstünde boshqarmay нахуй. Onu üstünde boshqara только государство. Bir kim boshqarmay onda. Sen zo'rsin, balakaysing, nixuya, блядь. Onday narsa bo'lmasqa teyish нахуй. Все рядовой будут нахуй. Har biri shuluk ishni ishlaydi, одинаковый нахуй. Одинаковый ish ishlaydi.
Потом уже, может, годами, может, что-то добавим, там, лычки какие-то придумаем им, нахуй. А бізге звезда, пизда, нахуй, бізге керек. Опять звезда ебаная будет напоминать коммунизм. Красный ебучий коммунизм. Поэтому нам не нужны эти лычки, хуички, нахуй. Нам как-то надо по-другому что-то придумаю, нарко, там. Как-нибудь башкирт тілінде, татар тілінде что-нибудь придумаем им, какие-то названия. Там, как мы на Афганистанда командор, командор был этот узбек, короче, как его звали, Бахадыр или Бахтияр, я не знаю, как его звали, блядь. Рустам его звали. Рустам кто-то, блядь. Вот узбек был в Афганистане этим командиром, командор его звали. Вот примерно командор, может быть, командор какой-то, вот я не знаю, как там, командир, да? Ну, біздің тілде болуға тиіс, улда. Башқұрт тілінде. Так. Так, идем. Вот, ну давайте вот, блядь, у Руслана кандай укысы келмейді, но укимин, ладно. Ростовчанку приговорили к 12 годам колонии за перевод Аркадию Бабченко. Жительницу Ростова Елену Попову приговорили к 12 годам лишения свободы за пожертвование 7 тысяч рублей блогеру Аркадию Бабченко, сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Такое решение 30 октября вынес Ростовский областной суд. Также Попову оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сейчас Елена Попова находится в СИЗО-4 на Большой Садовой, который называется следственным изолятором ФСБ. Однако, скорее, ее должны перевести в другое СИЗО. У Елены удалена часть щитовидной железы, ей нужно постоянно принимать гормоны. В сентябре у Попова прошли обыски. Также ее 3 раза подряд арестовали по обвинению в хулиганстве. Она провела в изоляторе 35 дней. По истечении третьего ареста ей предъявили обвинение в госизмене. Поводом для дела стал денежный перевод Аркадию Бабченко, который Попова сделала 27 февраля 2022 года. В России Бабченко объявлен в розыск и внесен в реестр агентов и террористов и экстремистов. Она делала огромное количество переводов разным благотворительным фондам на помощь женщинам, детям, животным, пожертвованиям на сотни тысяч. В данном случае государство просто воспользовалось ее наивностью, потому что наверняка в первые дни войны многие переводили разным блогерам и организациям. В итоге за 7 тысяч рублей 12 лет и штраф 500 тысяч. Рассказала Татьяна, двоюродная сестра Елены. Пиздец нахуй. Пиздец, блядь. Вот тебе на. Вот так вот. Что я могу сказать? Какая-то фотка, блядь. У нее, короче. Понятно, короче. Ну все, каждый шундыблайнда, каждый. Так, русский нацизм неизлечим. Мы об этом говорили или нет? Опять в хиджабе. Это я слушал. Дорогие зрители. Добрый вечер. Давайте вот. Всем, кто смотрит. Ишмурат Хазрат на Иштигалязгина. Такой небольшой скандал разгорается вокруг вопросов хиджабов в какой-то из владимирских школ. Я сегодня у себя на канале выложил ролик. Так, поближе я поставил сюда в один телефон. Зовут, да, Павел Иванов, по-моему. Вот. Там он комментирует вот это. Гайрат біздің Зорро. Написал, ну, вы читали, наверное. Брат, сенге позвону Зорро ұқшымы? Білмейм. Когда этот парень Шулай. о хиджабе, об исламе, Чечне. Үзімгене қалдым. И просто о традициях, которые он там перечисляет. На канале у себя я написал. Вот когда мы говорим русский нацист, справедливо представляют. Так, короче, әзгене мына шын ештедегіне мен нәрсеге ошарға пішті, короче. Бритва в черной футболке, неважно, что там написано, русская община ли или какая-то свастика в виде солнца. Раньше была скинхедом, он себя назвать там общинником, неважно. Вот такой портрет. Мы так представляем русского националиста. А тут, ну, интеллигентный парень. Он работал в школе,
ему ли не знать про это, про то, что такие проблемы в школах бывают, ему ли не знать, что в школе сейчас очень много мусульманских девочек, да. И для них вопрос хиджаба принципиальный. Это уже давно принципиально, и этот вопрос, не первый год поднимается. Чего стоит вообще всем школам Российской Федерации просто на хиджаб закрыть глаза? Ведь на что-то большее они закрывают глаза, когда им это нужно. Они же говорят какие-то красивые слова про мусульман, что мы там герои, такое наследие у нас воинственное, да, у разных народов, чеченцев, Надеюсь, eshitilar munosib mittaginaga yaqinroq qo'ydim. Tegi YouTube'ga. Unda 16 kishi o'tiradi. Bunda еще какой-нибудь СВО, да, все наши прелести они вспоминают. А когда встает вопрос о хиджабе, вот тут они, видите ли, такие принципиальные. Вот у нас религия отделена и все. Но если религия отделена, тогда почему куча других вещей там, значит, и православие вам надо изучать, и попов, священников приводить надо в школы, чтобы про какие-то скрепы там говорить, да. Я уже молчу про школьную программу, там какие вещи пишутся про православие, христианство и так далее. Вот, где надо отделена, где надо не отделена. И кому-кому, Пашке Иванову это все должно быть вполне известно. Далее, Пашка Иванов так сильно возмущается, что Kim ekan u Pashka Ivanov, anlamim. чиновник Чеченской Республики назвал вот это дело нарушением Конституции. Ох, сколько слов там Иванов наговорил. Да кто он такой, куда он лезет? Да он что? Иванов. В Тверской области там в основном русское население, там пусть у себя указывает, примерно в таком ключе, да. Пусть у себя там что-то указывает, а не лезет туда. Почему то же самое не сказать вот тогда регионам? А почему вы нам тогда указываете? Как, например, в наших школах, башкирских, чеченских, дагестанских, как все должно быть. Тогда и вы не указываете. Мы введем такие порядки, какие хотим. Потому что есть такие школы, где 90% детишек, девочек, да, даже маленьких, взрослых, они хотят быть в хиджабе. Нет же. У вас же сразу начинается, не буду по-башкирски говорить, грубые слова, кипит, да, кое-что. Например, у нас в Башкортостане случай был, когда в селе Ишеево, А я скажу, что кипит там. Возник, а там очень много детей мусульман. Кто только туда не понаехал. Чуть ли уже не с Москвы готовы были вызвать людей, чтобы вот эту проблему решить. Решали эту проблему в мечети, в школе, еще кого только не звали. Даже по межконфессиональным отношениям там люди приезжали. Где надо, вы говорите, не указываете нам в русских регионах, как там одеваться. Вы же нам указываете тоже. И что обидно, вот когда я пишу, говорю про русский нацизм, да, еще один такой, наверное, миф о современных россиян, что это какая-то вещь свойственная, взрослому поколению. Какие-то поехавшие бабушки, поехавшие дедушки, которые во время Сталина на вот этих идеях великорусского проекта выросли, да, вот они ненавидят нас, нацменов, там, разными обидными словами называют. Вот кому-то может кажется, что это удел, беда взрослого поколения. А нет. Вот видите, вот поколение меняется. Скоро вы увидите, Россией будут рулить такие, как Павел Иванов, его ровесники. Может быть, он и сам в так называемой прекрасной будущей России какое-то место займет, да? Известный блогер. И вот он с такими же мозгами, он будет сидеть и решать. Я не знаю, он будет, может быть, министром образования. Парень такой известный же, и в школе работал. Все данные есть.
Вот что от этого человека можно ждать? Ну, что он примет, какие законы, какие регламенты примет для школ? Интеллигентный, интеллектуал, красиво говорит, учитель, детей должен любить. А нет, вот это же самое дерьмо, прошу прощения за то, что уже выражаюсь, да? Вот это нацистское дерьмо даже вот в таких людях, как Пашка, сидит. Ну и напоследок, вот что характерно. Пашка всю жизнь у себя на канале, там, в интервью, где угодно. Что он делает? Он информационно воюет с Путиным, ругает его там. Путин то, Путин все. Но как только вопрос зашел о хиджабах, вот тут Пашка уже ставил свой ролик речь Путина. Известная, знаменитая речь Путина, когда у него спросили, что вы думаете о хиджабах в школах, да? Он такой, ну, философ же у нас Путин, и историк, и философ, и значит, ну все в одном лице. Глядя там в потолок, размышляя, Путин говорит, ничего хорошего в этом нет, это исламизация, бла-бла-бла. Ну, примерно вот так. Вот этот отрывок, вот этот ролик Пашка приводит. Что ты приводишь человека, с которым ты уже сколько лет воюешь? Так, унжиди киши, мында биш киши. Весь вопрос просто в том, что вот этот глубоко сидящий нацизм в русском народе, вот это пренебрежение не русскими, ненависть к традиции. Да, уньякта аламак курына, понятно. Настолько глубоко сидит в них, что когда дело доходит до войны со всем этим, они готовы друг на друга ссылаться. Резко тупит там он, да, блин. Путин будет ссылаться на каких-то там условных Пашек. Мен оны резкосына айбатладым. В этом они едины. Вот. И, может быть, даже Про этого Пахош тоже смотрел вообще черт. Сейчас этот вопрос возник. Ну скинете она, рожесын. Во Владимирской области. Паша Ивановна. Может, я видел его тоже. Мен бек аларга биткер урыс кутакошларга. Так, 25 киши утра. Сказать свое веское слово. И правильно, что вмешиваются. Потому что это в первую очередь все равно российские чиновники. Как вот из Москвы. Ишмурат Хазрат кырына барып булмый никак әле мына. Блять, акча юк бит теге. Пустой кул белән барасы килмей, уялам. Жирна бара. Барып кунакка әллә качан сөйләшкән, кунакка барып килергә аны кырына. Ну а что касается хиджаба, Так и бара алмадым. Пора поставить точку на этом вопросе. Поэтому я написал у себя на канале, вот именно в этом вопросе Дилимханову мы пожелаем удачи. Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Добрый вечер. Короче говоря, коротко о том, что какой-то Паша Иванов, получается, и этот Дилимханов. Здесь же фото есть у него. Очкарик такой этот. Понятно. Я ж малай какой-то. Угу. Ясно. Все, его же фото есть тут. Все, я увидел. Не, я не видел, оказывается, его. Блядь, Ишим тушмаган анарга. Так. Что там говорили еще? Так, давайте вот здесь почитаем. Глазами истории пишет, короче. Полуимя, форма личного имени, употреблявшегося в Москве в качестве именования
представители низших классов при обращении к вышестоящим лицам с целью самоуничижения. Самым ярким примером такого обращения был именовавший себя Ивашкой, Иванцом, царь Иван Грозный. При обращении к Чингизиду, великому князю всей Руси, Саин Булату, он же Симеон Бикбулатович. Личность Саин Булата для русской историографии как бельмо на глазу. Долгое время российская историография не могла понять, как интерпретировать правильно для пропаганды такое понятие, как Касимовское ханство и непосредственно Симеона Бикбулатовича. Ведь страшнейший царь русской истории Иван Грозный ползал на коленках перед Саином, отрекался от престола, назывался его Ивашкой, но никак это не вязалось с тем грозным завоевателем, который и Казань брал, и Астрахань топтал. А объяснение простое. Московия изъявила все признаки покорности перед тюрками и платила дань аж до 1700 года. Касимовские ханы для Москвы были тем самым духовным лидером, которым они изъявляли покорность при возникновении трений с Крымским ханством. Мол, видите, у нас есть свой Чингизид, которым мы челом бьем и перст целуем, и не отходя от кассы. В 1571 году Девлет-Гирей сжег Москву, а в 1575 Ивашка Грозный отрекся от престола и возвел на царство Саин Булата. В российской историографии ничего более подходящего для объяснения, как назвать это маскарадом, мол, Ваня Грозный решил поиграть в Хэллоуин и поменяться ролями с Чингизидом. Как вы понимаете, тюркские аристократические силы в Москве были настолько сильны, что, согласно свидетельству английского дипломата Джерома Госрия, жившего при дворе грозного русского царя Ивана, убил никто иной, как его шурин Борис Годунов. У Ивана Грозного было опять 5 сыновей. Первый Дмитрий и четвертый Василий погибли в детском возрасте. Второй сын Иван был убит самим царем Иваном Грозным. Нихуя себе гондон. Вероятно, многие помнят знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Ну, где-то когда-то видел, да, картина Репина, блядь. Звучит в ушах, блядь. Пятый сын Дмитрий-то то ли был убит Борисом Годуновым, то ли умер от эпилепсии. Выжил только третий сын Федор. По свидетельству другого английского дипломата Джайлс Флетчера, Федор Иванович был росту малого, приземист и толстоват, всегда улыбался и был слабоумен. Зарубежная дипломатия отмечала, что Федора почему-то все русские называют словом «дурак». Ой, нихуя, вот откуда слово «дурак» вышло, блядь. Федор-то нахуй был дураком, гондон, блядь. Именно такой наследник и нужен был Борису Годунову из тюркского рода Чита. Возведя после смерти Ивана Грозного на престол его сумасшедшего сына Федора Московии с 1584 года фактически стал править Борис Годунов. Блядь, Борис Гондунов, блядь, Гондонов. Понятно. 17 января 1598 года Федор блаженно умер, и уже официально русским царем стал Борис Годунов. Насколько он выглядел по-тюркски, достаточно глянуть на его портрет. Впрочем, о нем был уже подробный пост ранее. Картинка вторая. 21 год правления Бориса Тюрка из рода Чита Годунова было одним из самых стабильных в истории Москвы. Но все когда-нибудь хорошо кончается. И 23 апреля 1605 года Годунов умер. На престол возошел его сын из династии Годуновых Федор Годунов. Сын Годунова считается российской наукой первым русским картографом. Под его руководством и им самим была в 1600 году составлена первая русская карта. Несмотря на все свои картографические наклонности, Федору было суждено править Москвой не более 2 месяцев. Еще при жизни Годунова в 1603 году в Речи Посполитой объявился парень, заявивший свои права на престол Москвы. Юноша назвался Дмитрием. Это Лжедмитрий, что ли? Тем самым пятым убитым сыном Ивана Грозного. Лжедмитрий, набирая популярность в польском государстве, уже в марте 1604 году был доставлен ко двору Сигизмунда.
приняв католичество и заручившись поддержкой самого папы римского, Лжедмитрий с польской поддержкой двинулся на Москву. А тут, как нельзя кстати, умер Борис Годунов. Сын Годунова, тот самый картограф Федор, был свергнут русскими боярами и казнен. Так царем Москвы стал ставленник польского короля и католического мира Лжедмитрий I. 27 мая 1606 года русский боярин Василий Шуйский организовал переворот, в ходе которого Лжедмитрий I был свергнут, а новым царем провозглашен Василий Шуйский, тот самый русский царь, который в 1611 году на коленях присягал польскому королю Сигизмунду III. Пост был в сообществе накануне. Ну понятно. Вот все это исторические события в российской историографии называется «Смутное время». Смутное время, блядь, они зашифровали, блядь, свое дерьмо, нахуй, где друг друга ебли и не понимали, кто кого, нахуй. Смута, блядь, ёб твою мать. Так. На самом деле это можно интерпретировать и как присоединение Москвы к польскому государству, а при особом подходе даже добровольному присоединению. Ведь Шуйский на коленях просил польского короля присоединить его государство к великому польскому государству. Это нужно припомнить тем персонажам, которые любят вспоминать Абул-Хаира и Анну Иоанновну. Не просил Абдул-Хаир добровольного подданства у России. Все это чушь. Просто у казахского государства настали смутные времена. Но вернемся в Московию 17 века. Завоевав Московию, польский король Сигизмунд III назначил царем московским своего сына Владислава Вазу. Официально на титулярном уровне поляк Владислав Ваза пробудет московским царем до 1634 года. О, блядь, пиздец. И все это время в Москве, не переставая, вспыхивали восстания русских сепаратистов против польских благодетелей. Вот гниды нахуй, устожопые. И там не могли спокойно жить. Одним из самых знакомых лидеров борьбы против польского владычества станут два человека, Минин и Пожарский. Ну это же татары, блядь, ебаные. Как Чип и Дейл, нахуй, спешили на помощь, так и эти два товарища спешили организовать восстание русских против польского владычества. Если говорить языком Российской империи, с точки зрения польского самодержавия, Минин и Пожарский были русскими басмачами, бандитами и террористами. Басмачи Минин и Пожарский являются знаковыми личностями для российской истории. Они освободители русских от польского владычества. Они символ независимости. Им ставят памятник на самом почетном месте Москвы. Картинка первая. Ну да, возле Кремля где-то там гондоны стоят. Но, как и многие русские той эпохи, и Минин, и Пожарский имели тюркские корни. Об этом российская пропаганда очень не любит вспоминать. Кузьма Минин, согласно, блядь, работы российского историка Владимира Махнача, был турком Киришей Минибаевым. Картинка третья. И если с биографией Кузьмы включилась вся мощь российской пропаганды по недопущению тюрко-татарского происхождения Минина, то с Пожарским все намного проще. Мама Дмитрия Пожарского была Мария Беклемишева. А как все мы помним по предыдущим постам, согласно работе 1979 года советского лингвиста Николая Баскакова, русская фамилия тюркского происхождения, Беклемишевой, фамилия тюркского происхождения, Беклемиш с тюркского сторожить. Картинка четвертая. Далее, кто знаком с темой смута в Москве, заметит фамилию Басманов, от тюркского Басман. Тот самый боярин Федор Басманов, который был опричником при Иване Грозном, и тот самый Петр Басманов, сын Федора Басманова, блядь, Басманный мост, Басманный суд, нахуй, в Москве, блядь, везде Басман, блядь. Хуйман, блядь. Так, который изображен на знаменитой картине Карла Венига «Последние минуты жизни Лжедмитрия». Справа поляк Лжедмитрий I, слева чернявый тюрок Петр Басманов. Именно этой картиной пользуются для коллажа политические паблики России и Украины, когда показывают исполненного пыню. И ведь даже здесь без тюрка не обошлось. Вы спросите, к чему этот пост приурочен? 1 ноября 1578 года родился самый знаковый русский басмач-освободитель Дмитрий Пожарский. Ой, блядь, по матери Беклемишев. Кутакстанага. Согласитесь, история Москвы и России становится намного более яркой, когда мы в ней находим тюркские корни. Сразу видно, кто строил Москву, кто ее усиливал и даже кто ее спасал. И тут остановимся, потом добавлю свое. Мнасызга до этого говорил, вот эти метисы сраные нахуй, это урыс болса, или какой-то кутакбашский нации болса, или анкясы,
Тотар был самый, тотар был Масадама. Короче говоря, вот так, если по матери да я Беклемишева, а по отцу не знают, блядь. По отцу надо определить, кто он, блядь. Получается, нахуй, вот такие хуеплеты из таких хуеплетских семей, нахуй, они всю жизнь, значит, топили только за русню, блядь. Поэтому такие семьи, нахуй, мы не будем приветствовать, нахуй. Всех, нахуй, гнать, нахуй. Башқұртстаннан, Татарстаннан. Бізге кутақада керек, ондай метис, блядь, нахуй, урыска, йоткан, урыска, блядь, нахуй, берген, нахуй, ондай халық бізге керек ме. Так, дальше идем. Сразу видно, кто строил Москву и кто ее усиливал, даже кто ее спасал. И это ведь... И еще, я еще и слова не сказал о казахском принце Ураз Мухаммеде, сидевшем по правую руку от Бориса Годунова и более 10 лет возглавлявшем Касимовское ханство. А сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух. Поддержите автора пиалой кофе. Короче, так вот, ну да, фотки здесь пожарские, блядь, эти два ебланоида, блядь. Тут вот этот Борис Годунов весь такой... Непонятный нахуй тоже, блядь, черный, блядь, узкоглазый, хуй поймешь, блядь, откуда вылез, блядь. И вот Беклемиш какой-то нахуй, а вот у нас Сагим. Татарина, Кириши, Минибаева, блядь, нахуй, вот это Минин, Ташагин, блядь, тоже. Короче говоря, айтам бит нахуй. Татарлар нахуй, бүтін жерден нахуй, тышып жүрген енді по на самом деле нахуй. И вот это винегретский татарлар нахуй, притом, винегретский. Винегретский татарлар, потому что без білмейміз еще ул татарлар қойсы пәтәктен шыққанын, мы не можем определить. Винегретские татарлар нахуй, боскан Қозанны, блядь, нахуй, и сотканда, босканда, сікканда, полный рост, короче. Поэтому, подавно, чукынган татарлардан нахуй, будем держаться дальше. Нам нахуй не нужны, суки ебучие. Шундыхаль. Так, перекур нахуй. Что-то нарса, хуималь нарсадр, что тут? Только в Казахстане вот так вот остановился покурить. Просто покурить на остановке. 2 раза остановились. Спросили, помощь нужна мужики. Такая вот погода, бля. Сегодня. Россияне в шоке от казахов. Вот покурить остановился этот узкожопый нахуй в Казахстане. И двое, говорит, уже остановились, спросили, помощь надо или нет. А вражки нахуй, по М7 хуяришь в Москву, блядь, Уфадан нахуй. Помню нахуй, я наебнулся, блядь. Где-то нахуй. Никто нахуй не помог, блядь. Никто нахуй, блядь. Ни бензином, ничем нахуй. Пиздец нахуй, что было нахуй. Кстати, блядь, как раз я в то время ехал, блядь, с одним товарищем. Я в то время еще водить не умел, блядь. Пиздец, хорошо он шарил в машине, он сам что-то замутил там. Кстати, был украинцем с Башкортостана. И, короче, мы доехали, альхамдуля. А вот другой раз, блядь, то же самое произошло, но когда я уже ехал в Крым, блядь. Такая же хуйня, нахуй. Поломались с семьей. Пиздец, нахуй. Никто не помог, нахуй. Никто, нахуй, не останавливается, блядь. Хорошо, у меня тоже там повезло, блядь, наверное, хуево. Я хоть и не умею копаться в машинах. Что-то я там поменял, короче. Не помню, что. И поехали дальше. И таким образом, доехав до Крыма, там отремонтировали. Вот как раз в этот момент я могу сказать насчет Крыма. Когда она была Украиной, и то отошла, это 2014 год. Было очень дешево, нахуй, все. Я охуел, когда человеку давал, блядь, 500 рублей за эту работу, вот эту, которую надо было поменять на что-то, я не помню, что. Но, наверное, инжектор надо было менять или карбюратор, что-то надо было менять, нахуй. Хуй его, как это называется, блядь. Ну, короче говоря, это вот эту ебаную работу в Москве или там в Уфе взяли бы минимум, нахуй, 3-5 тысяч. А он сказал 500 рублей. Я охуел, блядь. Даже не помню, даже не 500, 300 рублей сказал. Ёб твою мать, я говорю, да ну нахуй. Крымский татарин. Блин, я говорю, брат Нарсаке, что-то вообще мало же. И что-то вот я ему помню, блядь, что-то побольше дал, блядь. Вот так было, блядь. Чисто ради Аллаха. Но
было все дешево, блядь, в 2014 году. И как мразота узкожопая заехала, все, блядь, в Крыму выросло нахуй. 10-кратно, блядь, если не 1000-кратно. Поэтому, так что, блядь, Крым наш, блядь. Все это дерьмо. Сейчас, короче, я поставлю, короче, и Ошап треминда, блядь, меня ошап утрамбит. Так, сейчас куда-нибудь воткну, что-нибудь поставим, давайте. Так. Так, давай, покорение Казани мы слушали, нет? Как Россия стала такой большой или что-то такое было написано, блядь, название. Не знаю, кто он такой, блядь. Набутов Кирилл Викторович. Кто такой, блядь? Хуй его знает. Давайте послушаем его. О, уточните, кеши утраманда. Если точнее, второй выпуск в специальном приложении, которое мы называем «Как Россия присоединяла территории» или «Как Россия стала такой большой». Мы решили такой пакет маленьких исторических Надеюсь, слышно? приурочить к началу учебного года. Давайте я тоже Потому что мы наблюдаем сейчас... обогащусь историей. В очередной раз в истории нашего государства переписывается его история. Зачем она это делается? Она это делается в угоду существующей власти. Так было всегда. И Карамзин переписывал историю в угоду Екатерине II, и, я не знаю, там Соловьев в угоду русским императорам середины 19 века. И сегодняшние отряды историков, тех, кто присягнул, радостно переписывают историю так, как будет нравиться нынешнему хану и его шестеркам, окружающим, отвечающим за идеологию. История, как Россия стала такой большой, понятно про что. Каким образом страна, которая называется Российской Федерацией сегодня, самая большая в мире. Неужели всегда она была такой, Россия? Конечно, она такой была не всегда. И спасибо вам, что вы смотрите. Кто смотрел первый эпизод, он был посвящен Ивану Третьему, он же Иван Великий, объединителю русских земель, московскому великому князю, который в 15 веке подавил, присоединил маленькие княжества, меньшие княжества к Москве. В основном это делалось силой, посредством договоров. Все понимали, кто сильнее в переговорах, и шли в итоге на поклон к московскому князю. Территория во время правления Ивана увеличилась в 3 раза фактически. Его прозвали Иван Великий как же основатель единого московского государства. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и колокольчик. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал в Телеге, в Телеграме. Мы там имеем жесткий обмен мнениями подчас. Туда же можно присылать вопросы для следующих очередных выпусков на Бусире, для ответов на ваши вопросы. Спасибо тем, кто нас поддерживает, по нашим патронам. Здесь это что, русские или кто по нации? Как нас можно поддержать? Набутов, кто по нации? Напишите, пожалуйста. Значит, про Ивана Васильевича, который меняет профессию, который не менял профессию в течение своей жизни. В 3 года, оказавшись на московском престоле, пробыл на нем до конца дней. Иван Грозный. Про Ивана Грозного столько сказано, написано, снято всего, что это можно говорить бесконечно. Я, естественно, только хотел обратить ваше внимание на некоторые факты из его богатой биографии великокняжеской, кровавейшей. Не случайно его прозвали Иван Грозный. Грозный — это еще мягко по-русски. В английском переводе он Иван Ужасный, Иван the Terrible, и по-французски также. Некоторые факты, которые просто сегодня забываются, а с другой стороны, они показывают нам, как похоже иногда действия российских властителей, как бы они ни назывались. Президент, император, царь, великий князь. Как похожи действия Москвы, если хотите, главного столичного города страны, которая называется сегодня Российская Федерация. Как оно общее через века протягивается. Просто несколько таких красок. Поскольку этих красок на Ивана Грозного приходится очень много, мы их разобьем на несколько эпизодов. В том числе вот почему. Иван Грозный все время воевал. Все время присоединял, все время кого-то покорял. Иногда не получалось, проходило очень кроваво, иногда получалось довольно быстро, как в Астрахани. Но главное, что сегодня про это, в общем, все забыли. Про то, сколько тысяч людей, сколько десятков тысяч людей было положено, просто было убито с обеих сторон. Сколько десятков тысяч людей, русских в том числе людей, и будущих русских, жителей русских земель, было продано в рабство не Иваном, а его противниками, его соседями, его партнерами по переговорам, его коллегами, как Путин любит говорить. Сегодня очень многие такие факты забываются, но я хочу начать вот с чего. Наша страна сейчас быстро возвращается в 1937 год. Очень быстро, прямо на глазах. Этому много свидетельств, много
доказательств. Смотрите, полностью не изведена к нулю практически система судов. Сегодня суды безгласны, сегодня суды штампуют приговоры, которые им присылают сверху. Откуда? Из кабинетов каких? Госбезопасность, прокуратура, Следственный комитет. Первое. Сегодня поиск врагов народа везде. Поиск предателей, поиск изменников Родины. Ученым штампуют измену Родине подряд. Один ученый за другим оказываются в тюрьмах. Это очень похоже. Враги народа, предатели, изменники. Страна окружена странами вражескими. Сроки начинают приближаться к тем срокам сталинского времени. Что такое 25 лет Владимиру Карамурзе? Что такое 5, 8, 10 лет за фейком об армии можно назвать любое слово сегодня. Это все возвращает страну в те самые 30-е годы. Вы можете сказать, нет смертной казни. Понимаете, какая вещь? С одной стороны, смертной казни формально нет. С другой стороны, все больше и больше голосов. Да возьмите того же Дмитрия и кого-нибудь еще, призывающих срочно вернуть смертную казнь для изменников и прочих таких гадов. Вы знаете, смертная казнь бывает медленной. То, что произошло с Алексеем Навальным, то, что происходило с Владимиром Карбузой, то, что произошло с молодым музыкантом по имени Павел Кушнир в биробиджанской тюрьме и так далее, это свидетельство смертной казни, только другой. И поэтому я что хочу сказать. В 1937 году началась новая эра восхваления русских царей. И началась она ровно в эти дни, в начале сентября, потому что 1 сентября начался новый учебный год в 1937 году. Просто что ты об этом говоришь сейчас? Рассказываю. К этому времени, к этому дню был подготовлен учебник истории для школьников, послушайте внимательно, младших классов, фактически, что там, 3-4 класса, кажется, учебник истории. Новый учебник истории готовил Покровский, известный историк, ученик великого Ключевского. Лично курировал это дело сам Иосиф Виссарионович Сталин. Лично генсек, хозяин, лучший друг физкультурников и так далее, лично курировал подготовку учебника истории и смотрел тексты, которые там готовились. И в этот же самый день, 1 сентября 1937 года, на экраны Советского Союза в огромном количестве копий, если они путают чуть ли 300 или 350 копий, это было очень много, вышел специально, пленку закупали за границей, советский фильм под названием «Петр I». 2 серии, очень хорошее кино, здорово снято. Сегодня смотрится очень современно. Это было кино, которое вдруг показывало хорошего царя. Да как же так? Да перед этим же большевики уничтожали все, связанное с царями. Все подряд. Казнили, убили Николая II. Вместе с его женой, вместе с его детьми. Убили его брата в Перми. Вместе там с его окружением. Как великих князей постреляли немедленно. Закапывали как собак вот в дальнем углу Петропавловской крепости, например, расстрелянных. Сколько народу, связанного с царской семьей, погубили. Люди в обычных семьях, которые, например, хотели сохранить дореволюционные какие-то журналы или газеты, ну, подшивку, вырезали там портреты царской фамилии, не дай бог кто-нибудь увидит. Полностью все выгрызалось. Прошло 20 лет после 17-го года, и в 37-м 2 серии. Фильм о том, какой хороший был царь. Петр, как он родил за народ, как он был суров. Но тем не менее, вот он какой врагам там давал по балде. За этот фильм все его авторы, постановщик, сценаристы и так далее, получили госнаграды, сталинские премии, ордена Ленина. Это был первый случай в истории советского кино, когда конкретно орденами награждались за фильм. Не за длинную творческую деятельность, 10, 20, 50 лет, за конкретный фильм. Орден Ленина, сталинская премия 1 степени или 2 степени. Потому что идеология потребовала, надо сделать хорошего царя, который будет воевать за страну, понимаешь? Вот он, потому что страна готовилась к войне. Вскоре после этого выйдет следующий фильм, правда, хороший, даже еще не царя, а князя, под названием «Александр Невский», про которого почти ничего не было известно, кто, чего, что, битва, Чудское озеро, вот это все, ни одной картинки про него не было. Артист Черкасов играет Александра Невского, аж на орден Александра Невского попал. А следующим на очереди, когда уже пойдет война с фашистами, когда уже немцы нападут, следующим на очереди будет фильм про самого страшного и самого жестокого царя, которым был Иван Грозный. Фильм про Ивана
Ивана Грозного поручен был снимать Сергею Эйзенштейну, уже признанному гением, молодым гением, после «Броненосец Потемкин», после фильма «Октябрь», мастер огромных сцен, массовых и так далее. Уже шла Великая Отечественная война. Эйзенштейн снимал «Эвакуации» первую серию и практически сразу же снимал вторую. Артист Черкасов снова в главной роли, на сей раз в роли Ивана Грозного. Легко посмотреть, в интернете это есть. Самое интересное, что вторая серия вызвала у Сталина дикую ненависть, потому что там Эйзенштейном были показаны опричники. Опричники – это вот эта частная кровавая гвардия Ивана Грозного, которая просуществовала 8 лет, потопив тогдашнее московское государство или уже российское царство в крови, уничтожив огромное количество представителей, в первую очередь, элиты. Об этом можно про опричнину, в общем, известно и можно много говорить. Наш разговор не об этом. Главное, что там слишком ясно можно было желающему увидеть параллель того, что делают в кино опричники, с тем, что делали НКВДшники в течение 30-х годов, начала 40-х, в общем, при Сталине. И «Хозяин», лучший друг советских физкультурников, очень быстро это просек. Фильм этот положили на полку, Эйзенштейн отделался легким испугом, честно говоря, могло бы кончиться гораздо хуже. Но в итоге вторая серия фильма про Ивана Грозного появилась на свет только когда уже Сталин был мертвым и разоблаченным в самом конце 1950-х годов. А все это время, когда снимал фильм, шла война, и в конце предвоенные годы про Ивана Грозного перестали говорить, что он кровавый тиран, что он палач, что он садист, в буквальном смысле садист, в буквальном смысле живодер, параноик. Об этом как бы старались не вспоминать. Серьезный царь, который вновь очень много сделал для укрепления безопасности государства и для усиления его роли в мире. На простом языке означает для присоединения, на самом деле, захвата, оккупации, колонизации новых территорий. В первую очередь каких? Тех, кто примыкали с соседних государств, ханств, царств, княжеств, кого угодно. В Африку не плавали, флота не имели, плавать не умели тогда московиты или тогдашние россияне, скажем так. А вот что касается совместных дел с соседями... Этот Набутов украинец, что ли? Васильевич воевал практически всю свою жизнь. А царем он стал, точнее говоря, на троне, великим князем, он стал в 3 года, когда умер его папа. Ну, мат, Он, уснул, что ли? рано осиротел, потому что когда умер папа, 8 лет, ему было 3 года, когда умерла мама, Елена Глинская, она из Литвы была, литвинка. При этом, по одной из версий, она была дальним потомком крымского хана Мамая, тот самый, который на Куликовом поле противостоял Дмитрию Донскову. Есть такая историческая версия. Документов практически не осталось от этого времени, почти никаких. Это вам не Китай, где там 2500 лет бумаги. Поэтому есть очень много фактов, которые постоянно перекраиваются, перекладываются, смотрятся на них по-новому, какие-то новые факты возникают. Короче говоря, Ивану было 8 лет, когда умерла его мама, Елена Глинская, в возрасте 30 лет. Она успела родить великому князю 2 мальчиков. Перед этим Василий III очень долго не имел детей. Чуть не 20 лет прожил со своей первой женой Соломонией. Она была бездетной. По какой причине неизвестно до сих пор. Он с ней развелся, потому что великому князю нужны потомки, и вот, значит, выписали ему невесту из литовских княжеств, которая успела родить ему 2 мальчиков. У них была большая разница в возрасте, но до сих пор есть вопрос о том, были ли они физическими детьми Василия III, что раз у него не было детей в первом браке, то, может быть, это по причине его здоровья, его нездоровья. Если это правда, тогда чьи они дети? Иван Грозный и его младший брат. Известно, что у Елены Глинской был боярин высокородный по фамилии, да, вот тогда такие были еще полуотчества, полифамилии, значит, Овчинный, Телепнев-Оболенский, который был ее ближайшим советником. И, в общем, все знали, что молодая дама, ну что она, 25 лет, и она не будет одной, значит, она с ним в близких отношениях. И эта версия сохранилась так или иначе, и слухи об этом окружали и росшего мальчика по имени Иван. Там вокруг были дядюшки, тетушки, опекуны, пока он подрастал. Во всяком случае, исследования его психики были многочисленными. Профессионалы задавались вопросом, почему он стал таким кровожадным, почему он стал человеком с садистическими наклонностями,
что, может быть, это причина колоссальной неуверенности в детстве. Но это такая, как бы, параллельная история про Ивана Грозного. Факт остается фактом. Его первым регентом была мама, которая постаралась, молодая девчонка, 25 лет, такой, постаралась, чтобы другие регенты, опекунские советы были отодвинуты в сторону. И она, фактически она, управляла внешней политикой государства под последние годы до своей странной смерти. Почему странной? 30 лет, в общем, не очень принято умирать было и тогда, это первое. Второе, когда уже совсем недавно, вот в наше время, совсем недавно, были разысканы, вскрыты и исследованы останки Елены Глинской, она была в Кремле московском похоронена. Чудом останки эти сохранились, когда разрушали его на монастырь, где они находились, в Вознесенске, большевики разрушали в 20-е годы. И они были подвергнуты исследованию, и в волосах, которые, как вы знаете, не подвержены тлению почти, даже через 500 лет, в волосах этой женщины была обнаружена высокая концентрация ртути. Это дает повод говорить о том, что вполне вероятно, что ее отравили. Но точно так же ртуть использовалась для всяких белил и румян, которые у тогдашних женщин 500 лет назад были, так сказать, ну, как сегодня все эти тональные крема, и вот это все, то, что мажут на физиономию, значит, ртуть была в основе. Поэтому, так это или нет, неизвестно, но она умерла молодой. И Иван носил в себе в том числе, оставшись совсем маленьким, в том числе и затаенное недоверие ко всем, кто мог так или иначе быть причастным к убийству его матери. И она вошла в историю, эта женщина, несколькими сильными политическими ходами. Во-первых, подписала мирные договоры сразу с несколькими соседними странами, с которыми войны шли постоянно. С Литвой, считай, с Польшей одновременно, и со Швецией, что очень важно. Она вела дипломатические переговоры с Казанью. О ней будем говорить, о Казани сейчас поговорим отдельно. И она, видя, в каком тяжелом из-за постоянных войн состоянии находятся финансы московского государства, она инициировала создание валютной реформы, создание единой валюты, что очень сильно помогло укреплению финансов. И, кстати говоря, Москва должна сказать спасибо этой женщине, потому что именно при ней, по ее непосредственному настоянию, стали строить Китайгородскую стену, то есть огораживать московский посад. Кремль вокруг посада, то есть мирное население. Значит, для того, чтобы защищать в случае набегов. А набеги, ребята, были постоянными. С кем воевала Москва, кто любил на нее набегать? Ну, татары, конечно, самые разнообразные. Крымские, например. За время царствования Ивана Грозного несколько раз подступали к Москве крымские татары. И, между прочим, один раз уже под конец ивановской жизни сожгли к чертовой матери всю Москву, за исключением Кремля, в 1571 году. О, сожгли татары в 1571. Так что мы тоже так же сделать должны. Тоже так же. Москву нахуй сжечь должны мы, блядь. Полностью нахуй взорвать этот ебаный Кремль. Государств, ханств, княжеств, королевств, с которыми постоянно мерилось разными частями тела московское государство, на долю Ивана Грозного выпали несколько длинных войн. И самое первое – это война с Казанью. Говоря о Казани, я, конечно, имею в виду Казанское ханство. Что такое Казанское ханство? Где оно находилось? Ну, понятно, на Волге, там, где город Казань, как есть сегодня Республика Татарстан. Казанское ханство, южнее Астраханское ханство – это осколки бывшей Золотой Орды. Вот той самой, которая ордынская ига, татаро-монгольская ига, как нас в школе учили, что вот пришли плохие на маленьких лошаденках татаро-монголы, угнетали русских. Кстати, на этих маленьких лошаденках, сейчас смотрели визит Путина в Монголию, вот на таких лошаденках там сидела конная гвардия, которая приветствовала русского сегодняшнего царя. Это маленькие такие монгольские лошадки, очень выносливые, которые как-то непритязательные, с которыми можно было ходить Чингисхану, воинам Чингисхана в дальние походы. На одной верхом, вторую за собой вьючную и третью боевую тащит за собой. Они маленькие, терпеливые. Вот такие маленькие лошадки. Золотая Орда пришла, значит, 1230-е годы, стали угнетать русских, воевать. А сейчас такие породы остались, Микал, отлар? Это все было правда, и продолжалось 250 лет. Вот теперь нам рассказали, что это ига, что значит угнетение, и, наконец, русские цари, московские князья от этого сумели сбросить это свое иго вот, и освободиться.
сложнее. Это Бельхан Кимол. Вот шунай там. Ну этот группада бароны. Кланяться во рту. Бір Все они мужик ездили инде. за ярлыками на княжение. Все это было. Но к времени Ивана Грозного, он родился в 1530 году, Золотая Орда уже сама сыпалась на вот такие отдельные государства, что невероятно бесило Москву и ее нового великого князя по имени Иван Васильевич. Это постоянные боевые стычки с татарами, безостановочные. Как говорится, соседи друг друга стоили. Татары устраивали набеги на ближайшие русские города, княжества, с какой целью? Пограбить. А какой товар был самым ценным для них? Ну, скажите с 3 раз. Пограбить в русских городах. Да пленных, в первую очередь. Пленных. Куда их девать потом? Продавать. Куда? В рабство. Где? Ну, например, в Кафе. Кафа – это Феодосия. Это огромный невольничий рынок, самый большой, пожалуй, на Черном море, а может и в Средиземном море, где там по 30 тысяч человек продавалось. И вот туда очень удобно было пленных отвозить по Волге. Волга-то была под контролем у ханств. Сначала Казанского, южнее Астраханского. И дальше, если нужно, там на Черном море не очень далеко. Вот эту дорогу всю забрать. Челядь, по-русски, рабы. Вот товар, который привлекал внимание. А с другой стороны, Москва сама стремилась ширяться во все стороны. Территории, пахотные земли, потому что где-то посадить крестьян, чтобы они давали сельхозпродукцию и платили подати. Торговые пути. Россия страна без дорог. Хороших дорог никогда не было до появления железных дорог. Основные торговые пути с севера на юг – реки, с юга на север. Поэтому нужна Волга представляла колоссальный интерес. Представляете, с севера на юг гигантская река, можно делать что хочешь. А тут татары на левом берегу ее, на том, который низкий, сидят. И так просто не будешь плавать. То есть конкретика была совершенно конкретная, экономическая. Как можно больше захватить здесь территории. Были и другие направления. На юг. Там плодороднейшие почвы, черноземые. Все сегодня знают, ну, как в Воронежской области, допустим. Но туда трудно соваться. Там кочевые племена сначала были. А потом всякие остатки этих кочевых племен, которые тоже нападали. Нагайцы, половцы, печенеги в разные исторические моменты. Туда так просто не сунешься. Можно что-нибудь основать, там какой-нибудь населенный пункт. Набег, сожгут, всех вырежут, мужиков, баб в рабство уведут. На запад наступать, там серьезные государства, серьезные противники, еще и религиозные, а не противники. Швеция, Литва, Польша и т.д., Дания и так далее. Всякие вот эти вот недружественные западные страны. С ними тоже Ливония, Ливонский орден, с ними тоже нужно воевать. Тяжело. И вот с этим всем приходилось разбираться. Колоссальный набор, не только живой, постоянные переговоры, тут замирились, тут временно подписали перемирие, тут договорились разделение территории, тут поменялись какими-нибудь там невестными женихами. В общем, везде приходилось крутиться на пути, но с разных сторон недружественные государства. Примерно как сегодня в России. Примерно дружественных, да. Ну какой-нибудь есть дружественный, а потом перебежит. Примерно сейчас, говорят, как в России. Наверное, это украинец. Вот так. Это длилось десятилетиями и столетиями. Но никто так активно и так много не воевал, как Иван Васильевич, он же Грозный. Он воевал со всеми подряд и одновременно. Начал по-взрослому, до этого, конечно, от его имени, пока он был ребенком, регенты правили, начиная с его мамы. Начал, когда ему было 17 лет, как раз с первого похода на Казань. Он сам в этом походе не был, потому что у него было ответственное дело. Он в этот момент женился. И в этот же самый момент, в том же самом возрасте 17 лет, он венчается на царство. Он становится первым русским царем. Царь – это Цезарь. И за этим стояла очень долгая политическая, такая хитрая, не скажу, что интрига, но деятельность разных интеллектуалов московских по поиску обоснования, почему московский великий князь может называться царем. И в итоге потом всем официально говорили, писали в трактатах разных, что при
прямой потомок римских императоров, римских цезарей. Наебали даже там. Было важно. Это поднимало статус московского государства на уровне с Римом и на уровне с Константинополем, Византией, Москва, Третий Рим. И у нас молодой, не просто великий князь московский, а царь, государь всея Руси. Уже вся Русь, все русские княжества уже под ним. И тут теперь надо разобраться с нехорошими соседями. На самом деле интерес к Казанью был понятный. Во-первых, они постоянно устраивали набеги безостановочно и выжигали городки русские, и большие, и маленькие. Доставалось кому? Владимиру, Нижнему Новгороду, Устюгу, Вологде. Все Поволжье постоянно страдало от набегов крымских татар, простите, не крымских, а татар из Казанского ханства. А с другой стороны, Волга, торговый путь и граница. Это была граница фактически между московским государством Вот и здесь. Казанью. Так, давайте-ка сейчас остановим. Обеспечивал колоссальный Вопрос. Если взять Sizga tuğanlarga. Казанский ханство дегенде, шунда, вот у меня в голове сейчас вопрос возникает. Набегами, говорит, на Москву перлись. Шул вакытта башкортлар кайда булганнар? Мына башкортлар шул вакытта татарлар белән бергә булганмы? Кайда булганнар шул вакытта? Мына Мәскәүне барып сигеп килгәндә татарлар белән башкортлар бергә барганмы? Или ничек булган? Кем белсә, язып җибәрегез. Так, потом как-нибудь дослушаем. Давайте почитаем дальше. Он нормальный чел деген меня мында. Нормальный чел, да, ведь урыс мекен, yok мекен, нужно понимать. У нас же привычка такая, пока нацию не узнаем, мы не успокоимся. Поэтому главное нужно понимать, блядь. Если он узкожопый, значит, ага, мы с ним по-другому будем размышлять. Если он украинец, значит, ага, по-другому. Вот так, мы же как бы такие люди, блядь. Нас так создали, блядь. Чтобы мы понимали нацию. Пока не поймем нацию, мы, как говорится, не поймем, как общаться. Особенно такая фишка есть у чеченцев. У чеченцев первый вопрос, салам говорят, сразу нацию спрашивают. Вот такая привычка у них. Вот так. Наверное, после этой ебаной войны, нахуй. Узкожопой войны, поэтому они сразу нас спрашивают. Вот так вот. У них такая вот, может, это защитная какая-то, блядь, реакция у них. Конечно, это были племена тюрки, а не татары. А, понятно. Это просто, как говорится, эти мудаки ебаные, узкожопые, говорят, Казанское ханство и типа все татары. Ну да, мы же где-то еще читали вроде бы, я же читал, что это они, гандоны, придумали нам, блядь, это слово татары какое-то, блядь, слово это татары. Они же нам придумали, а на самом деле, блядь, там нации винегрет же, мы как обсуждали до этого, блядь, ноғайлар, блядь, ноғайлар, по идее, блин. Мы без, вообще, по идее, может, ноғайлар. Хз, блядь. Итак, тут дальше читаем. Одна вещь интересная тоже. Как этот... Казанское ханство, а не татарское ханство. А, он Казанское ханство говорит. Ну, набегов татаров же, говорит потом он. Интересно. Так, итак, давайте про Русню побольше, говорится. Там больно он какой-то этот ушел. Историю потом как-нибудь послушаем. По итогам первичной мобилизации в 2022 году 144 миллионной России русские с трудом наскребли 300 тысяч солдат для войны против Украины. Это 0,2% от общей численности населения страны, сопредельные страны, которые еще можно было бы сбежать из России. Прибыло до миллиона молодых ребят, не желающих удобрять своим телом украинский чернозем. Но что более интересно, большинство из них все-таки считают себя патриотами России, говоря
мол, пусть русский мир продвигается на украинскую территорию, но только не за счет них, ведь для этого есть нацменьшинство. Это башкортлар и татарлар добавили от себя, не говоря о других. Диванные дистанционные ура-патриоты, проживающие в Казахстане или Узбекистане, с красивыми именами типа Дениска, Пиписька и Алешка, Шоколадка, предпочитают болеть за Россию на расстоянии. Зачем им идти умирать в Украину? Ведь есть, к примеру, астраханские казахи. Казахи в Астраханской области составляют 14% от общей численности, русские 67%. Но процент погибших казахов на украинской войне составляет более 50% от общего числа погибших по этому региону. Никого не настораживает эта диспропорция? Узкая власть, военкоматы рассылают повестки нацменьшинствам более охотно, чем своим титульным. Ведь казахов, бурятов, тувинцев не жалко, да и национальный вопрос этим самым решается. Чем больше умрет нацменьшинств, тем больше земель останется титульной нации. Это не мое мнение. Почитайте пост Алевтины Соколовой на второй картинке. Такие комментарии пруди в российском ВКонтакте. О, блядь, контакт вообще пиздец, ебаный нахуй. Ну, я сейчас не бешу больно, блядь, нахуй. Там, ну, блядь, ну, допустим, 3 месяца назад, 4 месяца, допустим, да, если я писал туда, все, пиздец, так как саранча летает, нахуй, 50 комментариев, уебаный в рот, уязнался, и он да там такой красная хуета, блядь, сердечко там, комментарии вам типа пришли. Да хрена нахуй негатива там, блядь. Пиздец, нахуй, тебя найдут туда-сюда, мне вот эти угрозы, блядь. Вообще война это очень удобный рычаг избавления от неугодных народов. Вспомните казахских сирот, которые в страшные годы становления советской власти остались без родителей, родственников, возвращенные пропагандой. Напичканные пафосными идеями о защите Сталина и страны Родины, они шли умирать тысячами на поля сражений. Гляньте третью картинку, ну там картинки, наверное, посмотрим потом. Ну опять это приурочено к этим ноябрям. 2 ноября 1943 года в возрасте 27 лет был убит очередной казахский парень Тышканбаев Кожахмет. Герой Советского Союза, о детстве которого, естественно, ничего не известно. Просто дань уважения, ведь сегодня ровно 81 год со дня гибели Кожахмета, о котором уже мало кто вспомнит. Голод, репрессия, подавление казахов, все это происшествовало в войне, и вы, конечно, все это уже многократно читали в предыдущих постах. Сегодня, как вы поняли, по первой картинке, не только день смерти Тышканбаева. Во время Второй мировой войны на полях сражения плечом к плечу со всеми остальными народами воевали и 15 тысяч солдат карачаевского происхождения, что на фоне 70-тысячного этноса перепись 1939 года составляла аж 21%. Это то же самое, что если бы сегодня из 111 миллионов русской нации в России воевать пошли бы 23 миллиона человек. Но ведь пыня с 22 года с трудом наскреб 300 тысяч, и то по большой части там были нацменьшинства, которых не жалко. Даже 1% современная Россия не смогла набрать. И в это самое время, пока мужчины карачаевцы практически все вошли защищать Родину, Сталин приказал Берии разработать план депортации этого тюркского народа. Претворять акт геноцида было поручено правому генералу Ивану Серову. В 2 часа ночи 2 ноября 1943 года 53-тысячная армия НКВД Ивана Серова, 53 тысячи нахуй армия, окружила все города и аулы маленького карачаевского народа, среди которых были только женщины, старики и дети. Мужчины ведь на фронте. С 4 часов с утра чекисты и милиционеры приступили к арестам подозрительных и оказывающим им сопротивление лиц. На выдворение каждого населенного пункта отводилось от 3 до 6 часов. Из Карачаева в Казахстан и Киргизию были отправлены 34 эшелона по 2000 человек в каждом. Спецоперация по лишению народа своей родной земли продолжалась до 5 ноября. Первые вагоны с вынужденными переселенцами были на место назначения 10-го, последние 22-го.
Из-за нехватки жилья, одежды и пищи выброшенные в степь женщины и дети стали умирать тысячами. За 2 года бедствия по сухой советской статистике Карачаевцы не досчитались 23% населения, то есть погибло примерно 16 тысяч человек. В основном детей. Чтобы оценить масштаб бедствия, представьте, что если бы среди современных богоизбранных из 111 миллионов за 2 года погибнет 25 миллионов человек. Ведь ничто так не отрезает, как сравнение величины бедствия чужого народа с твоим народом. Та самая общность Алеша и Денисов, которые сегодня так реально любят оправдывать депортацию народа Кавказа. После депортации Карачаевцев, согласно решению Верховного Совета, переносилась граница между РСФСР и Грузинской ССР. Указ был подписан представителем президиума ВС Михаилом Калининым. О, это Калинин, блядь, сука, везде эта фамилия, блядь, есть. Улица, метро Калинина или еще что-то Калинина, заебанная фамилия, оказывается. Вот она что. Гондон. Так. То есть тюркские земли карачаевского народа поделили между собой эти две республики. А чтобы как-то оправдать свой геноцид, советское руководство придумало причину депортации карачаевцев были якобы предателями. Эта клевета настолько пришлась по душе современным админам русскоязычной Википедии, что они сразу тиражируют совковую клевету во всех статьях о депортации народа СССР. Только вот кто предавал, непонятно. Мужчины карачаевцы были на фронте, а в аулах оставались дети и женщины. Отработав опыт геноцида на карачаевцах, к следующему году совковая армия начала депортацию чеченцев, ингушей, балкарцев. Ведь нет более удобного случая уничтожить народ, пока его мужчина и его защитник умирают на другом фронте войны. Также крымским говорили, которые всех в Узбекистан отправили, говорили, вы предатели Родины. Всю жизнь в детстве я об этом слышал, блядь. И никто нахуй нам не мог сказать правду, блядь, в то время. Я просто охуеваю, блядь. О том, как казахи помогали депортированным кавказцам в эти годы, на канале есть не одно видео и прямое свидетельство самих карачаевцев, ингушей, чеченцев. В этот день, 2 ноября 1943 года, Карлик Сталин начал геноцид тюрок карачаевцев. В этот же день погиб за совок Тышкамбаев, Кожахмед. Прошло вот уже более 80 лет, а многие казахи России, тюрки в целом и Кавказа все так же отправляют своих детей воевать уже за нового кремлевского карлика, но уже в Украину. Критическое мышление – это способность человека анализировать информацию, формулировать обоснованные выводы, объективно оценивать окружающий мир и применять это в нужный момент, а не просто потреблять ее из-за российского зомбоящика, готовым уже в переваренном виде. Проще говоря, казах, тюрок, Кавказ, да любой нацмен России не должен воевать за эту страну, которая уничтожает его народ, запрещает говорить и учиться на народном языке, подвергает ассимиляции и лишает возможности народа получать независимость. Короче говоря, Эби утро, үч бала белян утрамында Эби. Тут Алевтина Соколова, что там пишет. Очень жаль, погиб отец 2 детей, русский. Считаю, что надо отправлять на войну бурятов, тувинцев и всех, кто там подальше, их не так жалко. Прикиньте, блядь, мразота такая пишет. Узкожопая, гнида нахуй. Здесь есть, нет? Гниды нахуй, я вам нахуй обращаюсь. Гондоны ебучие. Вот ваша нахуй, Алевтинка нахуй, пишет вот такое дерьмо. Типа, оказывается, надо бурятов отправлять, тувинцев нахуй. Башкиртов, татаров, блядь, да? Гниды сраные, блядь, нахуй. Поэтому лично нахуй я, блядь, нахуй, когда я вернусь в Башкортостан, блядь, Татарстан, лично вас тоже так же буду отправлять нахуй. На ссылку нахуй, московское болото нахуй, чтобы оттуда никогда вы не вышли нахуй. Никогда нахуй. Мужиков буду нахуй кастрировать нахуй всех, блядь. А женщин, блядь, клитор всем нахуй буду нахуй кастрировать, пидорасам, блядь. Вот из-за этого нахуй, из-за того, что вы гниды нахуй, всю жизнь нахуй чмырили наших нахуй народы, наши народы, блядь. Поэтому вы будете нахуй, пидорасы, еще пизды получать, еще как нахуй. Поэтому каждый узкожопый нахуй, блядь, пусть сейчас уже нахуй ищет себе нахуй место Башкортостанда, Татарстанда нахуй. Щемитесь нахуй оттуда, мразье ебучее. Черти ебучие. А biznikilarga что я могу сказать? Манкуртларга то же самое касается. Манкуртлар мында бармы, блядь? Эцеккен манкуртлар. Башкортостандан, Татарстандан. Вам тоже то же самое касается, блядь, нахуй. Sizga да нахуй покоя не будет. Покоя не будет sizga да нахуй. Siz Башкортостан bilan Татарстанда гомерде яшамайсыз нахуй. Гомерде, блядь, нахуй.
Поэтому вам надо сейчас уже обдумывать нахуй положение, идти вам на войну или нет. Или нахуй все-таки, блядь, свою риторику в голове поменять раз и навсегда, блядь. Сейчас нахуй или никогда нахуй. Только так. Другого варианта вам не ждать. Шундыхаль, Дуслар. Ладно, читаем дальше. Что-нибудь еще. Да, давайте опять это Куштау Байрам почитаем. Не знаю, блядь, за что он топит нахуй. Хуй поймешь. Башкирская община какая-то, блядь. Что тут Рауфа? Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Пожар Рахимова, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Пожар Рахимова, ответьте, пожалуйста. Что за Пожар нахуй? Рахимова, ответьте, пожалуйста. Что за дерьмо? А, мерзкий ублюдок Арслан Нигмазянов. А, этот, блядь, сука, Арслан, этому Арслану же я писал, этому Гандону, очкарик. Сука, Гандон мелкий нахуй. Все, что ты можешь, это под прикрытием спецслужб хамски приставать к людям, писать доносы, брызгать в лицо газовым баллончиком, оскорблять башкирий, татар, устраивать травлю женщинам. Мы тебе обещаем, что ты горько пожалеешь о всей своей ублюдской деятельности и будешь на коленях просить прощения перед всеми жителями республики. Соответственно, наказание тебя ждет очень тяжелое, от которого ты будешь страдать. Не то, что нахуй просить, блядь, он полный утыркина ташларга у гандонна, блядь, нахуй. У гандонна мен блям нахуй, он, блядь, yazıştım. Это гнида нахуй, который приставал, блядь, Алсынову, блядь, когда он из Турции ехал, блядь. Черт нахуй, за ним следил, блядь, покоя не давал, блядь, это Алсынову, блядь. Как говорится, кот, это, корт, блядь, нахуй, натурально, корт, блядь. Шундыхаль. Что там, башкирская община, что пишет? О, 62-летний узкий житель Уфы Александр Кутакбашев пытался совратить малолетнюю девочку. Раньше он был участником шоу «Голос», а сейчас является активным участником русской общины. Город Уфы. Почему все русские маньяки и извращенцы? О, почему нахуй, а? Узкожопые. Вы тут есть, нет? Кыргыз киши болды сразу уже мында, блядь. Ташақ астыларын сөйлесең, сразу ұшып кірелер. Айтам бет, блядь. Орки есть орки, нахуй. Пиздец, гоблины ебаные, блядь. Чё вы такие маньячелы все, нахуй, а? Чё у вас своих баб не хватает? Ебите своих детей. Вот пусть вам родит ребенка, нахуй, жена вам. И ебите их, нахуй. Нахуй чужих детей-то ебать, блядь. Ебите своих. Рожайте. Жене скажите, нахуй, роди мне ребенка, я буду его ебать, деген, блядь. Астафируллах. Вот такие вы, мразоты, нахуй. Погромы начались после заявления барона, что табор мальчиков не выдаст, потому что у цыган юрисдикция. Мелкий стукач Ортега. Дежурно напоминает, что всякий русский врет. К моменту не то, что начала погромов, а к началу столичных призывов к погромам подозреваемый уже был арестован. Ой, бля, пидормоты узкожопые. Жители поселка в Новосибирской области выступили за семью мигрантов и узкой общиной. Жители поселка Светлый в Новосибирской области составили коллективную жалобу против семьи местных хулиганов, которых взяли под защиту узкой общины. Как говорят сами жители, неблагополучная семья Труновых, блядь, с 4 детьми держит в страхе весь поселок. Одной из жертв хулиганов стал ребенок из семьи мигрантов Назимовых
старшеклассник Трунов избил в школе приезжего мальчика, называя его черножопым. Мальчик пожаловался бабушке. На следующий день, когда отец пострадавшего мальчика отвозил его в школу, по дороге он не встретил обидчика. Назимов предложил подвезти его до школы, тот согласился и сам сел в машину. Вероятно, по дороге Назим убедил хулигана извиниться перед его сыном, что и произошло на территории школы в присутствии учителей и одноклассников. На следующий день мать хулигана написала заявление о похищении своего сына приезжими. Местная полиция отказалась возбуждать дело. Вероятно, местные полицейские осведомлены об особенностях семьи Труновых. Тогда женщина обратилась в русскую общину. В виде обращения от матери хулигана, арестованной Следственному комитету и его главе Александра Бастрыкина, было опубликовано в телеграм-канале организации 7 октября. В тот же день Следственный комитет поручил возбудить дело против отца избитого мальчика. Ха, сука. На следующий день к Назимовым приехали следователи из прокуратуры. Отца обвинили в похищении ребенка и забрали на допрос, а мать угрозу убийством. Женщина в ответ написала заявление о клевете. После этого за семью мигрантов Назимовых вступились жители поселка. Они обратились к депутату Прокутского сельсовета Коченевского района Новосибирской области Наталье Шишкиной, чтобы составить коллективную жалобу. Как рассказал депутат журналистам, в небольшом поселке за Назимовых выступили более 30 человек, а за Труновых никто. Местные жители уверяют, что семья Труновых неблагополучна. Якобы Анастасия Трунова выпивает, является безработной и получает пособие как многодетная мать. В своем обращении сельчане просят провести проверку роликов, размещенного в телеграм-канале «Узкая община» на предмет распространения клеветы по статье 128 УК, блядь. Напомню, что это не первый случай, когда узкая община берет под свою защиту откровенных беспредельщиков. В 2023 году правы выступили на стороне банды наций-скинхедов, которые избили подростков в Челябинской школе. Жертвами банды были не только мигранты, но и другие местные подростки. Однако из них не только жестоко избили, но и заставили целовать фалоимитатор, снимая это на видео. Отец одного из беспредельщиков стал главой Челябинской узкой общины. Ну, мен шулардан оптырым. Че у них, блядь, вот отец подвез, говорит, туда-сюда. Че, вы сами не можете собраться, что ли? Я не могу понять, нахуй, иммигранты. Блядь, сами не можете собраться толпой, пизды качать, нахуй, всем нахуй. Скачать и спокойно уехать домой себе в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Дайте пизды, нахуй, закажите такси в Казахстан и уебывайте, нахуй. Все, зато, нахуй, вот это будет очищение, нахуй, души и сердца, блядь. Перед самим собой, блядь. Сколько можно, нахуй, вам, блядь, уже, блядь, учить, нахуй, а? Сколько можно, нахуй, это унижение вы, сколько можете терпеть, блядь? Мен бит енді, блядь, мен бит есімде бар бит енді, шундай ук теманы мен өзімде бәлеке шақта өттім бит енді, шундай ук теманы. Башқұртстанға келсем, татарлар меня айттылар Казбек деп меня кликушка қойдылар меня, кликуха, Казбек, блядь. Моя кликуха в детстве была Казбек, нахуй. Өзбек дей алмайлар, Казбек деп қойдылар. Білмеймін нәрсеге Казбек дегенлердер енді. Біләләр енді, нахуй, что мен, блядь, метиз бит енді. И bütün қортатайларымны, нәйлерімні біләләр. Ну, это, короче, все равно вот такая вот была издевка, блядь. А откуда это, нахуй, у татар? От русских. Потому что, блядь, нахуй, татары эти, нахуй, местные, там родились, из Башкортостана. Вот они, нахуй, они были, нахуй, нацисты, блядь. Поэтому, как говорится, нам еще хуя, блядь, нужно будет истреблять и татар, и этот, может, и башкортлар шундайлар болгандар, білмеймін. Но башкортлар yok, конечно. Но татарлар шундайлар. Поэтому, как говорится, татарлар, обрусевшие, блядь, это ясно и явно, блядь. Поэтому я думаю, лично, блядь, сам буду ебашить этих татар, нахуй, калашом, блядь. Потому что если они, нахуй, не поменяют свое мнение, нахуй, харбары, нахуй, дум қайтарға керек была без киргеш. Председатель русской общины Уфы Константин Кузнецов снялся в клипе. Блядь, что за нахуй?
Ну понятно, блядь. Чему болотное? Так, что-то мне первый раз читаю это все. Примечательная история произошла в оккупированном Башкортостане. Там представители собачьей общины намеревались провести 20 октября свою очередную случку, дабы принять свои гавкающие ряды еще парочку другую пятачковых абриганов. Но, к сожалению, общественности храбрые великороссы не сообщили место своего шабаша, а лишь сказали, что сообщат адрес индивидуально каждому пятачку. На это отреагировал лидер башкирского национального движения Руслан Габбасов, который опубликовал у себя пост с благородной идеей навестить старых знакомых. Однако, по всей видимости, шарики с тузиками испугались предложения волков и стали обсираться у себя в чатах. Глав пятак тягущей общины Костя Кузнецов, ранее обоссавшийся на крещение с туповатым видом, это его обычное выражение лица, не стал отвечать на предложение Руслана, а лишь трусливо отмолчался на своем помойном канале. Возможно, что Калинка-малинка не услышал или не увидел поста Руслана, хотя странно, учитывая размер его ушей-локаторов. Интересно, что Тяв-Тяв даже не выложили фотографии со своей собачьей свадьбы, а вместо этого переключились на невинных цыган, которые якобы убили какую-то там бабу в Челябинске. В общем, русские мигранты в Башкортостане снова доказали, что они смелые только в своих постах, и то после фронтовых 100 грамм. Да, пиздец нахуй у него нахуй, уши, ебаный в рот, блядь. Этот же, блядь, шайтанские уши у него нахуй, ебаный в рот, блядь. Ромбик нахуй. Какой-то, блядь. Нихуя себе тут. Хиджаб хотят запретить по всем регионам, чтобы наши дети были похожи на их детей. Пример русского воспитания и культурное видео. Что за дерьмо это, блядь, больно, короче. Пиздец канал, блядь. Виталий Милонов призвал погашать ипотеки за счет государства только русским многодетным семьям. В России призвали ввести новую масштабную меру поддержки семей, полностью погашать ипотеки при рождении 4-го ребенка. Милонов поддержал это предложение, заявив, что как многодетный отец не может выступать против. Однако, по его мнению, есть угроза, что Россия окажется в ситуации, когда такой мерой поддержки будут пользоваться в большей степени вчерашние мигранты из Средней Азии. А я за то, чтобы именно русских семей, простите меня за любовь к своему народу, было большинство в нашей стране. А вы еще сомневаетесь в фашистской сущности России? Ну все, я же, блядь, уже со всех щелей, нахуй, уже это льется, уже говорится, что, блядь, нахуй, даже ипотека, блядь, туда-сюда, это уже все мелочь, это нахуй. Этот Милоновы, вот эти все, блядь, уже 1000 раз уже сказали, что, блядь, узкожопые, нахуй, они, блядь, нахуй, неебенная нация, блядь, нахуй, а другие, блядь, башкортлар, татарлар, узбекляр, все они, блядь, нахуй, чурки, блядь, им ничего не надо, нахуй, какие, нахуй, ипотека, какие, нахуй, кредиты, нахуй, вот так вот. А почему? Потому что, нахуй, слабо, блядь, нахуй, узкожопым пизду свою, нахуй, напрягать, блядь, они от силы могут одного ребенка родить, блядь, а наши могут там чуть ли не, там, по 10 человек рожать, так говорится, да, детей. Это минимум 4, блядь. Поэтому, как говорится, ихняя пизденка, чтобы не разорвалась, нахуй, они решили так, блядь, будут, блядь, только узкожопым, нахуй, ипотеки всякие, да, закрывать, еще что-то там, еще что-то, блядь. А нашим нет, потому что наши-то, блядь, пизденки, как говорится, круче ваших, понимаете, нахуй. Наши могут и, блядь, 100 человек родить, если что, да, если жизнь хватило бы. Так что качайте пизденки. Сучки крашеные, блондинки ебучие. Так, Рауфа Рахимова что-то пишет.
Рауфа Рахима Бабай все видит. На меня продолжает охотиться хабировская пропагандонская информационная террор продолжается. Правда, на этот раз отправили в аэропорт встречать меня мальчика. А что, она вернулась домой, что ли? Ёпта, это вот по этому видео там было этого гондона, блядь. Этого Нихмазянова, блядь. Мальчика, который все время обо мне врет. И палится на этом Арслана Немазянова. Я его уже судила однажды за лживый фильм. Якобы расследование обо мне, и он выплатил по решению суда в деньги, которые пошли на благотворительность. Бедолагу строили на БСТ, но профессионализма ему, конечно, не хватает. Сегодня в аэропорту Уфы он задавал мне... Получается, что, она сегодня поехала? Рауфа поехала? Ёпта, она до Тагаларинда, блядь. Она до Тагаларинда, наверное. Все, электы индул, электы. Бедолагу пристроили на БСТ. Ну так, и, конечно, хватает. Так, сегодня в аэропорту Уфа он задавал мне такие простые вопросы о том, что и Крым, о моем отношении к Донбассу, к СВО, к российской армии, и надеялся получить дискредитирующий меня видеоматериал, но провокация не удалась. Также он пытался назвать меня осужденной за дискредитацию армии, но это не так. Решение суда не выступило в законную силу и находится на стадии обжалования. Заседание в Верховном суде назначено на 11 ноября. Я сохраняю веру в российское правосудие и уверен, что решение будет полностью отменено. Позор, блядь. Ой, блядь. Алсынов, блядь, бригад тағып қоялар оны нахуй. Ой, блядь. Вот потакса. Так, полностью отменен. Потому что сочувствие людям, именно в этом мои комментарии. Не равно дискредитации. Ой, блядь. Сегодня направлю повторную жалобу в правоохранительные органы о несанкционированной утечке моей персональной информации и сведений об моем передвижении. Они опять увидели заранее мой перелет в Уфу. А также придется направить эти материалы для проверки службы безопасности аэрофлота и авиакомпании Победа. Ой, блядь. Зуркашься индейнам баттаги нахуй. Че тебя найти-то? Че тебя найти? Че, блядь, этим долбоебам трудно, что ли, понять, блядь, кто сел, блядь, в Турции, кто куда едет, нахуй. Я 1000 раз говорил, эти туркоебы, нахуй, они, блядь, работают с Русней, с Европой, с американцами, блядь, еще с кем, блядь, с космосом, нахуй, со всеми, блядь, нахуй. Им лишь бы бабки были. Вы что, не поняли? Пиздализы, турки пиздализы. Вы не можете понять, что ли, блядь? Кстати, был я сегодня в их магазине, нахуй. Вот так вот. Поэтому, ой, блядь, это пиздец, пиздец. Как этот, короче, как это наша кресты срывала, которая... Кресты срывала, кто там у нас, не помню. Вот ее, короче, посадили же. Вот это тоже та же дурку нахуй засунут и все, придумают там. Ну, давай дурочкой посидишь. А вот это вот и все, вот это. Идет и... Ответьте, пожалуйста, несколько вопросов. Пожар Ахимова, ответьте, пожалуйста, несколько вопросов. Пожар Ахимова, ответьте, пожалуйста, несколько вопросов. Пожар Ахимова, ответьте, пожалуйста, несколько Да, у нее лицо такое, точно. Она в ахуй, короче, у нее глаза, блядь, прям на лоб полезли, блядь. Она в ахуй. То, что она увидела, блядь, при выходе, блядь, этого мудака, нахуй, блядь, Нихмазянова, ебаната этого, блядь. И она, конечно, охуела, блядь. Но явно инде көрініп тұр өзімізді башқұрт хатын. Шындай хал. Қартайған ол. Оларға неше яш екен ол? Я-то ее раньше нихуя не видел, блядь. По идее, блядь. Потому что мен ішімде yok, блядь, олар, блядь. Так, идем дальше. Какой-то диктант, нахуй. Диктант, оказывается, блядь, понимаешь ли, проходит. Сегодня по всей Рашке проводится так называемый этнографический диктант, который организовывает ежегодно. Диктант из 30 вопросов. Некоторые вопросы имеют несколько составляющих. Вопросы специально подобраны так, чтобы для жителей каждой национальной республики было по 10 тем о своих традициях. Создатели проекта заявляют, что диктант направлен на улучшение уровня знаний людей о ОРФ и о своем народе. Если проанализировать весь остальной материал диктанта, то можно заметить 5 вопросов на абстрактную тематику, 5 вопросов по истории разных регионов, 5 вопросов о разных народах РФ и целых 10 тем об обычных историях русских.
Теоретически каждый народ должен был получить больше вопросов о самом себе и равное количество вопросов о других народах. Но оказалось, что это не так. Русские поставлены на первый план. Каждой республике люди получают по 10 тем о своем народе и по 10 тем о русских. А у всех остальных народов упоминаний немного. Также есть много упоминаний украинцев, белорусов, формировкой народа нашей страны. Но нет ни одного упоминания о выходцах из стран Центральной Азии, стран Балтии или стран Кавказа, проживающих в РФ. Ну, нацизм? Хули? Еще что, блядь? Я вообще поражаюсь, нахуй это нахуй. Это вся хуйня, блядь. Понять не могу. Диктанты проводят. Это все, блядь, нахуй, психологическое давление этих узкожопых, нахуй, на народы, блядь. Чтобы оттуда уже потом понимать, блядь, кто как дышит. Манкурт, не манкурт потом. Пока они, типа, думают, наверное, манкурт он или нет, нахуй. Вот так манкуртов вычисляют, ага. Пока 99% башкиртов манкуртов. Татар тоже, блядь, 99,9, нахуй, манкуртов. Ага, пока 1% всего лишь. Ну, нормально. Еще можно, блядь, нахуй, долбить, нахуй. Татары и башкирты на войне. Вот типа того, блядь. У них эти диктанты не просто так проводятся, блядь. Ну, я как вчера говорил, сегодня ночью говорил я, сегодня утром говорил же я, да? Короче, 30, вот этот опять здесь. 30-летний Махмуджан Мабубзада из Узбекистана отказался вставать на воинский учет и ускоренно получение российского гражданства. Да заберите это гражданство, все, но вы уже хотели жить в России, все, уже не хочу. Вот так вот. У него такой, когда вот человек психует, его голос такой, становится такой дрожащий голос. Когда психуешь, обычно, вот у него тоже такой же голос был вот в этом видео. Кто если заметил. Когда ты хоть кому-нибудь, допустим, психуешь, пизды даешь, допустим, и плюс на тебя что-то вешают, вот такой голос, нахуй, обычно становится, да, у людей. Дрожащий голос. Потому что у тебя кипит там все, нахуй. Как говорится, ты не можешь ебануть их всех. Так, война 1812 года были казахские, башкирские, мещарские полки, татаров не было. Вот, татаров не было, татаров придумали, какие узкожопые сами себя, нахуй. Вот и все. Есть же какая-то карта, блядь, тартары какие-то, тартары, блядь. Что за тартары, нахуй? Хуй поймешь, блядь. Тарталетки, блядь. Так. А вот Башкортлар Болган, от у меня, блядь, кто-то, блядь, уже, блядь, со мной спорил, блядь. То ли этот один раз, блядь, мудак один, блядь, башкиры были или нет, башкиры были или нет, блядь. Башкиры были? Где вы не слышали, что башкиров не было? Я просто охуеваю, блядь. Башкиры, говорит, были, нет, говорит. Мне такой вопрос, блядь. Типа, блядь, этот, ну кто-то, блядь, задавал где-то, блядь, мозги мне ебал. Башкиры, говорит, были или нет, блядь. Так. В общественной палате предложили измерять индекс счастья россиян, блядь. Индекс счастья россиян, нахуй оно нужно. Так, вот. Так, 4 сегодня, 2, 4 ждет вас русский ход, блядь. Так, давайте-ка почитаем. Крестный ход, блядь. Всех русских Башкирии пройдет в Уфе 4 ноября. Вместе покажем силу русского креста. Вот вам. Так что, блядь, нахуй, готовьтесь, нахуй, пиздиться с ними, пидорасами, нахуй. Ебашьте их, нахуй, сразу. Другого варианта нету. Узкожопов, нахуй, 4 надо взрывать, нахуй. Кутлярен, нахуй. Всякая тагыз, нахуй. Взрывчатка, блядь. Срочно. Мы
Многонациональный народ Башкортостана официально заявляем Ткачуку и всем организаторам крестного хода, что считаем данное мероприятие неуместной провокацией. Тем более, если они заявляют организация сомнительной репутации даже с точки зрения самих русских патриотов. Возмутительности ситуации добавляет и то, что по какой-то причине флаг и другие символы РБ вдруг объявляются провокацией, даже если они были использованы в планируемом ходе. Ответственно заявляем, что организаторы крестного хода должны сами отказаться от провокации подобного рода и пойти на все шаги для разрешения конфликтной ситуации. Отменить крестный ход 4 ноября, перенести его на другую дату. Нахуй переносить, блядь? Вообще отменить нахуй. Башкортостанда башкы нахуй Москвында yürüsünler. Впредь проводить ходы верующих христиан лишь по инициативе религиозных организаций, а не русской общины. Принести извинения за оскорбительные высказывания о символах Республики Башкортостан. Встретиться для обсуждения данной ситуации с инициативными гражданами РБ, не согласны с крестным ходом. Нахуй всех, нахуй. Yol jibarim әлі нахуй. Кутак сынықларын, блядь. Кутак сынықларына, кутак сынықларына. Гомумән, блядь. Это bir нәрсе не проводить. Так, bir нәрсе үткәзмәскә. Үтмәс. Мен бит, блядь, татар мәктәбендә укыган түгел бит, мен беләсезме? Мен менә на слух кына язам, блядь, ышансагыз, блядь, мен бит яза белмим бит мен. Но тырышам инде. Үтмәс, үтмәс. Үтмәс, блядь. Үтмәскә, үтмәс. Блядь. Үтмәскә, блядь, үзбәк телендә буламы, татар телендә ничек була ул? Так. Үтмәс, блядь. Үтмәр. Инәнеке оныттым шул сүзне уже, блядь. Так. Уздырмаска, нахуй, дип язам инде тогда шул сүзне беләм, блядь. Уздырмаска, наверное, будет. Уздырмаска. Так, Алга. Башкортостан. Поэтому, туганлар, без пока, если мы не можем идти воевать, Башкортостан, Татарстанда хотя бы нужно какие-то, блядь, нахуй, создавать или стычки, нахуй, ну, организованные стычки, где не 10 человек выйдет, как у Алсынова, блядь, нахуй, а выйдет, нахуй, блядь, 100 тысяч, нахуй, человек, нахуй, Башкортостаннан чыгарга тиеш. Башкирский ход дип чыгарга керек, блядь, если на то пошло. Но онда 100 000 булырга тиеш. Башкирский ход. Общество Башкортостана дип чыгарга керек. Вот и все. Так что нахуй урыслар нахуй кысылып йөрмәсен. Пусть пиздует нахуй Башкортостаннан, блядь. Северный человек монда сразу язган. А что не нравится? Ха, нихуя себе. Марасота нахуй. Северный человек такой, весь бородатый такой. Пиздец, Алан Делонин баттага нахуй. Я считаю, надо собрать мусульманский ход. Кто-то написал. А, вот этот какой-то мусульманин. Брат, насчет этого, если так произойдет и останется безответным или безнаказанным, надо хотя бы, если не разогнать их, то устроить мусульманский ход в ответ, а то на нашей земле будет всякая нечисть свободно расхаживать. Шунай там бетинда, шунай там, блядь. Если уж шығырға бұлғаш, нахуй, куштау, нахуй, yoqlab yürümәстен, мына шундайларға шығырға керек, блядь. Куштауға шыққанлар, нахуй, қазір шықмасаңыз, нахуй. Бұл дұрыс түгіл да енді, блядь. Куттақам ол тау, блядь, нахуй. Но только 100 000 кеше шығырға тиеш, нахуй. 50 000 башқұрт, 50 000 татар шығырға тиеш бұл іште. Если хочет, другие нации тоже пусть выходят. Тогда нужно идти туда, Екатерина Йоза, башкирскими флагами и символами, и идти вместе с ними, напевая башкирские песни, что они сделают. Силы применят.
Так это противопоказано. Сразу привлечь полицию за нарушение. Что за оскорбительные правила? Только поздно уже, наверное. Надо было раньше тему это поднимать. Тем, кто не согласен с таким мероприятием. Нихуя не поздно. Прям шу күнні внезапно шығырға керек нахуй. Но 100 000 кишіні бетінде 2 күнді нешік оповестишь. Поэтому мына мен шуларға айтам бетінде блогер пидорасларға айтам нахуй. Сізді бет утыралар нахуй. Башқұрстанда, Татарстанда столько киші утыра нахуй. Кутақ сынықлары, блядь. Сіз қошан халық үшін ішлейсіз. Сукалар, нахуя вы набрали туда весь сброд этот, сука? Ташағасты блогерлар нахуй. Сізді дохуя киші утыра, блядь. Сізді нахуй 100 000, 200 000 киші утыра, блядь. Кутақ шайнап. Etsikkenler нахуй. Блогерларны да нахуй, сігәбіз нахуй. Гандонов нахуй. Дум қайтырам нахуй. Үзім кірсам, блогерларыңызны да сігіп шығарам нахуй. Как раз ваши рожи все вид там. Всех будем вычислять, пидорасов. С каждого района нахуй. Пидорасы, блядь. За разгон тебя же и посадят. Разгонять имеет право только полиция. Никогда не поздно, братья. Нужно сейчас по всем друзьям, родственникам, группам распространять это все, собраться там. Дай Аллах, он нам поможет. Шулай Давид, блядь. Минда шулай там Давид. Лучше сидеть, чем позор мусульманам допустить. Ну, это так и произойдет. Вот 4-го выйдут эти узкожопые, нахуй, увидите. Башкиртлар, татарлар дома будут сидеть. Шай шайлар оларында үйде. А как ты будешь разгонять? Силой? Лучше всего сейчас придать этому огласке. Разгонять ничего не надо, бединда, нахуй. Вот здесь уже демагогия какая-то идет. Разгонять ничего не надо, этих пидорасов. Просто такой же ход выйти надо. Башкиртны флаглары, бля, нарсакай, там, Салават Юлаев, причина дохуя. Не сносить Салавата Юлаева, памятник, дипчевра керяк, притащить нахуй этого нахуй. Мына шулай, блядь. И мына как Парижда, блядь, идет разгромы. Шулай по Уфе, пизде, разгромом надо выйти, понимаете? Не просто так по асфальту идти, а громить все магазины на первых этажах, блядь. Фирмы мир заебеньте, нахуй. По проспекту пройдитесь, нахуй. До Салават Юлаева, нахуй. Вот шунда была. Вот шунда была. Пробки создайте. Везде, блядь, bütün районлардан, Башкортостаннан келсинлар, холоклар машинасында. И остановите там, прям в одном месте все. Тормозните, никуда не едьте, нахуй. Все, выключите машинаны, закройте двери и идите пешком. Юлда прям, блядь. Юлны перекройте полностью проспектны, нахуй. Фирма Мир, нахуй. Хани Давлетшину. Все улицы, нахуй, заебеньте, нахуй. Карл Маркс урамларын ябығыз, нахуй. Гостиный дворларын ябығыз, нахуй. Bütün нәрсені ябып ташлагыз, нахуй. Машина Уфаға шығырым тулсын, блядь. Bütün мост, нахуй. Демодан келген мостларны бүтінісін, нахуй. Консервируйте. Машина, блядь. Iki яғындан мостқа қоймағыз. Мост келіп түсірген может, нахуй. Не выдержит. Теге яққа мостны. И бу яққа нахуй, машиналарны қойығыз нахуй, туқтатығыз движениені нахуй, зор нахуй, коллапс жасарға керек, чтобы русский ход не был нахуй, никогда нахуй Башқұртстанда. Мына нәрсе эшләргә керек нахуй. Они, блядь, нахуй, қорқып отырға, блядь. Может, шунда, может, какое-то кипение начнет, блядь, там, Башқұртстанда, хуй знает, блядь. И как ты будешь разгонять так, уходок мына? Так, лучше всего сейчас придать это огласке. А вам за это заплатят, если или вы реально думаете, что все спрепоносцы обрабатывают этот цирк за даром? Наивных мальчиков даже собственные грабли ничему не учат. Им почему-то не приходит в голову простая и, оказалось бы, банальная мысль, что это все как раз и делается, чтобы наивные мальчики сами себе подняли статью с пола. Ой, ну это уже пиздец нахуй. Куркак нахуй язган, блядь. Иногда баттаги нахуй. Дожили, блядь. Короче говоря, только таким образом можно что-то подымать нахуй. Так что, надеюсь, мою идею кто-нибудь может уловит, блядь, когда-нибудь нахуй, рано или поздно. Но в идеале, короче, когда біз әзір болсақ, мына айтам бит инде инвесторлар болып, блядь, тезірек бізді құралға тәминләсәләр, бізді қолыбызға құрал берсәләр, тезірек, блядь, біз кірсек нахуй, мына шунда сіз шулай коллапс ясарға тиіш боласыз.
Бүтін Башқұртстанда, Татарстанда машинаңызды шығарып қоясыз да нахуй. Юлларны виж ябып ташлайсыз нахуй. И кіріп кетесіз үйіңізге. 30-дан 50-ге қатлы мужиклар қалырға тиіш урамда. И біз бүтініміз құрал алып нахуй Мәскеуге кетеміз. Мына шундай тема эшләргә керек, понимаете? Только таким образом мы сможем, как говорится, дойти до Москвы. Другого варианта у нас нету. Все дороги нахуй заблокировать нахуй надо будет, блядь. Все дороги нахуй, чтобы не танк, БМП, чтобы они этот, как говорится, они же по машинам пройдутся, само собой, да. Ну, хотя бы, блядь, какой-то будет нахуй этот кипиш, да? Вот так вот. Поэтому, а так дальше уже, когда мы уже дальше уже зайдем, само собой, блядь, бүтін шулайық, бүтін выходларға нахуй, шулайық БМП, БТРларына бұрып қойырға нахуй, поперек, блядь, чтобы біріне машина өтмәсін, бір нәрсе өтмәсін нахуй. Вот такой тема эшләргә керек, понимаете? Перекрыть нахуй Башқұртстанға бүтін юлларны нахуй, чтобы Челябіден, башқа жерлерден бір кім бір қойдан кіре алмасын бізге. Вот только таким образом мы сможем захватить нахуй Башқұртстанны и дальше уже очистить Башқұртстан, пойти дальше на Мәскеуге. Но очищать придется всю русню вот эту сраную, которая живет Уфада, Башқұртстанда, бүтін нахуй. Бирский, бүтін, где они, гандоны нахуй. Всех нахуй. Да. Гражданин Российской Федерации Новоян Андрей Гагикин. Дата рождения 31.05.1977 года. Взял долг у Бабаян Романа Владимировича 25.07.1977 года рождения. Бабаянчик-то попался? И обязуется вернуть их 8 ноября 2017 года. Если сумма не будет возвращена, то Новоян Андрей Гагики выплачивает штраф в размере 5% в день за каждый день просрочки. 150 миллионов, ну қоя тақты екен олар, блядь. 150 миллионов, инәңінеке, блядь, нахуй. Ох. Ну, вот этот день я говорил об этом вроде. Один чувак, этот Гаджи Хан Магомедов, АЭС ММА, блогер, предложил основать кавказскую общину по аналогии с русской общиной. Меньше чем через сутки его забрали в отдел полиции. Все, упаковали чувака, короче. Поэтому, видите, блядь, в одно ебало не надо там ничего делать. В одно ебало вас всех закрутят нахуй. Вон. В малом образе и то, как Алсынов будете, или как Навальный нахуй. И вот тазы нахуй. Хаберда потом. Чтобы такого не было, нам только, когда мы, блядь, будем готовы, тогда надо делать. Какие-то движения. А так, нихуя. Таким же макаром можно, короче, остановить все поезда. Взорвать ебням нахуй. Этот Челябинские, Уфимские дороги нахуй. Везде все разъебанить нахуй, там по 3-4 километра нахуй. Даже захуярить можно нахуй, мост, блядь, даже захуярить можно, которые в Уфу заходят. Все мосты, все отходные пути, все, чтобы они туда-сюда не могли перегонять танки нахуй. Вот только таким образом мы можем захватить Башкортостан, блядь. Все дороги отрезать нахуй, все дороги. Только оставить выход Казахстанга. Чтобы Казахстаннан в любой момент нам зашла поддержка. Только Казахстанна нужно будет охранять, потому что Казахстаннан, я думаю, к этому моменту народ, наверное, получается, поможет, но Тукайка, блядь, услышав, блядь, помощь Путина, нахуй, может отправить к нам свою армию, Тукайка. Но вот этот момент, я думаю, народ Казахстана должен будет остановить своих солдат казахских и ёбнуть Тукаева в этот момент. Другого варианта нету. Ну, надеюсь, конечно, до этого, пока мы созреем, блядь, и Тукайка, блядь, откинет нахуй. Какой-то нахуй. Ну, не знаю. Вот так вот.
Так, мында вещь уходом битин, да хуя нарса, надо эллерса юктайна. Так, ладно, давайте вот это почитаем теперь. Кировской области работники Комэнерго вышли в пикет из-за задолженности по зарплате. В городе Зуевка Кировской области прошел массовый пикет работников ОАО «Комэнерго» из-за невыплаты зарплаты и тяжелого положения самой организации. Об этом сообщают в социальных сетях, на публикацию обратил внимание издание «Русньюз». А чё тогда все ноют, что у вас, блядь, зарплата хайрожие, блядь, узкожопых, нахуй, все чики-пики, блядь. В чем проблема-то ваша, ублюдки? А чё, нахуй, не платите, нахуй, Кировскую область, нахуй, а? Или Кировская область больно, нахуй, не русская? Кировской области, кто тут историк знает? Кировской области, чья это вообще территория, случайно? Не напомните? Кировская область, явно там тоже, блядь, жили, наверное, не узкожопые. Там тоже, наверное, какие-то марылар, мукшилар, блядь, вот что-то в этом роде, блядь, наверное. Такая область это, явно. Вот я просто по карте сейчас не скажу, где это Кировская область, блядь. Ну, явно где-то там, блядь. Не помню, блядь, где только. Так. Пикеты прошли в нескольких городах Кировской области: Зуевке, Кирово-Чепецке, в Котельниче. Работники компании утверждают, что уже почти 3 года Кировэнерго, филиал Россети Центр Приволжья, используя свое доминирующее положение, статус региональной электросети, как держатель незаконно удерживает денежные средства. Комэнерго, работник требует прекратить порочную практику незаконно удерживания выручки компании. Молодцы, за свое надо бороться. Ну да, Киров это где-то, блядь, между, нахуй, этот... Саранским, блядь, Мордва, Манарса, вот где-то там, блядь, не помню, нахуй, я мимолетным, нахуй, проезжал я, всяко, наверное, что-то не помню просто, блядь, где-то, ну вот, как они любят, чтобы пикетировать какими-то, нахуй, плакаты, сидят взрослые мужики, Россети, отдайте наши зарплаты. Ваши зарплаты нахуй этим уходят, солдатам. Потерпите, солдатам все дают, маньякам. Потерпите уж нахуй. Пока в лаптях походите нахуй. Как говорится, вот так вот. Пока можете носок свой жрать. Как говорится. Так, Куштау Байрам. Меня всю жизнь называли не русский фитик. До недавних пор, вот когда началась мобилизация, они такие: о, ты же русский? О, прикол, что ли? Я такой: нет, я чурка, забыли? Реально, меня всю жизнь... Прикол, да? Недорогие, неуважаемые, великие русичи, просьба к вам, нас, лиц кавказской национальности, не беспокоить. При общей мобилизации сейчас Путин начал изымать у вас заграничные паспорта. Так вот, как вы в своих объявлениях до сих пор писали, когда вы сдавали жилье там, или на работу принимали, тогда, когда вы говорите: защищайте страну. Какую страну? Какую страну? Вы о чем? Ваша страна не наша страна. Вы, русские, государство, образующий народ. Не мы, кавказцы. Мы-то у вас чучмеки, чурки, как там вы нас называете, ласково, нежно. Так вот, как вы в своих объявлениях пишете, они до сих пор интернет все помнят. Да. Послушаем, да? Узкожопые, послушаем чуть-чуть. Допустим, принимаем на работу только лиц славянской национальности. Да, и квартиры с ним сдают только узкожопым. И так далее, и так далее. Лиц кавказской национальности просим не беспокоить. Вот при общей мобилизации вы, пожалуйста, нас не беспокойте, лиц кавказской национальности. Вы же свое величие защищаете, свою великую Русь, страну великую. Так вот, защищайте ее сами-то. Но, что вы? Что там? Алло. Понимаете, о чем я говорю? Сами защищайте свою Русь. Алло, бля. Теперь своим братьям скажу. Кавказ на связи. 100 лет назад также Николай, царь ихний, который кошмарил, который сжигал поселок, голодом морил горцев, вытесняя их в горы
голые скалы. Мгм. Когда ему понадобилось пушечное мясо в русско-японской войне, австро-венгерской войне, Первая мировая война, он приехал, отправил своих гонцов на Кавказ, слово власти созывало, у нас там есть такая песенка, Гудулон, слово власти созывало гор, наездников, лихих, да? Так вот, и создал дикую дивизию, дикую, то есть даже название такое, да, дикое. Наобещал им всего, обманул. Мгм. Когда дело было сделано, когда для царя Николая добыли победу, дикую дивизию абсолютно разоружили. На Кавказе пошла смута, созданная именно русскими царями. Ну, в общем, русскими. И большинство участников дикой дивизии были уничтожены. Тут остановлю, как раз добавлю свое. 1812 год, вроде бы не спутать, да? Наполеон 1812 же. Наполеон, Северные Амуры, башкиртлар, казаклар потом добавили казаклар, башкиртлар до Франции гнали французов. Это не узкожопые гнали, а это конная дивизия, конная артиллерия, или как его назвать можно, конники на конях, башкиртлар, татарлар хуярили, как говорится, французов до сюда, где сейчас я нахожусь. Получается, нихуя не узкожопые нахуй по жизни воевали, блядь. Поэтому вся узкожопая мразь нахуй сейчас должна нахуй в тряпочку нахуй молчать своей пидорасии, блядь. И молча нахуй съебаться, блядь, с наших земель, блядь, с Кавказа, с Башкортостана, с Татарстана, с Бурятии, с Алтая, везде нахуй. По-хорошему вам лучше съебаться. Тогда, блядь, не миллион, как сейчас сказали, релоканты съебались нахуй, а будут нахуй все съебаться, все будете щемиться нахуй. Не миллион нахуй будет. Даже в Африку, блядь, захотите уехать в этот момент нахуй, когда мы зайдем. А сколько там? 140 тысяч? Ну, из них пусть будет нахуй 80, как где-то пишут, ваши, остальные наши. Ну вот 80 миллионов нахуй будете щемиться нахуй. В Москву 80 миллионов не влезут. Придется вам искать где-нибудь на Луне нахуй, в пизде Кукуева нахуй, у Марьи Ивановны на 5-й полке нахуй. Будете там, блядь, шкериться нахуй. Мрасота ебучая нахуй. И ваша дружба тогда нам нахуй не усрется, блядь. Потому что мы чурки нахуй. Я за чурку нахуй буду отвечать, блядь. Перед вами всеми нахуй. Потому что моя кровь чурки нахуй. По-вашему. Моя кровь узбек нахуй. Башкир, татар. И вот за всех, блядь, нахуй вы будете отвечать, блядь. Сколько нахуй от наших дедов вы крови пили нахуй. Вот за все это вы будете отвечать. Узкожопый нахуй. А чё нахуй? Ташак астылары. Бір сегізді юк, блядь. Бір комментарийда язмайсыз. Ишетіп ятасызмы? Шыпыртқына, блядь, нахуй. Вот это спасибо. И мы не должны наступать на эти грабли 500 раз. И задайте себе вопрос. Разве может быть эта страна, которая ежедневно похищает нашу молодежь, уничтожает, пытает, в тюрьмах пытает, рвут Кораны, сносят мечети даже с нашим... Мечети, Кораны наши. С Калининграда, получаем. Само собой. Покинули наркотики, посадили в тюрьме и убили. Эта страна оккупант. Оккупант не может быть нашей страной. Не беспокойте нас. Не беспокойте лиц кавказской национальности. Езжайте сами защищать свою страну. Да? В чем проблема? Как кто-то мне написал, миллион этих своих пидорасов верните нахуй. Вы сразу же нас... Че, корейцы-то привезли? А как лучшие места там, государство, образующее народ, величие там делить, как вы первые. Вот сейчас, сегодня, мы прекрасно видим ваше величие. Как это все прекрасно видно. Понимаете? И все подвиги, которые вы себе приписываете, они принадлежат малым народам, не вам. Как вы говорите,
можем повторить, да. Тихо говорить, конечно, блин. Во время войны в Афганистане, 79-89, также вы закидывали туда всех мусульман из Средней Азии, из Кавказа. Ну? Вот такие вы великие. Ничтожество. Езжайте сами на свою войну. Оставьте в покое Кавказ. Россия, как вы говорите на своих русских маршах, да, Россия для русских, Москва для москвичей. А Кавказ для адекватных людей, это я вам говорю об Кавказе. Понятно? Не беспокойтесь лиц кавказской национальности. Сами езжайте воевать за своего Путина, за своего царя. У нас царь только Всевышний. Все. Скажите, а почему вы в Москве ходите в хиджабах? Посмотрите на этот брак вообще. Угу. В Москве, говорит, в хиджабах, что вы ходите, говорит. Вас ебет, в чем ходить? Вы, голожопые нахуй, лаптоебы нахуй. Ходите нахуй в лаптях. Кто вам мешает нахуй? В стрингах нахуй на голову только одевайте тоже, чтоб не продуло мозги куриного размера. Как говорится, яйца, блядь. И учите, как говорится, своих детей какой-то, я не знаю, наверное, адекватной жизни, что ли, блядь. Что-то в этом роде, блядь. А не вот этой хуйне, когда вы гнобите нахуй нас на наш, блядь, по нации нахуй, по какой-то нахуй узкоглазые, черные, белые нахуй, блядь. Вы чё, блядь? Финно-угры сраные нахуй. Вы же сраные финно-угры нахуй. Откуда там из пизды Кукуева, из севера, откуда выползли, блядь, гондоны нахуй. Вы сами нахуй смесь бульдога с носорогом. Финно-угры нахуй. Значит, получается, у вас есть какая-то кровь финская, еще какая-то угри нахуй у вас, прыщи. Вы конкретно угри-прыщи нахуй. Которые нахуй заебывает, как говорится, тело людей. Вы тоже так же, блядь, заебываете нахуй народы, блядь, своим присутствием. Итак, татарский разведчик наконец-то обдублился вроде бы, блядь. Турция все больше отдаляется от западных стран и постепенно перенимает методы авторитарных государств. Любителям Турции это. Жестко ограничивающих свободу слова и демократические права. На днях турецкий парламент намерен рассмотреть законопроект об иностранных агентах. С кем поведешься, от того наберешься, блядь, нахуй. Масло турк привез, блядь. Мне кажется, нахуй, чуть-чуть наоборот. Наверное, масло он привез, чтобы Путин, наверное, в сухую в следующий раз его не ебал. Решил, блядь, подмастить, нахуй, масло, нахуй, на член Путина. На днях турецкий парламент намерен рассмотреть законопроект об иностранных агентах. Напоминаю, аналогичный закон в России, который там используется для контроля за гражданским обществом и независимыми СМИ. Скоро оттуда Руслан Айсин, Закир, блядь, или как его, блядь, Закир или нет, блядь. Короче, один татарин, который, блядь, вот это начальник, блядь, этого Кашапова, сука, блядь, забыл, блядь. Короче, он будут тоже сваливать в Европу, посмотрите. Их тоже прижмут. Предполагается, что новый турецкий закон позволит властям признавать иностранными агентами граждан и организаций, подозреваемых в подрыве интересов государства, даже если фактов прямого иностранного влияния на них нет. Нарушение этого закона будет караться серьезными сроками заключения до 7 лет тюрьмы. Ага. Каримов умер.
Но Эрдоган живой. Получается, каримовская система пришла и Эрдогану наконец-то. А вы, как помните, да, летом я вам говорил, не этот десна не целоваться с турками нахуй. Я уже, наверное, год, грубо, да, будет уже. Скоро долблю вам, блядь, про это. Нет, они нахуй. А этот, блядь, хуеплет татарский разведчик, нахуй, это пешка, нахуй, этого черта, блядь, Кашапова. И он так заговорил. Интересно, да? Этот поворот отдаляет Турцию от ее прежнего имиджа. Какой имидж, нахуй, у пиздолизов? Когда-то на рынке работая, Айнайзер мне сказал, Расим его зовут. А ты в курсе, говорит, что турки пиздолизы? Блядь, я ха-ха поймал. Я говорю, в каком смысле? Ну, они говорят, нахуй, все у жен лижут. Нихуя себе, я говорю. Такой бывает, что ли? А я в то время еще не был женатый, нахуй. Еще больно такие инстанции, нахуй, не проходил, наверное, в своей жизни. И он мне вот эту тему раскрыл, блядь. Да, говорит, они пиздолизы. Получается, нахуй, это факт. Этот поворот отдаляет Турцию от ее прежнего имиджа демократического лидера тюркского мира и многолетнего союзника Запада. Если раньше Анкара была ярким примером, как может выглядеть независимое государство тюрков, РФ, например, Татарстан, Башкортостан, либо Кумыкия, то с каждым годом пребывания у власти Эрдогана Турция превращается не в маяк развития успеха, а в Туркменистан с морскими курортами. Дела Турции, мягко говоря, не совсем хороши, не только с точки зрения построения свободного гражданского общества, но и с точки зрения экономически развитого государства. Само собой. Там от силы 500 евро, блядь, зарплата. Все там, нахуй, хуи сосут, говно пинают, нахуй. Анаша, наркота, вот это все дерьмо там. Пол Афганистана там, нахуй. Пол, нахуй, блядь, Курдистана там, нахуй. Весь сброд, нахуй, мировой там. Плюс еще туда поехали невъебенные татароебы, нахуй. Татаристы, ебланисты. Вся там шушера вот эта там живет. В итоге эти турки сраные, нахуй, оказывается, должны помочь, блядь, по словам Кашапова, нахуй. Надеюсь, после вот этого Руслан Габбасов услышит мой призыв, что он не прогнется, нахуй, перед турками, нахуй. И не начнет петь, как Кашапов все-таки. А то недавно, помните, он пел уже об этом, нахуй, что они просят помощи у Эрдогана. У диктатора Эрдогана, нахуй. А вы в курсе тюрьмы Турции, нахуй? Вы когда-нибудь слыхали? А я слыхал. Тюрьмы Турции, нахуй, то же самое, что, блядь, Гуантанамо, нахуй. И то, блядь, Гуантанамо, наверное, все-таки поприличнее, нахуй, будет, чем, блядь, турецкая тюрьма, блядь. Засранная, как в Вьетнаме, нахуй, как в азиатских странах, нахуй. Примерно такие тюрьмы там. Вы думаете, там классно? Нихуя. Условия аузана сыгим называется. Поэтому никому не посоветую, нахуй, в турецкой тюрьме побывать, нахуй. А люди там были, рассказывали конкретно, как говорится, по моим ушам. Ну, я не мед тек, нахуй, по устам моим, а охуевал я просто, блядь, нахуй. И по ушам моим точно не мед капал. А просто, как говорится, охуевал от всего ужаса, нахуй, который я услышал, что в Турции, в тюрьмы, нахуй, такие чмошные, нахуй, и не отличаются от российских, нахуй, ГУЛАГу. Нет. Поэтому башкир-татар понимать должен, что кто нам брат, кто враг. Поэтому нам нужно сперва нам двоим, как говорится, сблизиться. Башкир-татар кушаклашып, бергә туган булырга тиеш. Потом Казахстан белән, потом Узбекистан белән, Кыргызстан белән, Таджикистан белән. А потом только можно будет уже диктовать наши условия, нахуй, туркам, азерам и так далее. Но никак по-другому. Нам, нахуй, ихнее сраное оружие не нужно. Если нам нужна будет война, оружие найдется. Мен сізге 100 мәртә айтам, акча гына кирәк, акча. Поймите, любая вещь продается и покупается. Кто больше предложит? Это рынок, базар, экономика, базарная экономика, рыночная экономика. Как говорится, кто экономист, должен знать. Но мы в школе проходили экономику Узбекистана и, как говорится,
Я очень любил этот урок. Шундыхаль, Дуслав. Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, что каждое движение башкир bilan татарныкы должно быть обдуманно и конкретно нахуй должна бить по цели. Это Москва. Нам не нужна нахуй Стамбул, Анкара. Оны аузына қарап тұруға керекме? Алма пеш аузға түш деп утырыға керекме? Бізге конкретно эшләргә керек. Над самим собой, блядь. Будем мы нахуй революцию делать или не будем? Мы будем собираться от 30 до 50 лет или не будем? Давайте будем решать. Или вы становитесь уже конкретными узкожопами. Давайте договариваться тогда так. Бетон башкиртлар, татарлар пусть себе дадут нахуй вопрос. Вы узкожопые или нет? Кто вы нахуй вообще по жизни? И оттуда уже, блядь, если кто посчитает, что он татар, чистокровный, блядь, вылазьте нахуй оттуда. И давайте создадим новое, чистое государство, блядь, где не будет вот таких гнид нахуй, которые нас продадут. Каждому первому попавшему нахуй правителю другой страны. В первую очередь это говорится о Русне. Кроме Русни нас никто не приватизировал. Только они всю Россию приватизировали. Но только что-то нахуй налоги гандоны тоже с нас берут. А не они платят за приватизацию. Так. Ну да, вот Евгений Надоршин. Высокие зарплаты — это реально? Вопрос. Впереди кризис. Почему масло дорожает? В России очередной продуктовый кризис. На этот раз сильно подорожало масло. С чем это связано и что делать? Я вам принципиально снял, если кто не видел, посмотрите видео. Снял в турецком магазине масло. 250 граммовое масло начинается у них. Оно реально вкусное. И бумага тоже такая бумажная, да. Ну, реально, я его как бы раньше покупал, сейчас не могу пока купить себе, позволить уж. Не расхуяриваю бабки нахуй. Трава, блядь. И плюс цены, наверное, дешевле были в Германии раньше. В Германии я их пробовал. Одно есть соленое, как обычно, как и в Норвегии, как и в Европе. В Европе везде делаются одно масло соленое, другое не соленое. Двух видов бывает. С солью, без соли, короче. Какой хочешь, такой берешь. Интересно иногда и с солью, блядь. Аппетитно так получается. Короче говоря, масло турецком, видели, 4 евро там и дальше больше нахуй цена пошла, блядь. И какое масло, вы думаете, пришло по 6 евро, блядь, Россия? Явно уж, блядь, какое-то утилизированное масло из Турции, блядь. Дешевое какое-то. Почему? Непонятно. Ну, само собой, потому что Россия, блядь, бедная страна, и турки знают, как говорится, кому что отправлять. Поэтому, как говорится, низкий сорт, высший сорт и так далее. Поэтому, как говорится, там всяко не обошлось без пальмового нахуй масла в этом масле. Демушкин, готовьтесь к страшному. Набиуллина идет в разнос, экономика добьют. С известным политиком, экономистом Дмитрием Демушкиным о том, как идеально. Ну да, это Демушкиных в одно время я тоже слушал. Сейчас больно, блядь, что-то перестал слушать, когда я узнал, что этот бородатый дебаты, ну, который, блядь, с ними ведет диалог, этот хуй, блядь, он нацист. Я в тот раз рассказывал про него, нахуй, этот хуй, блядь. Яшин, что ли, Яшин или, блядь, как это назвали, не помню. Короче говоря, этот скинхед бывший. Поэтому больно что-то не смотрю нахуй их, блядь, передачу теперь. Я думал, блядь, обычные узкожопые есть. Ладно, думаешь, блядь, смотришь, да, вот примерно как Осечкин. Как Евгений Осечкин. Вроде бы из Самары. Нормальный чувак, думаешь, да? Ну, явно уж, наверное, он не был нацистом, блядь, или скинхедом в прошлой жизни. Примерно так. Погорельцы Кургана судятся с компанией Суэнко. Жители района Смолина в Кургане добились возобновления уголовного дела против сотрудников китовских районных сетей. 7 мая
23 года в поселке Смолино из-за короткого замыкания на подстанции начался пожар, в котором погибли 10 человек. Нихуя себе. Сгорели несколько тысяч домов, бытовая техника и множество хозяйственных построек. Однако следователь Следственного комитета России Татьяна Русакова в декабре 23 года переложила вину с энергетик Суровяткина, Баранникова и Коненко на бывшую главу Кургана Елену Ситникову. Генпрокурор добилась отмены распространения, но в январе 24 года Русакова опять вывела Суенко из уголовного дела. Жители Смолина неоднократно обращались к местным властям, Генпрокуратуру и Госдуму, требуя наказать виновных. Сейчас энергокомпании грозит продолжение разбирательства. Как пишет Уралинформбюро, олигархи с австрийским гражданством Артем Биков и Алексей Бабров, вероятно, пытаются спасти свою компанию Суенко от уголовного преследования. Ведь в случае проигрыша в суде им придется потратить огромные деньги на компенсацию для тысяч жителей. Ага, вот оно как. Получается, вражский, конечно, у них бизнес, а сами, говорит, живут где-то, блядь, с австрийским, нахуй, гражданством где-то, нахуй. Австрийское гражданство у них, блядь, олигархи. Уралинформбюро, блядь, как пишет, блядь. Охуительно. Получается, со стороны грабится полностью вот эти, блядь, нахуй, Курганы, блядь, нахуй, Башкортостан также, блядь, армяне, ну, то же самое, ну, везде одинаковая хуета. Потому что узкожопые, нахуй, правят балом всем, вражки, блядь, и не хотят, как говорится, отдавать каждый кусок земли, блядь. Каждый кусок земли они хотят высасывать, нахуй, с наших, так скажем, земель, энергию и так далее. Медики и лесники в республике снова пересядут на велосипеды или будут ждать попуток. Опять, нахуй, машины отобрали у них, наверное. Ну, понятно, короче. Буду читать, даже не хочу. Ну вот, предпосылки того, почему памятник не вернут. Сейчас специально разгоняется тема очернения личности Салавата Юлаева, чтобы потом легче было обосновать его невозврат. Все, Салават, если заберут, уже не вернут, поймите. Только вот это, до этого, что я вам говорил, только это будет работать. Революция только, другого варианта уже нету. Только кулак кролаларга. Сяняк, пышка нахуй, хоть нарса алагыз, блядь. Можете копии нахуй уже это делать. Огаштан, как в Африке. С копьями пойдем нахуй воевать, блядь. Учитесь, блядь, кидать далеко копья, нахуй. Наконечники делайте железные, нахуй. Чтобы они не отваливались, нахуй. Чтобы можно было, нахуй, воткнуть, нахуй, еще раз вытащить, чтобы оно в теле человека не оставалось. Ебашьте, нахуй, нормальные копья, блядь. Легкие, но практичные. Многофункциональные. Если уж на автоматы никто не хочет отстегивать бабла. Делать будем копии. Пойдем как чингачкуки, блядь, нахуй. Наши, как говорится, предки из Америки. Воевать, нахуй. Только таким образом. Так. Что еще можно почитать интересного? Вроде бы я по всем местам прошелся. Но главное, білесізме, мына башқұртларға, что я хочу сказать, да, блядь. Вот башқұртлар, если есть такие, которые хотят уже, как бы, да, идти на такую тематику, но это очень опасный вариант, конечно. Это татарларға үзләренә тоже надо понимать. Башқұрт белән татар бер-берен мына шул эшкә дәгъват итәргә тиеш. Мына шул эшкә бер-берен, как говорится, шакырырга тиеш. Башқұрт белән татар. Ну, конечно же, не нарваться на Нехмазянова, блядь, этого гондона, блядь. Подобие такого, который стуканет нахуй. Поэтому как-то нужно просто, наверное, невзначай распространять нахуй все каналы безнакелярно. Миникен, Руслан Накан, да,
хуй с ним, Кашапов на конда, блядь. Чтобы таким образом, чтобы вам самому, как говорится, стрелки не пошли. Распространять таким нелепым образом, ой, типа просто увидел нахуй. И все. И пусть послушают мои эти, как говорится, высказывания. Пусть они подумают нахуй, о чем идет речь. Пусть подумают над своей жизнью, блядь, в каком дерьме он живет, блядь. Пусть подумает нахуй о том, как, блядь, башкиртлар, татарлар умирают на войне. Обо всем этом. Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Сырский. Путин требует до Нового года взять Покровск любой ценой. Уважаемые ОМы, это ОМ-ТВ какой-то, с вашей помощью собрано уже около 60 тысяч гривен на рэп-рюкзак для воинов 15-го мобильного пограничного отряда Стал Эвей Кордон. Осталось около 500 донатов на по 40 гривен 1 доллар. 40 гривен 1 доллар, оказывается. Запомните. Чтобы защитить украинских воинов от вражеских дронов. Цель 83 тысячи гривен. Вот так вот. Номер карты, все такое есть. Но что я хочу сказать здесь. Насчет, если уж такая тема пошла. Башкирт белян татарга также, наверное, нужны будут донаты. Но опять-таки, повторюсь, донаты не хотелось бы собирать у народа. Потому что узе башкирт белян татар мискин. Мискин. Шонарга инвесторларга мен призываю башкирт татар инвесторларын сплотиться в этот момент. Как я раньше говорил, что ваши деньги, вы, останемся мы в живых, не останемся, получите с государства вполне. Вернем в таком образе, что после, это, как говорится, захвата наших всех территорий, Москву, когда разъебем, то, что вы потратили, можете забирать. Хоть в двухкратном размере забирайте. Похуй вообще. Главное, Башкортостандагы бүтін оқша үзебізде қала. Хам плюс к этому, чтобы какие-то люди не подумали, блядь, почему ты распоряжаешься такими мыслями, да, ведь, блядь. А я скажу одно. Распоряжение тут идет в каком понимании? На общее обозрение. Разговор на общее обозрение. Решать это будет весь, как говорится, наш будущий Курултай. Как оно будет происходить, когда мы зайдем, как говорится, Башкортостан или Татарстанга. Шонага айтам, что миллиард Башкортостандан никто не описал, но где-то я вычислил, где-то уже, где-то я не помню, но почти тот же миллиард отдается. Триллион, не то что 1 триллион, сказали, да, Казаннан кеткен, 246 миллиардов с копейками нахуй, наверное, Москву отдали в 22 году, сказали мне, да? Сейчас уже 23-й, 24-й, блядь, я не знаю. 1 триллион даже, давайте возьмем. Что 1 триллион битинде у сугушка китмей? 1 триллион, блядь. Biz Moskvani 3 kunda borib sigamiz onu. 3 kunda 1 trillion biz ishlatib bitirolmaymiz. 1 trillion berilgan, допустим, bo'lsa Qozondan и Ufadan. Шул триллионлар битинде берилмей больше. Получается, представили, если кто-то в наше дело вольет сейчас инвестиции Башкортостана или Татарстанга на оружие, на наше классное обмундирование, любая страна продаст нам хорошее, не гнилое нахуй. Не это не узкого мира нахуй. Автоматы, калаши нахуй нам не нужны, блядь. Нормальные инструменты, боеприпасы, все, блядь. На это, я считаю, из этих триллионов, которые пошли бы на Москву, мы смело сможем отдать этим инвесторам. Башкорт белян татарларга. Вот таким договором мы сможем конкретно, как говорится, в лучшем случае, блядь, за пару лет собраться и пойти уже на Москву. В
каком состоянии она не была бы, блядь. Крутая, не крутая, бизнесикmi yo'l. Biz o'limga boramiz. Biz bila turib shu o'limga boramiz biz. O'la turgan bo'lsak-da, qola turgan bo'lsak-da, уже только нас будет ебать это. Никого другого. Не нужно просить ни у Америки, ни у Европы, ни у Турции, нахуй, ни у кого нахуй. Biz o'zimizdan o'zimiz so'roqqa tegishmiz. Biz shu yo'lga bosabizmi, yo'qmi nahvoy? Или biz qo'rqaqmi? Все, bizga shugina kerak. Особенно обращаясь к тем братьям, в кавычках, мусульманам, которые реально пятикратный намаз читают, Allohga topshirgan o'zini, dunyosin, tavakkal qilib yashay. Bolalari uchun men kurasham. Degan molaylar bizga qiziqtira. 30dan 50ga xatli. Призываю, постоянно я об этом говорю, постоянно. Вдруг какое-то видео никто не посмотрели, этот кто-то посмотрел, я призываю этому. Как украинцы, как узкожопые, которые съебались нахуй с армейки в данный момент. Да хуя. Да хуя. Итог какой? Война, идут наши. На Украине идут хуй знает кто. Никто не идет туда, блядь. С Русни идет наши все. Башкир, татар, там, Дагестан и так далее. Получается, вот та часть, которая не пойдет, та часть, которая пытается себя куда-то деть нахуй, и не знает, куда себя деть, пытается там жить непонятно как, и в себе думают, блядь, мен бит башкирт, мен бит татар, мына шундый малайларны мен шақырам. Басыгыз. Жетті онда уже ятырға, блядь, қорқып. Давайте басып тұрып, блядь, біргәләшіп нахуй, шу Мәскәүне барып сиккәләп кайтыйк әле тизгенә, блядь. Как раньше казанские мафия ездила утром на 6-часовом, блядь, поезде, этот, Казань, Казанская, метро Казанская, собирали свою дань и возвращались на другом поезде обратно в Казань. Примерно так же. 1000 километров. Уфадан 1500. Мы тоже так же, мы должны. За 3 дня поехать, добраться, за 3 дня и вернуться. Туда и обратно нахуй. Мәскәүне дүмбәсләп, сигеп, яндырып нахуй. Бүтін, блядь, Москва-ситилары нахуй, Кремльлары нахуй. Бүтін жерлері шартлатып нахуй. Тигізләп нахуй. Бүтін Путинларын табып нахуй. Зинданға утыртып нахуй. Қайтырға. Как они говорят нахуй? Флага в тыке, блядь. Флага в тыке нахуй засунуть туда. Все нахуй. Всей страны нахуй. Башкортостан накан, Татарстан накан, Бурятия, Кавказ. Воткнем нахуй. В жопу нахуй Путина эти все флаги нахуй. И приедем, блядь. И все. И начнем спокойно жить в своей стране. Выгонять узкий мир. Пусть нахуй пойдут потом по кирпичикам собирать нахуй свою, блядь, территорию. Московское болото нахуй после нашего разъеба. Только таким образом мы сможем создать приличную жизнь уже. Без гулагу остальной жизни. Потому что это гулагу нахуй заебало. Тут еще вот, да, это тоже слышал, вот сейчас посмотрим. Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию по состоянию на 2 ноября. Уже ввезено 90 тонн. Все делают бизнес нахуй. 20 тонн что-то, блядь, только пожалели дать, блядь. Кажись, блядь. А тут арабы 90 тонн дают масла. Ну, у арабов масло дохуя уж, само собой. Верблюжье масло, наверное. Или все-таки кокосовое нахуй масло. Или еще какое-нибудь нахуй. Из пизды обезьяны нахуй создаются, непонятно нахуй. Арабские Эмираты. Откуда же они берут нахуй масло, интересно, блядь. Коров держат, что ли, дохуя так? Удивительно нахуй. Так.
Так, так. Опа. Кадыров планирует Фридом Кавказ. Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Ставленник Кремля утверждает, что бросать на смерть будет их не в рамках мобилизации, а на добровольной основе. Блядь. Рабы Чечни, блядь, как говорится, пытаются, как говорится, сдохнуть за какого-то сраного Кадырова, блядь. Но все мы знаем, как проходит добровольная мобилизация в Чечне, написали. Ну, понятно, само собой. Пишет, так и сказал, бросать на смерть. Все население Чечни, кто-то пишет, в Чечне много лишних людей. В Чечне много лишних людей. Да, точно, и это русские вместе с Кадыровым. Кто-то написал. Полностью согласен, поддерживаю. Этого поддерживает. Русские везде лишние. Там лишние только русские, их прихвостни. Да, не прихвостни, наверное, а манкурты более правильно будет. Он проиграет, это же очевидно. Для обкатки на второй линии, а затем независимость Ичкерии. Ну, посмотреть, будем посмотреть. Я тут дальше не могу что-то комментировать, потому что Чечня как темный лес. Хуй поймешь, как этот, блядь, Кадыров проснется, что ляпнет, неизвестно же. Дон и хуй Дон потом будет, блядь. Поэтому гарантий там нету. Так, идем дальше. Так. Так, про Украину чуть-чуть тут скинули. США выделили Украине 69-й пакет военной помощи. Наконец-то что-то дали. Пресс-служба Пентагона сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $425 миллионов. Это 69-й транш помощи, выделенный Киевом Вашингтоном, который представит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей. Он выделяется по президентскому решению в рамках ПДА. Президент Дравдован Авторити. То есть содержимое передается сразу из запасов США. Так, пакет включает в себя перехватчики ПО, боеприпасы для ракетных комплексов НАСАМС и ХИМАРС, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие, Жавелин и АТ-4, медицинское оборудование. Надеюсь, это правда, блядь. Жавелин как раз же просил вроде Зеленский. Но какого хуя? Я поражаюсь над ним. Нахуй это говорить, блядь, на весь мир, блядь. Что они дают, блядь? Американцы порой, думаю, нахуй, на руку Путина играет, блядь, нахуй. Ебанутые, тупорылые, блядь, янки, а, блядь? Реально тупорылые, нахуй, мне кажется, блядь, нахуй. Или я, блядь, дурак, нахуй. Этот был башлыклар, бөтенесі, блядь, біргелешіп унилар, нахуй. Какую-то чехарду, блядь, в котором мы просто, как говорится, такие же пешки, блядь, как говорится, во всем мире, нахуй. Кто-то типа рулит, блядь, а мы всего лишь пешки, блядь. И русские пешки, и татары, и башкирты, и украинцы, все пешки, блядь. Ну, кто-то рулит непонятно, нахуй. Вот такое, блядь, чувство порой иногда появляется у меня, нахуй. Ну, опять-таки, нахуй, от этих слов, как говорится, место слагаемых не меняется. Узкожопые как были нашими врагами, так и остаются, нахуй. Другого варианта быть не может. Россия при Путине от ножек Буша до масса Эрдогана. Российские регионы стоят на краю продовольственного кризиса. Зимой надвигается катастрофа в сфере ЖКХ. Фарида Курбангалиева и Игорь Липсис обсудили нынешнее положение российской экономики. Почему дорожает масло и картошка? Сибирь отключает тепло. Что происходит с маслом и картошкой? Российские регионы стоят на краю продовольственного кризиса. Зимой надвигается катастрофа в сфере ЖКХ. Ну, это, наверное, вы уж слушали сами.
Короче, понятно тут. Все, как говорится, конкретно вроде я вычитал. Еще что можно почитать. В татарском разведчике давайте что-то новое почитаем. Осталось у них что-нибудь или нет еще? Ну да, вот я же говорю, блядь, у татарского разведчика повыходили всякие, блядь, вопросы, блядь. Какими, по вашему мнению, должны быть главные задания Республики Татарстан? Материальное благополучие граждан, исполнение указа президента РФ, наполнение федерального бюджета, развитие всей России, сохранение татарской нации, ее идентичности. Вы довольны уровнем своего материального достатка? Да, вполне, желал бы лучше, совсем недоволен. Всякого такую, блядь, поеботину они сделали, нахуй. Вопросы, блядь. Нам интересно узнать, какие взгляды на Татарстан и его будущее у наших читали. Поэтому предлагаем принять участие в серии опросов. Ну, это я же говорю, это кашаповская хуйня вот эта, блядь. Татарский разведчик, блядь. Татарстана наградил Татарстана. Блядь, почему Татарстана? Татарстан наградил чиновников и бюджетников за развитие гражданского общества. В Татарстане существует премия Раиса Республики за вклад в развитие гражданского общества. Ее ежегодно вручают с 2015 года тем, когда она была президентской премией. Кто якобы способствует развитию гражданской активности и независимых инициатив. На этот раз среди 8 лауреатов работник бюджетной сферы, секретарь Республиканской комиссии по делам совершеннолетних Ильсуяр Гарифуллина, председатель ветеранской организации Хабир Иштиряков и директор муниципального учреждения по охране порядка Наиля Тайзиева. Кроме них премии удостоились несколько благотворительных общественных организаций. Как можно вручать премию за развитие гражданского общества чиновникам и работникам бюджетной сферы. Даже российский школьный учебник по естественным знаниям за 9 классов говорит, что гражданское общество – это независимое объединение граждан, которые работают в интересах общества, а не в интересах государства. Но когда гражданское общество уничтожено Москвой при молчаливом согласии самого Минниханова, остается только награждать своих подчиненных. Даже так нахуй. Получается, даже это, блядь, говорится, что, блядь, нахуй, как и Хабиров, нахуй, блядь, хвалит этот армян тут, а этот, блядь, всех своих, блядь, ближних непонятных. Сука. Охуеть, блядь. Сотрудники дома детского творчества в базарных Матаках Алькеевского района подключились к высокотехнологической помощи фронту. Плетут маскировочные сети из женских трусов и чулок. О, бля, это украинцам надо, блядь, услышать такое, блядь. Пиздец, я же говорю, нахуй, трусы на голову, узкожопые, говорю. Тут татары носят трусы на голову. Мол, солдату и приятно, и уютно, прямо как дома. А еще это помогает спрятаться в лесу. Ведь что может быть незаметнее на войне, чем кружевной орнамент и нежные постельные оттенки. Сука, там все голубое, белое, черное, нахуй. Все там пиздец, нахуй. Женский трусов и чулок написано, блядь. А что лифончика нахуй не повесят? Лифоны нахуй надо повесить. Как раз дождик будет и водичка будет собираться нахуй. Как говорится. Дождевая вода будет. Охуеть. Что за нахуй сети, блядь? Люди ебанулись, народ нахуй. И это вот это делают. Сука, я хуею, блядь. Позорище, блядь. Конечно, потребность армии такие маскировочные средства только растет, а заявок от командования поступает все больше. Видимо, скоро за кружевными трусами будут стоять очереди покруче, чем за бронежилетами. Ебать. Ебаный. Пиздец, блядь. Вот, Фарид Закиев, блядь, если это что, блядь. Бүгінде 1937 yıl қайтты деген bu. Он мне один день писал, блядь, распространять какую-то хуйню, блядь. Они меня, главное, блядь, вытулили со своего WhatsApp, а этот Фарид Закиев мне пишет до сих пор, блядь, заебывает. Ну, не стал уже вытаскивать это на обозрение.
у меня есть в WhatsApp, если что, скрин могу скинуть и отправить. Он мне какую-то хрень отправил там. Типа какую-то хрень. Типа этот, блядь. Раз они туда-сюда, шуны меня yazıp жиберген. Ну, мне кажется, олар білерлер, что у меня есть, блядь, YouTube. И, наверное, они думают, чтобы я в этот YouTube засунул это все дело. Ну, о чем-то инда там, блядь, о чем-то, не помню, блядь. И вот сегодня что у него? Siyasi repressiya qurbonlarini esga oluv kunida Farid Zakiyev Antaliyada yolg'iz piketga chiqdi. Repressiyalar qurboni bo'lgan bobolari turida esga olib, u bugungi Rossiyada Tatar boshqirt aktivistlarining erkinliklari cheklovini tanqidladi. Zakiyev Ayrat Dilmuhamedov, Azat Miftaxov kabi tutqunlarga erik talab etdi ham Rossiya qarshi sanksiyalar ortturini so'radi. Zakiyevning fikricha, hozir Rossiya siyosati Sovet shoridagi kabi u repressiyalar bilan bora. U el uchun imin kelajakni boritik gadillik ham milliy erkini ta'min eta oladi. Mana men buni o'qib chiqdimmi? Mana buni narsaga yozgan. Аида Абдрахманова. Прям как будто я ее читал, блядь, нахуй сейчас. Прям это ее слова, блядь. Вот это все, вот это писанина, это слова не Фарита Закиева, потому что он старый уже, явно он это, блядь, не может писать, блядь, притом в телефоне. Всякого, не знаю. И, как говорится, это писала Аида Абдрахманова, вот эта овца, которая, блядь, сказала, типа, блядь, я должен, как говорится, прощения просить, что я оскорбил турков, оказывается, нахуй. Мына шундай хал. октября 23 года, ровно год назад, при загадочных обстоятельствах погиб один из лидеров СТМ Азатлык Батырхан Агзамов. Кем ekan endi u? Ага, машинада авария bo'lgan. Пиздец нахуй. Президент, он писал, молодой, вообще он чувак. Gayaz Ishaqi jasadin Tataristonga qaytarib, eski Tatar ziyoratida jilarga kerak. Millat otasining 140 yillik yubileyin zo'rlab o'tkazuvini talab etamiz. И он умер нахуй. Машинасini oldinda ortinda buklaganlar полный рост, блядь, нахуй. Onda смятка, короче, машина в смятке. O'tirganlar endi, короче, mana. Полный рост. 30 октябрь 23 yıl, блядь. Нихуя bir yıl там назад, в натуре. Правоохранительные органы Республики Тыва поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кызылском районе на 825 км трассы П-257 вблизи Усть-Элегест произошло опрокидывание легковушки Toyota Camry. Источники в экстренной службе сообщают о 2 погибших, мужчина и женщина. Еще 2 пассажиров госпитализированы. На месте происшествия выехал Кызылский межрайонный прокурор Наталья Грек. 31 октября Союз татарской молодежи Азатлык сообщил о гибели 30 октября ДТП на территории Тывы. Хули там он там делал, непонятно, блядь. Одного из самых ярких, самых известных членов организации Батырхана Агзамова. Батырхан. И Семен Батырхан, блядь, явно Батырхан стал он, блядь, понимаешь ли. Ну, понятно, короче говоря. Короче, активист какой-то, блядь. Молодой. Ну, с виду молодой, инда, короче. Такой. Жирный, короче, пацан, короче, один. Ясно. Шундай хал. Так. Дальше. Уфимцы высказались о донашивании трамваев за Москвой.
Сегодня в башкирскую столицу в очередной раз привезли 9 из 15 писанных московских трамваев Песа Фокстрот, а 4 уже запустили по маршруту номер 5. Все 15 трамваев обещали запустить на Черниковке. До сих пор, блядь, эти трамваи ходят, а я хуею, блядь. Еще к 1 ноября, но плохие дороги от Москвы до Уфы сорвали все планы. О том, как списанная техника плохо влияет на качество жизни и почему Башкортостан вполне мог бы позволить себе новую технику, мы уже неоднократно упоминали. Теперь слово за жителями Уфы. Хули, блядь, с жителями Уфы, блядь, что они скажут? Ну да, она вот эта хуйня старая в Москве, которая гуляла, белая, серая, нахуй. Это московские, нахуй, трамваи, блядь. Хуй его, мамай замандага, блядь, нахуй. Когда я туда первый раз поехал, в Москве-то тоже рухлить ходила, красные такие, блядь, тухлые, нахуй, трамваи, блядь. А в Уфе в то время еще хуже были. Иша Горбасы. Альфред Сагитов пишет. Интересно, почему их списали, а почему мы берем списанную технику? С барского плеча. У меня друг несколько дней назад говорил, что у нас новых трамваев нет, только списанные с Москвы. Я думал, это шутка такая. Машины некоторые меняют раз в 3 года, другие больше 10 лет ездят. Капец, особенно на спуске ГДК, Башмель, это махина юзом все на своем пути снесет. В Москве новенькие, там же все сливки, бюджета больше, а в Уфе что называется? И на том спасибо. Ну да, Уфака и огрызки можно. И огрызки можно, нахуй, с барского стола, блядь, нахуй, пользоваться, Уфада, блядь. Как говорится, использованный гандонда яраган уфалыкларга. А хули, уфалыклар барабар, блядь, сугушта үлеп бетәләр. Кутта камаларга трамвай, блядь, жеп йөрегез, нахуй. Но это давно не секрет, так дешевле. С электричками, например, такая ситуация, у них списали, мы взяли. О, электричка на сулярга, тугали нахуй, блядь. Щербетка нахуй. А то, что в Уфе списывается, передают другие города республики, если еще есть что передавать. Ха-ха. Куда нахуй? В Якутию, что ли? Как всегда, с опережением сроков. Как улица Пугачева, как день города с дворцом борьбы. Ну это да, юзовую погоду, пожалуй, не стоит их выпускать на линию. Ура, чики! Все самое лучшее. Объедки с барского стола. В конце написано. Монашундай халь, дуслар. Ильдара... Блять, опять. Ильдара Дадина похоронили со всеми воинскими почестями. Выходец из татар, житель Московской области, который с оружием в руках боролся против российского тоталитарного строя, погиб 5 октября в бою на Харьковщине. Понятно. Выходец из татар, блядь, Ильдар Дадин. Ну, я вам скажу, не знаю, блядь, за него голосовать, не голосовать, нахуй. Ну, украинцы похоронили его с почестью. Но я скажу одно. Татар ротасынан шыққан малай түгел он. Башкирт ротасынан шыққан малай түгел ол. Поэтому, как говорится, нам не нужно забываться, что Башкортстан белән Татарстан өчен көрәшергә тиеш только үзебезнең ичендәгеләр. Чөнки алар гына белә ничек тәм ашылыгын, как говорится, ичтә. Ильдар Дадин ул урыс зонасыннан, урыстан килгән. Кайдан килгән? Московской областьтан килгән. И ул явно теге, блядь, батальон Сибирьда болган ул. Я думаю, потому что татар ротасы юк онда, блядь. Башкорт ротасы тоже недавно появился, а он давно там. Итог какой? Сибирь батальона, Сибирь ротаса, блядь, или как он называет, блядь, Сибирь этот ёбаный нахуй, батальон Сибирь. Нам, как говорится, они никто. Потому что они создались из, блядь, вообще нахуй, не винегрет, а солянка нахуй. Узкожопая солянка. В Мордовии покажут, откуда начинается любовь к России. Телерадиовышку Саран-Ош, который регулярно обрабатывает умы населения на предмет покорности Москве, день так называемого народного единства окрасят цвета власовского триколора с 6 до 11, как символ того, что современная Россия это прежде всего условный телерадиопередача, контролирующий людей с помощью пропаганды, короче.
Ну да, Россия номер 1, Мордовия прям написано. Ну, они могут. Так, здесь уже все. Прошлись мы по новостям. Каналлар Q, блядь, bu каналлар кем нәрсә сөйли, хпз, блядь. Тотарвар, короче, как обычно. У Тотарвара 8 человек, не знаю, кто такой, откуда он у меня вообще появился. Как Путин и Бастрыкин сделали из мигрантов врагов России? Интересно. Я татарка, живу в Башкирии, родилась в Узбекистане, говорю только на русском. Кто я? Пизда, блядь, нахуй. Кто ты, нахуй? А таких, блядь, дохуя и больше, блядь. Я знаю полмира, можно сказать, таких, нахуй. Узбекистаннан күчкән татарлар, олар кутагымда татар телен белмәделәр. Кутагымда, блядь, нахуй. Потому что они никогда в жизни, нахуй, в Россию не приезжали. Наверное, это как-то, блядь, мы единичные, нахуй, которые приезжали к себе на родину. Так скажем, на родину мамы, бабушек и так далее. А они как попали в Узбекистан, так и, блядь, заузбеченные, нахуй, там и жили. Потому что им некуда было приезжать. И потом они, блядь, решили приехать, приезжали непонятно куда, нахуй. Ну, где-то там корни появятся какие-то в Уфе или там в Саратове, нахуй, или в пизде Кукуево. Вот они туда и ехали, нахуй. Вот примерно это такие вот татары, блядь. Я так думаю, даже можно сказать их, блядь, не татары, а хуй поймешь кто, блядь. Потому что они в Узбекистане, ладно, хоть узбекский им, блядь, принудительно дали учиться в школе. Узбекский знают. А так татарского они букву Т даже не знают. Аби, аби, говорят они, блядь. Когда мы говорим нанай, они говорят абика, абика, бабайка. Вот так, короче. Все, у них разговорная речь так, лексикон, нахуй, ниже плинтуса, нахуй. Вот такая вот тематика. Я не понимал таких татар вообще. Хуевал от них, блядь. А таких еще дохуя там. Я их говорил же всегда. Заузбеченные татары, блядь. Че за нахуй? Интересно, блядь. Некоторые школы Бурятии переведут на преподавание предметов на бурятском языке? 22 октября 24 год, блядь. Интерфакс. И тут комментарии. Истина и правда. Россия это империя, а империя держит интернационализм, нацизм и расизм несовместимо с империей. Путин малолетка. Получил паспорт, стал чайником, пылесосом, табуреткой. Код идет капитализм. Всего-то. Начни читать классиков марксизма, ленинизма и все поймешь. Сами создали головную боль по всей стране. Зачем шарусмили только иностранцев из Средней Азии? А теперь от них одни проблемы. Вот такая вот хуйня тоже непонятная. В моей стране этническое меньшинство это я. Маргарита Симонян ответила на обвинение США в расизме 5 июня 2020 года. Инфотека 24. Главный редактор телеканала «Россия Today» Маргарита Симонян написала на своем телеграм-канале, что западные СМИ обвинили ее в расизме за репост записи корреспондента Дмитрия Стешина, где есть слово «негр». В ответ на обвинение Симонян рассказала, как сама сталкивалась с дискриминацией на национальной почве, поскольку является не русской, а армянкой. А лица кавказской национальности в России традиционно являются объектом националистической травли. Значит так, в моей стране этническое меньшинство это я.
Это я все детство слышала в свой адрес черная, а также черномазая. Это я в 9 лет пережила погромы и пряталась под диваном, когда тогдашняя местная власть устроила провокацию против черных. Это мой детский стоматолог выгнал нас с порога, потому что больше не лечат черных. Это моя первая учительница рекомендовала моей маме какое-то время не водить меня в школу, потому что с черным небезопасно. Это моя интеллектуальная бабушка закрывала мне уши, когда соседка шипела вслед черножопые приперлись. Та самая бабушка, которая пережила депортацию в 11 лет за то, что она черная. Это мне мой первый краснодарский главред запрещал записывать стендапы, чтобы не было видно моего черного лица, объясняя это тем, что зрителя раздражает. Именно слово «черный» применительно к расе или нации в русском языке является оскорбительным идиоты, а слово «негр» не является. Но вы же не знаете этого ничего и знать не хотите. Поэтому расисты — это вы и ваша исключительность, вы и ваше упертое тупое нежелание понять, что в мире есть другие культуры и другие, сука, языки, которые позволят развиваться и эволюционировать по-своему, а не по-вашему. Добавлю, как говорится, хотению. Если бы я была такой же игнорант и клюэлес, как вы, я бы написала, что вы расисты, потому что в вашем языке нет слова «россиянка», а есть только «русская». И вы называете меня русской, тем самым отрицая мое право принадлежать к той этнической группе, к которой я принадлежу. Но я так писать не буду, потому что это так же тупо, как то, что пишете вы. Я горжусь своей страной, где добрая сотня национальностей живет вместе и переживала и выплюнула жуткий период межэтнических разборок из моего детства. И когда вы называете меня русской, мне приятно, хотя во мне нет ни капли русской крови. Живите дальше, тоните в своей тупости и неумении принять, что в мире вы не одни. Если бы вы были другими, у вас бы не было сейчас этого ада, написала Маргарита Симонян. Нихуя себе, где она такое написала, блядь, интересно нахуй. Где такое написала она, блядь? А, 5 июня 2020 году она писала, оказывается, на обвинение США в расизме. Сука. В 2020 году она такую хуйню писала, оказывается, нахуй. Это кто нахуй? Откуда это откопали? Я хуй его знает, блядь. Такую ересь, блядь. Пиздец, блядь. Интересно, блядь. Ой, блядь, пиздец нахуй. Чё тут? А, меня же вот добавили. Чат Куштау Байрам, блядь. И кто же тут сидит? Непонятно. Ну-ка, голосовой отправлю туда. Так, чат Куштау Байрам. Вот это Куштау Байрамны группа сайта у кем мында вообще хуже? Башкиртма, татарма? Я сейчас вот в прямом эфире задаю вам этот вопрос. Ты меня будешь блокировать после такого или как? Меня чагали, короче, ответ команда. Башкирт или татарсың? Посмотрим, кто ответит. С Куштау Байрама. Написал, там 3-4 человека в сети сидит. Интересно. Непонятно. Админ какой-то. Чат Кипербот. Админ какой-то. А кто там? Непонятно. Посмотрим сейчас. Нихуя там северный человек там сидит, блядь. Охо, здесь сброд нахуй конкретный, блядь. 586 человек, главное, сидит, понимаете, блядь? Интересно, интересно, блядь. Салям. Альфия Исангулова. Туркумге Рахимитеге. Шат Куштау Байрам. Не нужно быть гением, чтобы много зарабатывать. Вокруг полно небольших бизнес-идей, а лучше из них биз-идея.
непонятно. Альфия Исангулова экен. Хужасы. Преподаватель арабского языка экен. Давайте зададим вопрос. При всех вас, вот 4 человека тут сидит, с 2 слева. Так, Альфия Исангулова, Исаммасыз. Халлер. Қойдан боласыз? Башқұртстаннанмы? Сізмі шул Куштау байрамны хужасы, которые каждый день я ваши эфиры, получается, прочитываю на своем YouTube каналах. Халық который там. Қайсыдыр жерлеріңізде мен келішмеймін, конечно, қойдандыр кетіріп тығасыз, сонда сәйке информация туры келмей тұрған. Сіз Башқұртстанны мүстақил болуына күрәшәсізме, или сіз урыслар белән бергә күрәшәсезме? Көтіп қалабыз жауап. Бүтін аудитория сізні ишетә. Посмотрим, что она ответит, как будет звук от нее или что-то. Я вам скрин или звук, само собой, отправлю. Будем подождать. Yazып жибәрдем инде, карарбыз. 22:47-дә булган ул. 15 минут тому назад. Если хәзер миндә сагат 11, значит сагат 3. Сагат 3-тә мен анарга язып жибәрдем. Башкортстанда булса. Явно йоклый кеше. Ответит завтра. Чат-бот мына эшләгәннәр, понимаете, мына бит. Әйтәм бит, мен бит андый нәрсәләрне белмим, блядь. Мына акыллы кешеләр өйрәнгән, Телеграмда пользоваться шөгыльләнәләр беләләр, Инстаграмда туда-сюда. Мына шундый халык минем белән берсе бәйләнмый. Если белсәгез бит инде, хотя бы шул яктан бит инде, сез мине бит инде можете поддержать, әйме? Чтобы правильно я мог распространяться, продвигать вот эту всю тематику. Мен бит аны сөйлим, сез түгел, сезгә ничего не будет. Вы просто ради Аллаха можете там помочь. Минем да группам бар, она граница Хорватия, помощь беженцам. Шунда кирib языгыз. Потом в личку мне напишите, там найдите, как говорится, админа и пишите меня в личку. И все. Исемем анда язылган, рус Уфа deyilgan. Уфага языгыз, и все, меня килеп төшә. И, как говорится, я тоже, может, как-то что-то добавлять буду вам, информацию свою. Мои каналы, может, как раз туда будем отправлять, чтобы халық какерсен. Если у Альфия Исангулованы нәрсәсен каналын карыйлар икән, этот, там, 500 ничәдер кеше подписан чатта гына, и ничәдер кеше там, еще плюс еще какой-то северный человек там сидит. Безгә как раз таки шундай аудитория, блин, и нужно, блядь, бодаться, как говорится. Ставить, как говорится, им ультиматумные решения, на которые они должны ответить. Что будет, блядь, когда мы зайдем, блядь, с вами? Вопрос вот им, узкожопым, нахуй, лесному человеку и северному человеку, этим пидорам, нахуй, общине, блядь. Когда мы зайдем, нахуй, вас не станет, понимаете, Башкортостан на Татарстанда, не говоря по всей Рашке, блядь. Ни в Челябинске, ни в Новосибирске, нахуй, вас нигде не будет, нахуй, поймите. Поэтому, как говорится, готовьте нахуй свое нахуй мягкое место в других странах. Не в бывшей нахуй в Рашке, блядь, вы будете находиться, явно, я думаю. В Москву точно вы тоже, наверное, не захотите поехать. Потому что она будет вся, блядь, разрушена. Мына чат Куштау байрам. Фото, видео тaqdimlarni kiri baylanish butuna yebaragiz degan. Правила группы degan еще narsadir bor bunda. Куштау байрам. Ну, күтіп қалабыз енді, жауап. Прослушали, утыр жиде кеше утыра, прослушали, посмотрим, кто ответит. Но кем утыра, ничего утыралар, непонятно. Чат Куштау байрам. Куштау байрамга кіргәч, шунда смс язам десәгез, чат килеп чыга, разрешение берілә ул. Ну вот кичә язган им при вас же, помните, добавлялся, и вот сегодня смотрю, открыли. Ну, посмотрим, что там творятся. Что они там пиздоболят. Я больно внутри вам этот не читал. Так.
Община мира. Община мира, наверное, это Freedom Евразия. Община мира, наверное, чей канал экем был? Наверное, этого какого-то мусульманина канал, явно уж. Или чей канал экем был? Община мира. Непонятно, короче. Чистки необходимы в любом случае. Дугин предложил решение проблемы с предателями России. Ага. Явно, наверное, я прям ярый предатель, блядь. Утраманда. Пятничный список иноагентов Минюста России стал неотъемлемой частью новостных сводок, а само количество физлиц, юрлиц, СМИ и организаций данным маркером еще в начале года перевалило уже за полутысячу. Почему-то мы не пользуемся или пока мало пользуемся прекрасной тактикой все закрыть разом, а потом переоткрывать все заново на новых основаниях. Закрыть можно все: эстрады, институты, учреждения, аккаунты, мигрантов и т.д., не касаясь лишь оборонки и жизненно важных социальных структур. И все мало-мальски заменимое или некритичное вполне можно. Иначе, пользуясь довоенной инерцией, в нашу новую жизнь массово процеживаются токсические отходы позорного прошлого, того, что было настоящим до 24 февраля 22 года. Ага. Намекается, блядь, на Украину. А так всех уволить одним жестом, а потом снова принять на работу, но уже с условием патриотизм, лояльность государству, церкви и народу, клятва на верность традиционным ценностям, незамешанность в коррупции, этический минимум. А того, кто не пожелает и кто угрюмо ждет, когда это все закончится, того тихо потерять, просто не переоткрыть и все. А то мы иноагентов и не идентифицируем по горстке в неделю. А их, я думаю, под миллион. Вредных, злых, подлых, язвительных, затаившихся иноагентов. Чрезвычайно опасных, притворяющихся спящими, но лишь ждущих того момента, когда мы, не дай бог, поскользнемся или совершим ошибку, тогда они ударят в спину и вынесут ключи от города врагу. Отметил в своем ТГ-канале идеолог вторжения в Украину Александр Дугин, блядь. Этому все не имется, и ему все мало, все стремится загнать народ до того состояния, как в Северной Корее. Ну, понимаете, пришлюхивость, да, пришлюхивость ТГ своему хозяину, блядь, нахуй, наверное, блядь, оно, блядь, не знаю, блядь, у таких пидорасов в крови, наверное, блядь, нахуй. Как обычно я говорю, пиздолизовство, блядь, у них это в крови, наверное, которые не могут, нахуй, без этого, блядь. Этим они как бы утешаются, наверное, блядь, маньячелы узкожопые, которые, блядь, думают, что тем самым, блядь, яхши курынып хужага, нахуй, какие-то поймать, нахуй, если военный, он какие-то лычки поймает, а в другом понимании он хочет поймать просто этот, ну, так скажем, свое этот, ну, блядь, в народе, так скажем, свою кичливость, что ли, нахуй, типа, блядь, нахуй, вот он хороший пиздолиз, блядь, а вот ты не так уж хороший, поэтому, как говорится, вот надо быть как он, как Дугин, блядь, чтобы, как говорится, все его, как говорится, хвалили. Вот с такой, наверное, мнением он, наверное, пытается жить, блядь. Тут маленького Мишку я закинул в группу в ТГ, короче. Маленький Мишка этот пьет, короче, кормит, блядь, с бутылки, нахуй, молоко. И не отдает молоко, пока не закончится. Интересный видос, блядь, закину себе. Маленький такой стоит на двух носках. Так. Так, теперь поговорим. Кучка исламофобов и нацистов
из узкой общины делает обращение якобы от имени людей Владимирской области поддержка запрета ношения религиозной одежды в школах. Они точно православные. Кучка пидорасов тут на видео. Ну, это скрин такой. Я не знаю, кто такой Маваши, блядь, Хуяши, блядь. Какая-то вот эта поеботина вся. А о чем молчат Маваши Дивнич? Хуй его кто такой, блядь. Короче, провокатор и организатор Ткачук и его экстремистская группировка «Свинская община» от имени жителей Владимирской области делают обращение к поддержке запрета ношения религиозной одежды в школах. Тут Андрюха Ткачук выдал себя снова как жидовский агент, работающий не только против ислама, но и православия, так как православные поддерживают отношения религиозной одежды в школах и против нравственного разложения детей. И тут ясно то, что Ткачук только прикрывается православием. Надеюсь, это станет очередным фактом по его провокаторской деятельности, и русские поймут, что за дьявол этот провокатор Ткачук и на кого он работает. Понятно. Тут теперь пытаются, блядь, свалить все на жидов, блядь, на яхудов, на евреев, так скажем, да? Еще сюда бір хуета. Понимаете? Нәрсе десем былай, блядь. Мұсылманларда мына проблема бик зур. Дұрысын айтсам. Мында урыс қана түгел, башқұрт белән татарны башын ашый торган. Мында еще бар безнең, блядь, незабываемый Құран буенча дошманларыбыз яхудлар. Алар бетмәй. Алар бер качан бетмей торган. Без аларны бетерә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә аларны оставил напоследок. Без аларны бетерә алмыйбыз. Без шунарга ничектер общее мнение табып яшәргә генә тырышырга тиешбез. Сугышырга да сугышырга, Палестина секкәндә моны по идее, блядь, аларны нужно было защищать, но мы независимые сами түгелбез. Поэтому независимые булсак, как арабы и так далее, они даже не помогают нахуй. В итоге, может, мы помогли бы, потому что у нас была бы своя власть и своя, как говорится, республика. Поэтому я считаю, блядь, вот за такое, блядь, движение, блядь, против мусульман должна была вставать любая, хоть маленькая нахуй страна. И я представляю, это Башкортостан, рано или поздно он будет таким, независимым и может давать ответку нахуй, любому нахуй агрессию в сторону мусульман, и не говоря о том, что напрямую на Башкортостан. Поэтому, исходя от этого, здесь вот этот чувак, да, вот этот, который про это написал, тут пытается общая община мира, типа, да, ну, он под флаконом мусульманства, наверное, у него эта группа, что Наргау больше склоняется к каким-то риторикам насчет мусульманства. Но мы в данный момент этого не можем, как говорится, и соглашаться, и не отказываться. Потому что без Башкортстаныбызны һәм Татарстаныбызны үзебезгә кулга тартып алырга тиешбез. Соңрак кына без мусульманлар өчен отдельный, как говорится, любой җиргә ответка бирергә можетбез. Башта үзебезне текләргә кирәк. Үзебезне дәүләт текләнгәч, полный рост, бөтен армия, бөтен җирдә шпион дигән кебек, бөтен халкыбызны җай-җаена куйгач, шунда гына без мөмкин бөтен җиргә үтәргә. Кирәк булса, Англияны, как говорится, Ми-6-ында сыгып чыгарга можетбыз. И яхутларны нахуй, как там называют, я не помню, оларны да кутак башларын можем тоже раком поставить. Проблема юк. Потому что без дохуя телне беләбез. Безгә просто еще дополнительно еще телләрне ятлап алсак, бездән бик яхшы шпион килеп чыга. Шунарга башкорт белән татар должен всегда понимать, что любого мусульманина, если где-то будут обижать, мы должны вставать за ними горой. И башта, конечно же, башкорт белән татар үзен якларга өйрәнергә тиеш. Поэтому я считаю, что в это дело нам пока не до этого, грубо говоря. Мы не сможем осилить это. Я мог бы, конечно, сейчас, как говорится, и туда пойти, говорится, войной, да ведь, но у меня нету за мной, как говорится, моего государства. Поэтому нужно сперва надо свое государство. Как, если помните, пару месяцев назад такая тема была, предъява, я его тоже вытаскивал, об этом рассказывал.
как татары, короче, поехали в этот, напомню, кто есть, тут не был, не слышал. Татары поехали в Грузию, то ли съебывались, то ли куда-то они поехали в Грузию. И грузины их нахуй развернули. Сказали, вы машины не заедете. А почему они сказали? Потому что такой тупойский ответ был, и тупойский вопрос был, и все по-тупойски, по сути, блядь. Такие топором нарубленные вопросы и ответы. Ну, еле как я их пытаюсь складывать. Типа сказали, у вас типа паспорт есть? Татарларга вопрос задали грузины. Они сказали, ну да, вот российский. Но татарский паспорт есть? Спросили у них. Они сказали, нету. Потом татарские номера, что ли, сказали, или деньги сказали. Ну, типа, может, они что-то хотели оплатить, или что, штраф, или что. А у вас есть татарские деньги? Сказали. Ну, вот есть рубли, типа, наверное, они, наверное, сказали, там, или доллары, нахуй, я хуево. Вот, когда татарский паспорт и татарские рубли, когда будут, плюс еще татарские номера, может, я не знаю, может, я и уже, блядь, добавляю что-то. Не помню, короче. Вот когда это все будет, вот тогда можете вы заехать, приехать в Грузию. Или что-то такое, блядь. Ему ответил на границе, оказывается, этот пограничник грузинский. И нахуй послал этого татарина. Или этих татаринов из Татарстана. Вот такая хуйня была. Поэтому, как говорится, когда Татарстан или Башкортостанда будет свой паспорт, үзіні ақшасы, һәм үзіні дәвләті, в совокупности всем этом, блядь, вот только тогда мы можем что-то диктовать другим. Вот так. А если мы это будем с какой-то помощью брать, то потом они на нас будут диктовать, как и та же русня. Біз бит сізге ярдәм бердік, сізге мы помогли, какого хуя сіз, блядь, нахуй, хазір бізді құлақ салмайсыз deyip, бізді шул договорға кетіріп, бұрныбыз, блядь, тыға. Вот чтобы мы не унизились этим договором, я поэтому-то и призываю, чтобы мы үзібіз тұрып, урысны барып сігіп келик, бір кімнен сұрамык нахуй ярдәм, үзібізді күшібіз білән. А потом уже, самна Татарстанны құрғаш, бір кім нахуй бізге грын бір нәрсе айта алмай. Вот и все. Тілін даже шығара алмай нахуй. Не то что, блядь, нахуй. Кисіп шабабыз нахуй аны тілін сразу. Шунарға бір кімге бізге алынмасқа керек. Мана Зеленский кебек. Зеленский везде ходит попрошайничает. Но этого унижения я не хочу в Башкортостан или Татарстанга. Потому что бізнің теге қарт нәрселеріміз, туғанларымыз. Я думаю, таких мероприятий в жизни не делали. В жизни. Потому что явно Татарстан и Башкортостан в древности не был нахуй в отношениях Европы и Америки. Потому что и Европа была вся разъебанная. И Америка, хуй поймешь, какая была, непонятная еще. И явно в те времена не было сообщения и ничего, чтобы они просили бы помощь. И я нигде еще не слышал об этом. Если было бы, наверное, оно бы вылезло бы по всем ютубам, нахуй, трезвонили бы, что мана Татарстаннан кемдер киткен Америкага ярдәм сұраған против Сталина. Или там против, блядь, еще чего-то нахуй. Явно такой хуйни не было. Поэтому Татарстан мен Башкортостан уже шул все-таки 500 жыл ішінде, блядь, құллықта уже яшәргә үрәнгән, олар үзен урыс дип йөрткәннәр инде уже, безнекеләрдә, ата-бабаларыбыз. Просто мы это не хотим признать. Поэтому, исходя от этого, особенно вот этот коммунизм ебаный, нас вообще деградировал, блядь. Мы выросли тупорылыми, по сути. И вот пытаемся теперь в 21 веке с помощью интернета и этой, блядь, исторической данности мы пытаемся возобновить свою, блядь, головушку, нахуй, в правильное русло, блядь. И то манкуртлар, блядь, избавиться не можем. Шунарға манкуртлардан құтылуыбыз бізні, манкуртлардан құтылуыбыз, это будет огромный бізге, үзібізге рахмәтлік. Үзібіз үшін. Манкурттан құтылсақ. Это будет конкретная зачистка, нахуй, потому что нас уже дохуя чистили, блядь. Всех, нахуй. Крым татарынан башлап, блядь, да, грубо говоря, блядь, до Якутии, можно говорить, всех чистили.
и не дочистили. Поэтому уж чуть-чуть манкуртов нам почистить, я думаю, не жалко будет. Хотя бы, как говорится, как концентрационные лагеря, нахуй, в Китае, блядь, для уйгуров. Создадим, нахуй, для этих манкуртов, нахуй, такие лагеря, которые будут, нахуй, стройбатами. В стройбатах как раз, блядь, будут, нахуй, перестраивать нам весь Башкортостан с Татарстаном в правильном русле, потому что территория будет увеличиваться, и вся эта территория нужна будет руки строительные. Не будем же мы с лету, нахуй, загонять туда, так скажем, туганларны Узбекистаннан, Кыргызстаннан, Таджикистаннан. Поэтому я считаю, вот этих манкуртов нужно будет пускать в эти дела. Как Сталин в свое время немцев, пленных и так далее, которые строили всю этот проспект Октября. До сих пор эти дома стоят, потому что строили немцы. Очень качественно, удобно, как говорится, для жилья. Как говорится, невысокие, стандартизированные, вот как раз Европа, да, курсатам битinde, потолок 5-этажные дома такие красивые, и подумаешь, блядь, как Россия Хазар в новых домах 3 этажа, это как здесь 5 этажей, блядь. Табашак кена шундай, білесіңбі, табашак. Поэтому бізге шулай эшләргә кирәк бүтән тактиканы, чтобы һәрбер без үзебезне, каныбызны, һәрбер халкыбызны теге уже до такой степени мен теге үтерергә дип әйткәч тә инде, блядь, бер яктан инде, блядь, мен теге кызып әйтәм инде аны, наверное, сүзләремдә. Но беләсезме, дөресен әйтсәм, һәрбер кешене Аллаһ Тәгалә безгә монда җибәргән икән, без аны җанын алырга тиешле түгелбез. Безне, как это сказать, шул сүзне таба алмыйм хәзер. Теге разрешение без юк инде. Более чуть другое слово не могу найти, сейчас в голову не приходит. Короче говоря, хаккыбыз юк. Аларны жанын алырга. Шунарга хаклы, biz только аларны әз генә, как говорится, иманын үшкертеп, бер иманлы юлга салырга. Чтобы они отреклись от своего, блядь, безобразия, что они хотят с русней жить и так далее, и всего лишь с таким образом чуть-чуть будем лечить, наверное, нахуй, как говорится, психиатрии, так скажем, нашей психиатрии, где, как говорится, как раньше, блядь, воспитывали, нахуй, с ебучими своими какими-то песнями, нахуй, узкожоповскими, нахуй, там, вставай, сторона родная, блядь, что-то в этом роде, но безда, может, будет, нахуй, башкорт жерлары, блядь, татар жерлары, примерно шунды, как говорится. Ну, это так уж я прикалываюсь, блядь. Поэтому башкорт белән татар аңларга тиеш. Я считаю, блядь, мына Башкортостандагы халыкларны, по сути, как говорится, может даже не придется, как говорится, долго уговаривать. Я думаю, все, ситуация сама приводит к этому концу. И в оконцовке они, наверное, даже на спасение сами будут проситься. Когда они больше узнают, когда у нас народ прибавится, просто вот, понимаете, когда кучка троих идиотов, нахуй, Габасов, я, блядь, еще Ишмурат Хазрата, если даже добавлять будем сюда, и этого Кашапова, нахуй, кучка, так скажем, малых людей, народ, который 1,5 миллиона, если башкортов, и 5 миллионов 300, получается, татар, они не воспримут, потому что это, как говорится, не русские. Понимаете? Русские восприняли своего навальниста, нахуй, этого ебланиста. Они восприняли его. Да хуя кто за него пошел. Безнекелер да шуларны ишендә ие. Но безнекелер за кем пойдут? Вот это загвоздка. Поэтому нашим, как говорится, навальнисты, я не знаю, хоть кого им подсунь нахуй, они, как говорится, долго, как говорится, заводятся. Никак не могут завестись, блядь, хуже черепахи. Поэтому для наших, наверное, будет очень тяжело что-то доказать, там, давай пойдем за Руслана Габасова, или хуево, блядь, за этого, блядь, меня, блядь, или там за какого-то Кашапова, блядь, или там за Руслана Айсена. Этот вопрос очень, нахуй, тяжелый будет стоять. Поэтому всегда я, наверное, буду придерживаться одного мнения. Только крöш белән генә шул әйбер күренә. Кем кала, кем калмый. Көрәштә генә. Шуның өчен мен уйлыйм, централизованный бер кешене сайлау ул дөрес түгел. Бер кешене сайлау дөрес түгел нәрсәгә? Потому что без әле көрәшкән түгел. Без әле гомердә көрәшкән кеше түгел. Әле кешене әле бер күрмәгән даже, может даже. Такие варианты тоже есть.
лицо даже друг друга мы, может, даже не знаем, кто с кем пойдет, куда пойдет, блядь, на Москву, блядь. Поэтому мы еще не готовы к таким моментам, наверное, кого-то избирать. Исходя от этого, нам только еще начало этого всего этого нашего действия. О, Куштау ответил, вроде бы. Админ тролль написал. Админ тролль. Ну, посмотрим, посмотрим. Кто-то написал админ тролль. Интересно, блядь. Представляете, блядь? Этого Куштау Байрама, блядь. Интересно, блядь. И вот, Шунарга башкирт bilan татар должен, я думаю, блядь, согласованно, как я всегда говорю, только нәрсәгә җыен белән генә эш тотарга тиешбез без. Җыен гына ясап, Башкортстан белән Татарстанны шулай гына, как говорится, сөхбәт белән генә бер-беребез белән килешеп, Башкортстан белән Татарстанны кулга алырга кирәк. В данный момент шулай булырга тиеш ул. Кого-то избирать это будет ошибочно, потому что ул кешеләргә может быть незнаком, понимаете? Хоть ул бы Руслан Айсен булсын, историк, хоть Кашапов булсын, монда фаркы юк. Только, я считаю, только избираться нужно Башкортстан белән Татарстанны җиңеп алгач, эчендә. А если мы будем сейчас кого-то выводить к подобию Навального, если мы изнутри кого-то сейчас вытащим, то урыслар, оны үтереп туктый. Я вот вам гарантию даю. Оны артыннан пойдет охота. И за ним, если народ подпишется, то пизда ему будет. Поэтому себе такую ношу, я думаю, брать пока не стоит никому. И исходя от этого, безге только нужно сейчас в групповом виде участвовать, в групповом виде выдвигать все это дело, чтобы вся это ихнее, блядь, рассыпание было в мозга, блядь, у этих узкожопых, нахуй, чтобы они не понимали, кто за кого топит, что топит. Поэтому харберебес по одной линии все должны топить, по идее, только за независимость. Но вот эта вся сборная наша, блядь, как говорится, винегрет в оконцовке должен только по цели бить. Мәскәүгә генә. Только Мәскәүгә. Бер-беребез белән без ызгышып йөрүне туктатырга тиешбез. Күтебезне ачып, ябып нахуй, мыебызны сыгып йөрүнең файдасы юк. Моны шулай дип уйлыйм. Да, критиковать мы можем. Как я вот, допустим, критикую постоянно Кашапова, этого Габасова. Почему? Потому что, как говорится, олар сүләшмиләр әле. Бөтенебез белән, без белән сүләшми олар. Олар әле халык белән сүләшми. Понимаете? Халык аларга әле Башкортстандан, Татарстаннан җавап биргәне юк. Татарстаннан һәм Башкортстаннан җавап бирсә безгә, менә шунда бәлким уже может будет более интереснее моменты. А сейчас безгә җавап биргәннәр әз генә. У әз генә это не народ. Это всего лишь единомышленники, как и мы ему. Такие же мы, одинаковые. Мин алардан үстен түгел, ул миннән үстен түгел. Без бәрабәрбез. Шу бәрабәрлегенең эчендә без күбәергә тиешбез. Күбәйгәч кенә без урыска уже ябырылырга мөмкин була. Давыл кебек, как говорится. Только аның өчен көч кирәк. Нинди көч? Көч кирәк, халык көче кирәк. Желание. Только таким образом мы сможем, как говорится, победить этот шайтанский, как говорится, вариант этого репрессии, вот это все дерьма, блядь, из этого Кремля. Только по-другому никак. Я так считаю. Потому что если мы, допустим, бәйсез Татарстан хөкүмәте нәрсә уяза, давайте зайдем к ним. Вот. Если алдык инде аларны, Кашаповны дип. Вот попались они, например. Ну, про Карачаева пишут они, потом опять это... Понятно, Фариду, блядь, они рекламируют, само собой. Больно ничего им там совать там нечего, им тоже, блядь. Новостей, по сути, нету.
Какие нахуй новости может быть? Все новости вон в интернете залетают, вот это и новости. Вот, ну вот самое интересное, вот кто-то соратник екен. Наследие национально-освободительного движения татарского народа – стимул для продолжения борьбы. Наш соратник, писатель из России, изъявил желание написать книгу об истории освободительной борьбы татарского народа на татарском, английском и русском языках. Действительно, нам необходимо сохранить память о народно-освободительной борьбе татарского народа за свою независимость. Ведь татарский народ переживает новый этап на пути кардинальных изменений в своей истории. Поэтому нашему народу, в особенности новому поколению, книга известного писателя об освободительной борьбе татар станет достоянием и стимулом для продолжения борьбы и привлечения в ее ряды все больше искренних людей. Кушылам мынарга. Башкортстаннан да яза башларга кирәк. Башкортстанга мин бер генә җыр язып бирегез дигәнләргә бөтенесе акча сорый. Мин әйттем, минем акчам юк әле пока. Шунарга акчасыз язам дигән писательләр булса, язучылар. Давайте язык. Беренсәкәй Башкортстан турында тоже. Мына Алсынов турында 80 кеше утыра башкортлар бөтенесе. Мына алар турында, Руслан Габбасов турында, Шулук Кашапов турында, Айсин турында. Мин турында даже можно не писать. Мин әле сез күргәнегез дә юк. Поэтому, как говорится, пишите о том, что в Башкортостане была такая возможность, или там есть такая возможность, которая, ну так скажем, надо как-то писать, наверное, в таком формате, что оно останется нашим дальнейшим потомству. Поэтому, как говорится, как история моментов надо, наверное, начать писать. Откуда все это пошло? С этого Куштау-Байрама пошло, из содовой компании пошло, или еще ниже можно начать написать. Ну, кто знает больше Башкортостана, что происходило, допустим, со времен Путина можно начать писать. Но я забашлагыз, я забылсагыз. Он ведь бетонсын константировать, блядь, это вот это слово надо, понимаете? Дұрыс язырға керек бит аны. Шундай хал, бір вақытлар мен язайым, да хуя, блядь, дневники я писал в детстве, блядь. Ну, что-то потом уже перестал. Бір-екі мәртә зинданда мен язып қарадым, но ол қағазларны потом мені тартып алдылар. Ну, как-то куда-то они делись, нахуй. Я чисто писал числа туда. Числа, и по этим числам я вспоминал, что происходило. Примерно так. Число там, допустим, писал, там, допустим, сегодня какое? 2 ноября 2024 года. Там, начало пишу, там произошло что-то, и все. И вот как-то должен потом я это вспомнить потом. Потому что дохуя не мог писать. Мемуары, нахуй, как Навальный, я точно там не мог писать такую хуйню. Так, империя зла должна быть ликвидирована, но она пока еще жива. Наша ответственность перед будущим поколением ликвидировать эту империю зла и информационная война с помощью интернета, газет, книги, кинофильмов, киноконференций и уличных акций сыграет в этом не последнюю роль. Манда тоже добавлю свое. Ну, больно тоже, как говорится, художественная литература как кетмәскә кирәк, конечно, блядь. Корал турында тоже онытмаска кирәк, потому что только пером, как говорится, и чернилой не победить нахуй Путина. Понимаете? Бу теге иске заман вакытлары түгел хәзер. Хәзер атом бомба бар, нәрсә генә юк нахуй хәзер. Да хуя проблем сейчас. Поэтому, как говорится, пером нахуй и бумагой мы точно и языком нахуй не победим. Мы только можем языком доносить до вас, а действия уже, как говорится, от нас должны исходить. Потому что башкир белән татар только может победить это все дерьмо вот это узкого мира только своим кровью, блядь, и, как говорится, күші белән генә, своим мощнейшим желанием. Сегодня наследие национально-освободительного движения татарского народа продолжает осуществляться в современном Татарстане. РФ и зарубежных странах в прошлом татарское национальное движение интеллигенция сыграли решающую роль в продвижении татарской культуры, языка и самобытности и помогли заложить основу для создания Республики Татарстан. И много вот, когда об этом, когда вот такие моменты пишется, татарлар, оныталар башкортларны сразу, блядь, нахуй. Вот этот момент мне бесит, нахуй. Білесіз ме?
Шуларга Башкортстанда башкорт белән татарлар берләшеп китапларны чыгарга тиешләр. Потому что алар гомер буе бергә яшәгән икән. Оно не должно быть так, что мин татар, а башкортны мин танымыйм. Юк, алай не должно быть. Должно быть таким образом все диктоваться, что в Башкортостане живут две конкретные нации, не говоря о малочисленных. Вот из такой логики нужно действовать, а не как Татарстанда. Олар язалар Татарстан, а в итоге, когда какая-то потасовка, башкортлар кирәк. Безгә андый татарлар нахуй кирәк түгел. Примерно шулай. Шунарга вот это вот поеботина порой, вот именно у Кашапова это дохуя прет вот этого, блядь, дерьма, блядь. Дохуя. Книги татарской патриота, писателя, поэта, политика, историка и нынче вдохновляет татарский народ в борьбе за свободу татарского народа. Это такие книги, как Вахита Имамова, «Запрятанная история татар», «Татарларның ватан сугышы», общий тираж книг 450 тысяч на русском и татарском языках. Книга Фаузи Байрамовой «Ядерный архипелаг» или «Атомный геноцид против татар». Рафаэля Хакимова «Исторический путь татар. Перипетии судьбы». Рафаэля Безертнева «Татары, тюрки, потрясатели вселенной». История великих империй. Индуса Тагирова «История национальной государственности татарского народа и Татарстана». Нурулла Гариф «Освободительный путь татарского народа». Исаид Батыр «Идель Урал», «Татарлар», «Убить империю», «Татары», «Темные зауколки». Российские истории, татар оğlu татарман, освободительная война татарского народа, этлер хам, бурелер, собаки и волки. Мына столько, блядь, прочитал, блядь, бір сүз юк башкорт турында, блядь. И что это означает, нахуй? Балар, бит Кашапов меня үзе әйткән, бүтін татар, дөньяви татарлар өчен көрәшәбез. Татарстан кына өчен түгел, а бүтін Россия татарлары өчен диде ул. Получается, бүтін татарлар булгач, Башкортстандагы татарларны да бит инде ул куша бит инде. Башкортстандагы татарлар вообще не связан, получается, башкортлар белән. Вообще ни в какую, нахуй, да ведь? Вот этот маразм, блядь, ихний, блядь, этих татаристов, нахуй, меня вообще накаляет, по сути, блядь. Потому что, блядь, вот это движение, блядь, слов, нахуй, оно и выводит, нахуй, к таким ебанутым войнам, блядь, в конце. Потому что, блядь, Башкортстанның яртысында, блядь, татарлар яши, грубо говоря, блядь. Тогда, значит, Башкортстандағы татарларны давайте башкорт деп язып қоябыз бүтінісі. Нахуй, блядь, татар дейірге бізні. Сіктім нахуй онды татар болырға. Также издавались книги татарских известных деятелей и нашли своих читателей в тюркском и славянском мире. Гаяза Исхаки, Равиля Фахридинова, Абрара Каримулина, Мирфахита Закиева, Шамиля Шаудулина, Рафаэля Мухаммеддина, Ахмета Закира, Идриса Галяудинова, Хади Атласи, Дамира Исхакова, Динура Аглиулина. Блядь, вот этот Динур Аглиулин еще нахуй писал, блядь, нихуя, блядь. Айдара Халима, Вила Мирзаянова. Вил Мирзаянов. Знакомое имя. Нуруллы Гарифа, Нурмухаммеда Хусаинова и Розы Курбан. При спонсорстве братьев Кашаповых часть вышеперечисленных книг и брошюр были изданы и распространены безвозмездно. Уважаемые соотечественники, сторонники свободы и независимости нашей Республики Татарстан, обращаемся к вам, все желающие могут прислать свои статьи и фотографии для книги на нашу почту governmentindependent.tatarstан.gmail.com. После сбора материалов книга будет издана в одной из европейских стран. В целях безопасности писателя его имя не раскрывается. Пресс-служба правительства независимого Татарстана в изгнании. Заебали нахуй вот это правительство в изгнании, блядь, нахуй. Пиздец нахуй. Может, Габасов когда тоже политик в изгнании, может так ему тоже, блядь, назвать себя. Вот этого я не могу понять. Татарлар, блядь, до такой степени үзін, блядь, юқарыға көтергенлер, я хуею над этим, блядь. Так. 1 ноября, у них же читаю дальше. Но эта тема не закрыта еще. Что-нибудь появится, будем продолжать эту тему. Дискуссия книг этих. Но башкортларга, татарларга, я считаю, тоже надо начать что-то писать.
которые именно живут в Башкортостанда. Бірләшкен китаплар шығырға тиіш. Бірләшкен. А не так, что мен татар, блядь, нахуй, Уфадан. Ну, блядь, мен башқұртны танымайм, нахуй. Ондай хуета болмасқа тиіш. Потому что Башқұртстандағы татарлар, ол Қазан татары түгіл, шуны исләргә тиешләр. Һәр бір татар. Мен үземдән даже білем. Татарстандағы татарлар, ол башқа татарлар. Башқұртстандағы татарлар, ол башқа татарлар. Это вот различие, нахуй, любой дурак может это различить. Но есть такие люди, которые, блядь, едут в Татарстан, пытаются найти свою идентичность там, блядь. Есть такая еще тематика татар. Про артистов не говорю, блядь. Обычный народ это такой. Ебанутый. Которые Башқұртстаннан көшіп, Татарстанға, Қазанда рахат екен яшарга, чем Уфада. Дегенлер да хуя. Именно что татарлар ішіндегілер. Башқұрт Татарстанға, Қазанға точно барып шулай деймес. Поэтому, ну, так скажем, опускать в их лице, блядь, Башкортостан мы не должны вообще, как говорится, им даже, блядь, сүзді береге түгіл андайларға. Шыларға Башқұртстандағы татарлар білен башқұртлар бірге, бірләшіп, китапларына яза башларға тиіш. Мен шулай деп ойлаймын. Китап қана түгіл, шығырлар язырға керек, и всякие и такие тематики, которые именно будут, как говорится, поднимать дух против Москвы, блядь. Что мы все-таки есть и будем. И у нас никто не уничтожит, блядь. И у нас никто не заберет наш язык. Башқұрт һәм татар тілін. Мына шулайрақ, бұларға тиішу. 1 ноября 1991 года своим первым декретом Джохар Дудаев провозгласил независимость Ичкерии от России. 1 ноября 91. Получается, 33 ел тому назад. 1 ноября 1991 года своим первым декретом Джохар Дудаев провозгласил независимость Чеченской республики Ичкерия ЧРИ от Российской Федерации. Несмотря на то, что все эти годы Ичкерия не была признана ни одним из государств-членов ООН, ее представительства существовали в ряде постсоветских государств: Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, а также в Турции, Катаре, Афганистане и еще примерно 10 государств. Остановимся вот в этом моменте. Вернемся в тот момент, когда люди, вот до этого тоже когда-то я хотел всунуть эту тему, да, я говорил раньше, но это чуть по-другому, но вот по этой теме. Хватит башқұртларға, татарларға. Я про чеченцев, это вам пример как раз, вот они мне напомнили этот момент. Искать, вот как вот эти татары Кашаповы заебали нахуй. Вот Украина нас признала, вот она признала, заебали они меня нахуй. Чеченцы тоже ходят, этот Закаев тоже признали. Бір-бірінен мен сізге айтып қойым. Менің башым жоқ, аларынікі кебек. Может, они такие ақыллылар, в рот ебать их, блядь. Но Башкортостан или Татарстан не должен гоняться за мировым трендом, чтобы их кто-то признал. Русню, когда мы разъебем, когда, да, ведь? Всяко нахуй. Всяко. Нас эти узкожопые нахуй, которые останутся за границей также, подобие навальнистов нахуй, они не захотят нас признать. И они все будут делать, чтобы нас не признавали. И тут фишка. Чтобы, блядь, вот этих ебаных унижений Турции просили помощи за, блядь, сидевших в тюрьме туда-сюда. Вот этого дерьма не было с нашей стороны. Нам вообще нахуй им даже об этом даже не надо говорить. Не давать повода нахуй. К этому вообще даже.
признают нас, не признают нас. Бізге вообще күтсе бірге керек ме ол бізді признавать етті ме Европа или Америка? Бізге құттағыма керек ме тұрғаны ішлеу, блядь. Мен оңнамем шуны. Менде ол хәл, блядь. Мен білмеймін нахуй. Мына мен шу үскен шықсам е, қоядыр, блядь, сөйлесем е, аузына тышын, бүтін дүнияға шуны жеткізіп, чтоб Қашапов та шуны ишетсін, Закаев та ишетсін шуны, чеченлар да ишетсін, бүтінісі. Не құтағымнан сіз, блядь, мужики взрослые, блядь, сұрайсыз признание государства. Вы что, ебанутые нахуй? Какое нахуй признание, блядь? Сен өзіңні жеріңді, Аллах Тағалам су жеріні, Чечняны, Башқұртстанны, Уфаны, мына шунда мен Өзбекстанны, мына мен үшін, біз үшін берген уже. Біз ненде признание сұрайбыз, блядь? Біз кімнен признание сұрайбыз, блядь? Вот что за хуйня, блядь? Мен оңнамын, вот эту тематику признание, блядь. Эй, хочешь утыр нахуй менің білән бірге тыш нахуй? Или си, блядь? Это сені ішін, блядь. Менікі түгіл нахуй. Любой дүнияда, любой кіші дуслашам десе өзі келе. Нам не надо кому-то предъявлять, вот признай меня, деп Қашаповлар юріді. Зеленский ортыннан, блядь. Я лично это наблюдал, так скажем, блядь. В их писанинах, в этих ватсапах их, блядь, говорилось об этом постоянно. Нахуя? Взрослые, адекватные люди. Да, вы думаете, если вас не признают, нахуй, нам жить не дадут. Кто нам жить не даст? Русня, что ли? Или американцы? Или кто, нахуй? Если мы идем на путь возрождения, блядь, Башкортостана с Татарстаном, Ичкерии и Дагестана, блядь, кто нам, нахуй, помеха, блядь, на этой земле? Аллах Тағалам гына біздің білән была. Нам помех нету. Олар да шундай ук халық, блядь. Біз да шундай ук халық, блядь. Өзі бізді жерімізге күрашабыз. Кімнен біз сұраға тиішбіз? Мен Ичкериядан сұрайым мұны. Или Ичкерия менен сұрайым, признай меня, пожалуйста, деп. Это что за нахуй? Да, вы можете сейчас меня сказать, блядь, сен политиканы оңнамайсың, құттаққа шайнап отырасың. Дұрыс. Мен политиканы оңнайым. Но политиканы кімдір язған бет? Ушул кімдір язғанға біз кімгедір? Мы обязаны, что ли, блядь? Мы кому-то обязаны, что ли? Свободное государство кому-то обязано, что ли? В мире кому-то что-то должен, что ли? Я не могу понять, блядь. Вот этот принцип, нахуй, нужно раз и навсегда засунуть тому, кто это будет пиздеть в жопу, нахуй. И закопать, нахуй. Вместе с этим телом, нахуй. И все, забыть об этом. Что Башкортостанда, Татарстанда мы никого не будем просить, чтобы нас признали. Я ебал в рот их непризнание, блядь. Надеюсь, как говорится, это услышит народ, блядь, дойдет до этих людей. Потому что просить никого не надо. Напомню, вспомнил как раз. Афганистан. Афганистан, кто-то в Афганистане. 500 лет, грубо говоря, война идет, блядь. Кто-нибудь его признавал? Кто-нибудь с ним хочет работать? Кроме, нахуй, ебанутого Путина, нахуй. В Европе его, говорят, террористы, с ним никто не работает. В Америке то же самое. Кто-нибудь их признавал? И кто-нибудь скажет мне, что они сдохли? Кстати, постоянно мне сюда написывают люди, говорят, там есть один татарин в Афганистане, который, как говорится, хочет разъебать Казань. Чувак какой-то. Ну, он там живет. И как думаете, он живет там? Признано нахуй Афганистан. Или нет, он же там живет, татарин? Я так понимаю. Муджахед. Ну и после этого, что это означает? Что Аллах Тағалам чем-то обделил, что ли? На бумажках, которые кто-то признал, блядь, какой-то кутакбашлар, блядь, Европадан или Америкадан, бізге шул, что-то сыграет роль, что ли? Башқұртны, татарны нәрсе ол, байта или шіріта или нәрсе ол, или ниже плюнтуса опускает, или что, я не могу понять, нахуй. И поэтому бізге политическая доктрина ихняя, вот эта поеботина, не должна прокатывать, нахуй. Добавлю, потом дальше читаем.
Путин сейчас какую войну вел? Какую хуйню идет? Ведет нахуй похуистический образ жизни, блядь. Кулак салмай бір кімні да. Получается нахуй. Учитель, он наш. А мы ихние ученики нахуй. Вот и все. 72 яшьлек бабай бізге айтты, бір кімні құлақ салма нахуй. Примерно шундай куттақ баштан, блядь, шундай алама бір тактикасын бізге қолданырға керек. Чтобы, как говорится, біздің Башқұртстан мен Татарстан тікілер үшін. Я советую Ичкерии то же самое это делать. И Дагестану, и всем. Ну, конечно же, вы можете сказать, если это будет, если мы не признаемся, то в дальнейшем наши республики стать могут диктатурой. Сразу возникает такой вопрос. У людей может возникнуть такой там моральный вопрос, так скажем. Диктатура, значит, да, будет. Каримовская система, нахуй, путинская система, КНДР, блядь. Вот это. Симес, блядь, Кутакбаш. Как его звали, блядь. Вот примерно такая, думаете. Нет. Без ведь, блядь, за нормальную жизнь боремся. Мы за нормальную жизнь хотим воткнуть в Башкортостан для Татарстана. Само собой, контроль и так далее. Все то, что я до этого говорил, оно так и должно быть. Но будет только в другом понимании, понимаете? Только в такой понимании, что без свободной страны мы никому отчет не даем. С кем нам нахуй срать нахуй? Это наше дело. Поэтому, когда мы, наверное, я думаю, придем к такому моменту, мы не должны искать кого-то нахуй, чтобы кто-то что-то нам подписал. Это то же самое, что нахуй пойти к какому-то Чингисхану и взять у него, так скажем, разрешение возглавлять каким-то армией нахуй. Или что-то в этом роде. Коронование. Как постоянно говорю, Мирзияева короновал Медведев вместо Путина. Ну, пешка. Медведев съездил, короновал Мирзияева. И все. Царь нахуй узбекский. Потому что короновал их, блядь, вор в законе Путин. Вот типа того. Поэтому, туганлар, мы не должны опускаться до такого момента. И вот этого дерьма нам не должно быть. То, что, блядь, нас, представители членов нахуй ООН, чтобы нас кто-то, блядь, добавлю. Все же сейчас насчет ООН говорят, что это говно нахуй. Если даже их президент в Россию приехал, ООН это говно. Нахуя тогда это говно должно нас короновать нахуй? Понимаете смысл? Признавать. Поэтому без брини ООН по нахуй корамыйбыз. Башкортостан мен Татарстан бірге. Казахстан, Узбекистан, да, я думаю, по такой же логике должен основываться в дальнейшем. После их диктатурской системы нахуй. Когда мы им тоже поможем снести этого дерьмо правителей. Всех, блядь. Ну, само собой, если Путина уберем, все рассыпется там, эта вся пирамида сраная нахуй. Поэтому, как говорится, все звено, блядь, стоит в Москве, блядь. Как этот, Алтын Күкей нахуй. Алтын Күкейна нахуй. Этот батырга керек. И появится, как говорится, прекрасная жизнь. Вот и все. Разбить надо это ебучее яйцо нахуй Путина. И все будет нормально. В итоге, дальше идем. 18 октября 2022 года парламент Украины объявил Чеченскую республику Ичкерия территорией временно оккупированной Россией и осудил геноцид чеченского народа. Парламент Украины в 2022 году. Точно так же сейчас, недавно, помните, если везде писалось, я читал вроде тоже об этом, Крым тоже так же писал. Помните, в Германии? В Германии Крым хочет, блядь, признаться, что он был оккупирован, ла-ла-ла-ла-ла, блядь, вот это вся поебутина. Как, блядь, всю жизнь долбили, блядь, геноцид евреев, нахуй, этот, как это называется, это слово еще не помню, вот эта хрень, блядь, гондонов, короче, типа защищать этих гондонов, типа их, блядь, Гитлер убивал, блядь, и вот это, блядь, Холокоста сраная, блядь, типа того, блядь, нахуя? Потом, в то же время, блядь, будет возникать другой вопрос, блядь. Если мы даже, окей, если они хотят вот такого, блядь, унижения, блядь,
они прошлись по этим унижениям, нахуй. Но мы же, как говорится, сами хотим там строить какую-то, да, и, допустим, типа Евросоюз. Типа Евросоюза свое, да, ведь будет там Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Свое вот, азиатское что-то мы сделаем, этот союз, да, ведь свой. Только не Туран, блядь. Свое, что-нибудь там, Курултай какой-то там, азиатский Курултай. И он, да, блядь, бізге нахуй бош ерге керекми Европаға, блядь. То и Америкаға. Подамны Мексика, блядь, Бразилияға, нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь. Туанлар, блядь. Бұл бит дұрыс түгіл да енді, блядь. Бұл полный, блядь, полное, нахуй, блядь, опустошение мозгов. Просто, нахуй, ыштанны салып, күтіне генә береге туры килә шунда. Даже ыштанны biz o'zimiz solamiz. Ular solib turmay, nahуй. Biz o'zimiz solib beramiz штанны и все. Aytamiz. Работайте, братья, нахуй. Только шулай гына aytырга кала, блядь. Но это вот к этому и ведет, нахуй. Чтобы, блядь, 18 октября 22 года парламент Украины объявил Чеченской Республикой Ичкерия территории временно оккупированной России. Нахрен это нам надо? Это Филькина грамота Путину, нахуй. Куть собираю, он, блядь, Путинга шул керекме? Шунарга, я считаю, это полный нахуй пиздеж нахуй вот этого Кашапова и всех вот этих вышестоящих идиотов, грубо скажу, блядь, которые гонятся по такой тематикой. Полный, блядь, разнос этого дерьма нужно нам создать. Мына килишу жири бар, килишмеу жири бар. Шунарга мен айтам бит инде, бүтүнүбүзгө бирге бирлешип круглый стол ишлерге керек. Они там, блядь, один там выскакивает, я здесь выскакиваю. Много нахуй есть недоверие друг к другу, всяким высказываниям, понимаете, блядь? Пусть они меня нахуй будут матом курить там нахуй, мне похуй. Обосновывать свою тактику нахуй, логику, как это, блядь, сука, Аида Абдрахманова, как меня выгоняла с группы нахуй, унизительно пыталась унизить меня. Микутам куйрама нахуй. Унизить пыталась. Типа, блядь, я должен извиниться перед ихними, оказывается, так скажем, хозяевами, турками нахуй. Понимаете? Они-то не могут сказать хозяева. Компаньоны нахуй, или как она там сказала, блядь. Типа, вместе борются они, блядь. Поэтому, как говорится, у нас нету нахуй никого, блядь, чтобы мы под кем-то были. Мы под кем-то так и так, под русней, блядь, от которого мы никак не можем избавиться. Из-за этого мы вот таким образом, вот дальше что пишет. Борьба за деоккупацию Чеченской Республики Ичкерия продолжается и сегодня. Мы желаем братскому чеченскому народу ичкерийцам ногчи победы над российскими оккупантами, остановлением свободной демократической Чеченской Республики Ичкерия. С уважением, Рафис Кашапов, премьер-министр правительства независимости Татарстана, и в изгнании Аида Абдрахманова, вот эта овца, блядь, зам премьер-министра, блядь, нихуя себе. Правительство независимости Татарстана в изгнании по национальным и религиозным вопросам. Она, ведь, заматашка еще наша, блядь. Нафис Кашапов, блядь, зам премьер-министра, блядь, он да, ёб твою мать, потом министрларына утырайын да. Правитель независимого Татарстана в изгнании по спорту. Зуфар Зайнуллина короновали ведь олар при мне еще, блядь, Зуфар Зайнуллин, блядь. Кстати, у Зуфара Зайнуллина род, он в Литве или в Латвии, из Латвии, а он атасымы кимдир, короче, Башкортстандан инде, койсыдыр бір райондан. Стар тамақ яғынан дейдімі, койдандыр, шундан инде. Шундай хал. Независимый Татарстан в изгнании в республике Латвии. Да, вот он, в Латвии. Имам, короче, в Латвии он имам мечети. Фарид Закиев, бабай, короче, постоянно в Турции, в Анталии он, блядь. Петр Хлебович какой-то, Польша, борющийся солидарность Польша. Вячеслав Севчик, Беларусь, короче. Геннадий Шкиря, Банашинский, Германия. Дмитрий Кузнецов, Финляндии, за Татарстан в изгнании, оказывается. И Сергей Крюков, публицист и общественник Франции. Ага, понятно. Типа они, все вместе согласны за вот эту независимость, типа добро дают, блядь. Вот это ихнее, блядь, мышление, я считаю, это неправильное. Шунарга бізге
башқұрт белән татарға, именно Башкортостандагыларга, потому что Татарстандагыларны күреп торасыз бит инде, алар нәрсә эшлиләр, блядь. Они пойдут по пути Кашапова. Он им хорошо мозги промыл, нахуй. Башкортстан барырга тиеш по нашему пути. Башкорт юлында ул. Чөнки без башкортлар. И мы не будем, нахуй, склоняться, нахуй, под татарской вот это ебанизм, под Турцию. Мы должны только сами бороться. Потому что, еще раз напомню, Салават Юлаев точно Турциядан ярдәм сорамаган. Турциядан ул точно ярдәм сорамаган, нахуй, Мәскәүне дун кайтарам дигәндә. Мәскәүне куганда, блядь. Явно онда, блядь, ул Пугачев белән йөргән, но явно Пугачев ул түрек түгел, нахрен. Поэтому здесь, как говорится, Башкортстанны конкретный фактлары бар, что ул төрекләргә буйсынмаган. Если даже говорить можно вот это, вот постоянно его забываю, вот это, в очках, Заки Валиди, который бежал в Турцию, говорить про него, но это один из экземпляров вот этой темы. Это один из экземпляров. Поэтому, как говорится, всех в одну гребенку, если мы будем гребсти, как говорится, без шунды пиздализга айланабыз, как Кашаповлар. Туркларга. Поэтому я считаю, блядь, мы не должны склоняться, блядь, по Турцию. Никак. Никак. Ага. Вот комитет Башкирского национального. Вот мында яза какой-то вот. Ассаламу алейкум. У него вот на сайте я нашел комитет Башкирского. Почему я его не увидел там? Так, ассаламу алейкум, меня зовут Ямалетдинов Азамат, я родом из Республики Башкортостан. Сегодня я хочу сделать заявление о том, что я сторонник независимости нашей родной республики. Я хочу объяснить, почему я стал таковым. Путинская Россия уничтожает нашу культуру, уничтожает наш язык, разговаривает наши ресурсы, разворовывает наши ресурсы, ассимилируя народы нашей республики. Об этом можно было говорить вчера, но сегодня Российская Федерация стала для нас максимально токсичной, уничтожая нас физически, морально, развращая нашу духовность, нашу человечность, затягивая в тьму фашизма, который они называли русский мир. И сопротивляться этому – это наша необходимость, необходимость нашего выживания. Это вопрос нашей чести, достоинства наших будущих поколений. Я считаю, что каждый гражданин Республики Башкортостан, независимо от национальности и политических взглядов, сейчас должен действовать только в интересах своей республики. Ну, давайте закину я себе группу тоже. Видео Садабарана. Ну-ка, бородатый такой. Башкорт, мы бельмин. Ассаляму алейкум. Меня зовут Ямалетдинов Азамат. Я родом из Республики Башкортостан. Сегодня я хочу сделать заявление о том, что я сторонник независимости. Ну, Башкорт тугелин, татар вроде было. Я хочу объяснить, почему я стал таковым. Путинская Россия уничтожает нашу культуру, уничтожает наш язык, разворовывает наши ресурсы, ассимилируя народы нашей республики. Об этом можно было говорить вчера, но сегодня необходимость нашего выживания, ну, я читал это, короче, действует только в интересах своей республики. Ну, ему кто-то написал этот текст, он это как бы произвел, так скажем. Шундыхаль. Поэтому Манашунды кишлер кубейрга тиш. Мы должны их как-то видеть. Мы как-то должны их, ладно, сами даже себя не показывать. Я же даже себя тоже не показываю. Не показывая даже себя, хотя бы вам нужно выходить. Где он вот это снял? Непонятно, но явно за границей этот чувак, потому что себя показывает он. Вот. Шунарга безге шунды кишлерге кубейеп. Европада, как всегда я говорю, жийларга керек и уже действовать. Действовать в конкретном образе. Кулга аларга. А не так сидеть, бла-бла-бла-бла, блядь, уже все это заебало, должен знаете, блядь. Гомер үтә, иртәгә бездә булмаска может без. Потом үзегезгә кала бөтен әйбер бу. Яшьләргә. Шунарга пока без бар икән, безгә әле сколько калган яшәргә белмибез. Безгә уже торырга кирәк и надо заканчивать с этим беспределом уже. Путин нахуй, если ждать Путина, когда он сдохнет нахуй, мы сами сдохнем. Понимаете смысл? Поэтому я считаю, блядь, тизрак надо камылларга селкенергә. Итак,
Опять мына башкорт юлы мында, Айгуль Леон. Вот она, это корригали, что у нее новое есть, что-нибудь. Хамыгыз итәгәнен рейд башлана, тей. Итәгәнен. Урамда йөрергә тырышмагыз, кемдер бөйрәндә. Урамда эсеп йөргәннәрне ирдәрне СВО виз оформить итеп алып китә башлайлар. Хак булыгыз, тугандарыгызны предупредить итеп куягыз. WhatsApp'тан бундый хәбәр куалар икән. Куалар икән. Ысында булу мөмкин. Хак булыгыз. Короче, бөйрәндә, бүрзәндә типа этот ишкән тишканларны, короче, җиргә улыйлар инде. Ну, короче, Хабиров, наверное, если это правда, допустим, это WhatsApp'ка шундый SMS җибәргәннәр, бу чын була торган булса да, Башкортстанда, если раздувать эту тему, Хабиров, наверное, әйткән, Хабировка, наверное, задание килгән, что, блядь, халык җитешми, блядь, ишкән тишканларны нахуй бөтенесен җиргә нахуй, упаковать нахуй. И все нахуй, и без вести пропали нахуй. И в армейку, блядь. Вот типа такого, наверное, тема. Может быть, шында инде булырга, может, без белми, без бит. Ну да, бу хоть бу хатын башкорт юлы нәрсәкәй. Башкорт телендә яза инде. Хоть ладно, үзенең телен теге онытмаган, үзенең телен укыган булгач инде үзенең телендә яза. Мен, как говорится, куллыйм инде мондый кешеләрне. Хәзер нәрсә турында язадыр, анда 1 километр язылган инде, аны укып утырып булмас монда. Может, интересно, не интересно. Короче, ну, который недавно на английском тоже говорила. Ну, это комитет башкирского что-то. Кем был алып барадыр инде, мен белмим. Комитет of the Bashkortostan National Movement Abroad. За рубежом деген. Ну, может, это тоже ее или чей-то. Короче, 19 ноября, город Оттава, Канада, пройдет очередной форум свободных государств пост России. В данном форуме примут участие 2 члена Башкирского национального движения Айгуль Леон, член исполнительного комитета Башкирского национального движения за рубежом, член Лиги свободных наций Руслан Сулейман, активист Башкирского национального движения. Ну да, вот Руслан Сулейман, блин, минда Суляшканым бор вроде бы. Где-то у меня есть он телеграмда. Ну, вроде бы, нәрсәкәй, әйбәт мужик инде вроде бы. Что, ну, эшли инде ул. Эшлим диде ул кайдадыр. Короче, йортлар коралар инде. Ну, безнекеләр бит инде, бөтене без оста бит инде ызба корырга агачтан. Канадада агач до хрена, и вот он занимается стройкой, как я понял. Ну, так мы переговорились, короче, то все. Вот так. Вот таким образом. Ну, больше больно я с ним не общаюсь дальше уже, как бы. Ну, наверное, со всеми он, наверное, не может общаться, я так думаю, блин. Ну, нормальный кишин, нормально. Я в нем, помню, увидел как-то вот такой стандартный Башкортостаннан киткән халык кешесе инде, мына шундыйрак инде. Больно не заметил высокомерия у него, такого ничего нету, ну, нормальный чувак. Миннан олрактыр инде ул, белмим. Ну, я так понял, значит, что получается, это что ли? Канадада яши, что ли? Білмеймін, бля, Канадада яшеген, что ли? Я или путаю, блядь, Америкада яшимын, Канадада яшимын. Может, Канадада яши, наверное. Значит, Канадада яшил. Вот так. А вот еще один там есть, один такой же, блин, башкорт, если помните, вот этот дебилоид, блядь, с навальнистами, нахуй, флаги мотал, блядь. Вот его имя не помню, блядь. С ним тоже я вроде переписывался, но он пиздец, пидорас, блядь. Конкретный, нахуй. Он даже, блядь, вроде мне даже не ответил, что ли, блядь, нахуй. Как-то, блядь, ордо-берда, нахуй. Мәгънәсе юк сөйләшүендә, блядь. Ну вот гандон конкретный. Вот его тоже вроде Руслан зовут, блядь. Или как его зовут, нахуй. Непонятно, как зовут, блядь. Хуй его, блядь, как его зовут. Ну он гандон конкретный, блядь. Когда я его увидел, нахуй, еще флагами навальнистов, нахуй, в Уфе, блядь. С флагами навальнистов он шароебился там, блядь. Мен оны аңламадым, кемне, исемдә юк, блядь. Всяко он тоже где-то есть в интернете, есть он.
Вот так вот. Поэтому, как говорится, наших тоже дохуя разных. Так что обольщаться нельзя. Так, понятно, здесь все старье, короче. Так, ну, больно такого нового ничего нету вроде бы я. Вот еще какой-то, блядь, кто такой? Ну, Башкортостан турында еще бы что-нибудь почитать бы. Ну, то ли у меня нету, то ли что. Ну вот, я же вам говорил. Крымско-татарский активист деколонизации России является залогом безопасности в мире. Крымско-татарские активисты проводят кампанию в Германии с призывом к Берлину признать депортацию крымских татар Советским Союзом актом геноцида. Вот тоже опять этот долбоебизм, блядь. Вот до этого, помните, я читал это тоже. Ну вот опять то же самое обновили, что ли, опять это засунули, блядь, и дали реалии, блядь. Вот я, блин, блядь, нахрена они такие действия делают, я не знаю, блядь. Признали, допустим, ладно, признали, окей. Что-то изменилось, блядь? Вот с евреями что-то изменилось? Признали, и чё? Когда я жил в Германии раньше, был один пидор, нахуй, еврей, блядь, из Азербайджана, нахуй. Гандон гандона, нахуй, по-азерски тоже говорил он. Но хуй поймешь он, но он говорил, что он еврей. Потом что-то у нас стычка произошло, блядь. Я-то с ним не рамсил, он взрослый человек, блядь. Но таджик со мной был, как раз муджахед, да? С Афганистана, блядь, он служил, да, в Афгане. Блядь, Акбаракя, короче. Он его вырубил с одним ударом, нахуй. Потому что он затрахал, нахуй. До него доебался. То, что, блядь, ты мусульманин, что-то, блядь, что-то пиздеть начал. Мне ничего не мог сказать такое, нахуй. Мы как-то общий язык нашли. А с ним он общий язык не смог найти. А мы все жили в одной комнате, нахуй. Короче, блядь, пиздец, там война, менты приехали за 2 минуты, нахуй, как обычно. Это разборки, нахуй. В итоге, короче, Акбаракю отвезли в другой лагерь, короче. А этого еврея, нахуй, перевели в другую комнату, нахуй. И все на этом. Разошлись все. А нам в то время давали нам целую квартиру, нахуй, 3-комнатную квартиру на всех, блядь. Но в каждой комнате, блядь, жили по 3 человека. Мужиков. И в итоге, короче, прикол. В этот момент я вспоминаю, что, блядь, нахуй, еврей этот просил убежище, блядь, за то, что, нахуй, их, блядь, понимаешь ли, обязана, нахуй, принимать, нахуй, Германия за это, вот это, что я вам говорил до этого? Геноцид, нахуй, не геноцид, а, блядь, сионисты. Блядь, что-то еще одно слово. Короче, вот за это, блядь, вот за это. Вот за это он просил, понимаете? И кеме унжиденчиил это происходит. Он за это просит, нахуй, у Германии, чтобы ему дали добро. Потом мен нәрсәдер киттім, короче, ул нәрсә булды белмим, короче, оларга бирделәрме, бирмәделәрме, нахуй. И в итоге, короче говоря, он там еще жил. А дальше, что с ним произошло, я не знаю. Но итог того, что, блядь, нахуй, вот это все, сыр-бора, блядь, просить что-то, блядь, нахуй, признание, это только всего лишь, нахуй, на бумаге. От этого, нахуй, Крым, блядь, не станет свободным, нахрен, от России. Также Башкортостанга касается. От того, что нас признает, блядь, с Татарстаном, блядь, Кашапов, Ялана, блядь, Зеленский, или еще по всему миру, блядь, от этого, нахуй, Путин не сдохнет.
Надеюсь, донес я это все вам. Потому что вот этот ебанизм полнейший, блядь, унижение, блядь, куда-то писать, нахуй, вот как они пишут, нахуй, этот, блядь, почему это важно именно сейчас, когда крымско-татарский народ и исторические территории этого народа оказались под контролем Москвы, чего могут ожидать крымские татары, вот это все, вопросы, видите, только одни вопросы, и они потом обсуждают это где-то там, нахуй, на этом видосе, но это видос давнешний уже, блядь, но его обновляют, что ли, они, блядь, закидывают. Никакого, нахуй, не будет результата, потому что вот эти, сука, евреи также, блядь, попросились, нахуй, их признали, все, их, блядь, ласкают и утешают, да, и все, нахуй. Там понадавали им, блядь, добро, там, кто приехал, паспорта понадавали в Германии, наверное, им, блядь, в Норвегии паспорта понадавали этим евреям, и все. И по идее евреям нахуя паспорта, если их еврейский паспорт везде проходит, нахуй. Нахуя им паспорта, по идее, блядь. Нахуя это все им, блядь, нахуй? Какие-то привилегии дают? Вот. Как раз тут вопрос возникает. Палестинцы, которые на них, блядь, хуй положили и напали, нахуй. По ихним словам, блядь. Они смотрели на ихнее вот это, то, что они какие-то лимитчики, нахуй. Их нельзя трогать, блядь, после фашистов. Или что-то, блядь, интересное там произошло? Нихуя. Соғышта шулай бара, палестинларны так и утеряли, нахуй, палестинлар их тоже бомбят, ничего, блядь, не изменилось, нахуй, и у них нету, нахуй, ничего, они не коронованные, нахуй, никем, нахуй, хоть там признай тебя, нахуй, пупом земли, хоть не признай, сигерге болса сені сигіп кетелер, нахуй. Шунарға Крым татары да, блядь, дұрыс юлда түгел. Кашапов та дұрыс түгел. Мне кажется, татарлар, по сути, бүтінісі ебланоиды, нахуй. Бүтінісі дұрыс юлда түгелер, нахуй. Только в унижениях создают себе униженные состояния, блядь. Униженное состояние у нас уже 500 лет, нахуй. И эти, блядь, тупорылые, нахуй, наши аксакаллар, так скажем, блядь, пытаются нас опять в это унижение засунуть. Нахрена? Шунарға Крым татарларына нахуй керек болса, онда да менде туғанларым бар, туда-сюда, тілім үте онда да. Үткәзерге болса. Крымны бүтін тишегіне үткәзерге могу. Начиная с Керчи, заканчивая Евпаторией. Хуйня. Маленькая кусочек. Поэтому онда да можно будет достучаться. Туғанларым har bir шахарда почти бар онда. Проблема yok. Крым татары ол Украин түгел. Олар урыс түгел. Олар да хуя өзінің башында проблема көрген халық. Өзбекстанда яшаган, мында көшіп келген. Так что оларға, как говорится, дұрыс жизнь оларға незаменима ничем. Поэтому дұрыс жизнь им, как говорится, нужно обеспечивать. А не, блядь, унижение каким-то, блядь, еще чертям, нахуй. Если уж, нахуй, на то пошло, если они в Германии что-то просят, они-то как раз-таки ближе к туркам, блядь. Они под турками всю жизнь не были. Они тогда у турков должны просить. Но турки-то, нахуй, не хотят больно им помогать. Потому что турки, нахуй, не хотят цапаться, нахуй, с русней. Конфликт им-то не нужен с русскими напрямую. За Крым. Не говоря за Казань, блядь. И за башкиртов, блядь. Они нам... оларға біз кутаққа да керекмей, по идее. Их всех интересует только финансовая сторона. Если финансовая сторона у них будет, нахуй, перекрыта, допустим, и как я говорил, блядь, туркам мы скажем, блядь, давай нам победу, забери, нахуй, победу сделай, и пол Башкортостана твоя будет. Они, может, пойдут, да. Вот примерно так это делается. А не по-другому. Если мы вот таким образом, блядь, маразматическим образом будем размышлять, нахуй, типа как унижение, ну как садомаза, короче, да? Как это, блядь,
сам себя нахуй бьешь, блядь, и кайфуешь, да? Вот типа того, блядь. Шунарға мен улим кровь из нос, блядь, Крым татарлары белән дә безгә сөйләшергә кирәк. Бөтенесе белән. И так скажем, Кашаповлар белән мен уже сөйләшәсем килми нахуй вообще. Ну вот остается еще Руслан Габасова как-то подтянуть. Более к какому-то размышлению прямолинейному, а не такому, что как он пытается, тоже непонятно, варьировать, блядь, то с Кашаповым, то еще с кем-то, блядь, то еще с кем-то. Нету определенности. Потому что без әзбіз, халық юк. Бізде халық сөзі керек бізге. Көбірек халық сөзі керек. Но халық сөзі бізнекі білән келішілген боларға тиіш. Только келішілген шоқтағына біздің білән бүтініміз бір сөзге келсек, может тогда что-то получится. А не так, как, блядь, как там вот этот Ибрагимов, сайт Ибрагимов, который Бабай тоже мозгоеб. И всегда болса, говорил он, блядь, недавно в одном видосе, то ли зимой, то ли когда зимой, блядь, да, летом, что ли, говорил то, что вот, блядь, с Ильдаром Юмагуловым, нахуй, пиздели, так, это, бла-бла-бла. А сейчас теперь уже по-другому поет насчет Салават Юлаев на статуисын. Типа, алып ташламаска дия. Нәрсе, ақыл келе башлаган монарға, или что? Понимаете, вот до хрена, блядь, вот таких людей, которые вроде бы топили, блядь, за Навальных, нахуй, за Путина, и хуякс, нахуй, понимаешь, забирает нахрен, блядь, Салавата, и они очухались, блядь. Начинают толкать какой-то более-менее оптимальный ответ, блядь. Поэтому нам как-то нужно определиться уже, блядь. Если помните, он наезд такой сделал на Руслана Габасова, еще на кого-то, блядь. Я еще ответку давал, блядь. Какого хуйней маетесь, дидом мин. Исходя от этого, блядь, Башкортостанда, который вы, так скажем, активисты сраные, блядь, непонятные, блядь, с русскими, блядь. Вы, сіз бізге нахуй, бір кім түгілсіз нахуй. Любой активист, который, блядь, топит нахуй с русней, вы, значит, манкурты. Сізді томға уже бар. Хоть күтігізге, хоть маңғайға шапап қойғыз, шу томғаны. Ұнытмағыз только. Что вы уже, блядь, клеменные нахуй. Теге фирмада әкебік нахуй. Құлағына бәрәлер бит, блядь. Номерочки. Номерованные вы уже, понимаете? Шестерки, так скажем. Поэтому нам, как говорится, нужно определиться, с кем нам дальше жить. И с вами нужно будет тоже, блядь, решать проблемы. Чтобы вы тоже определились, блядь, вы за что тупите нахрен. С русским миром я 1000 раз буду повторяться, пока Аллах Та'аля мне дает жизнь, как говорится, живу, пока Аллах повторяться, что урыслар белән без бер нәрсә плюсовой не будем соединять. Никакие федерации и всякие федерации, блядь, нахуй не должно быть. У нас не будет никаких нахуй дел даже с ними, блядь. Вот как они были нахуй, нужно им сказать конкретно, сделайте так, чтобы мы вас забыли. На всю жизнь этой земли. Не то, что нашей земли, точнее, нашей жизни. А всей нахуй жизни на земле, когда эта земля исчезнет, вот до этого, чтобы мы их не видели нахуй. Шу Мәскәүдә үләләрме алар, яшиләрме анда, безгә похуй была. Мы в обход их можем ходить и в Европу, и в Америку, а мне нахуй не нужны. Жили они нахуй свои болота нахуй, там и живут пусть. В Башкирии фуру без водителя потащило с горы по трассе. В Белорецком районе, неподалеку от села Абзаково, водитель фуры не смог заехать в горы и вышел подсыпать песок под колеса. В это время неуправляемая фура потащила назад с горы. Водитель из всех сил пытался восстановить больше груз, но ему это не удалось. К счастью, никто серьезно не пострадал. Все, машина пошла вниз, блядь. Пиздец нахуй.
видос, короче, такой интересный. Охуеть. Притом, охуеть нахуй. Ладно, хоть косылды, блядь, нахуй. И күйеуге барып косылды, короче, но это пиздец. Короче, бензовоз это, блядь, еще. Какой-то, как бензовоз он, блядь. Фура, нихуя не фура. Круглый какой-то, блядь. Короче говоря, Белорецкий, чё, не понял, блядь, снег уже пошел, что ли? Во-во-во, уже началось. Только что про трамвай, помните, читал? В Уфе трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Заебись, инда, блядь, нахуй. Происшествие произошло на Большой Гражданской. Ну, Большая Гражданская и напротив сквера 50-летия Победы. Большая Гражданская, блядь. Как раз я там учился, нахуй. ПУ-70, нахуй. Пиздец, нахуй. Столер, плотник, паркетчик, нахуй. Это, шунда мен тыққаны, нахуй. Мен оны, блядь, жүндап оқымадым да енді, нахуй. Большая Гражданская, 51. Пиздец, нахуй. Кольцо, таки, Южный автовокзал, блядь. Сука. Охуеть. Ну, понятно. Мына шулай. Иске да алып аласың шулай. Салават Юлаев одержал победу над СК. Домашняя игра в Уфе завершилась со счетом 4-2 в пользу уфимцев. Ну, Салават Юлаев на Иске Алгашин, как обычно, давайте вспомним насчет ФСБ, как обычно, насчет ментов, насчет зачистки и насчет вот этого спорта и так далее. Башкортостанда вот эта тематика тоже должна будет вся контролироваться. Само собой, блядь, как до этого я уже говорил, блядь, ментов, блядь, полностью очищать будем. Как вот недавно где-то я читал же, полностью кто-то нахуй должен очистить нахуй, потом заново построить. Кутак Башпитен что-то писал тут насчет узкой общины, короче говоря. Везде как бы снести всех и заново набрать, блядь. У нас то же самое будет. Как раз таки эта логика вот этого долбоеба, это, кто там это, Миронов или кто это, блядь, говорил. Логика интересная, блядь. Башкортостанда, Татарстанга, я не буду за это уж отвечать, блядь. Башкортостанда нужно будет всех снять с постов. Всех этих манкурты, не манкурты же, мы же не знаем. Всех нужно будет снять эту шушру нахуй, которая сейчас там стоит, блядь. Как я вчера говорил, начиная с библиотекарши нахуй, заканчивая нахуй этого Хабирова, блядь. Все это дерьмо надо будет снять оттуда и поставить нахуй по каким-то нахуй критериям, блядь. Других вообще, которые вообще, как говорится, в этом деле, как говорится, еще, как говорится, может даже не знают это дело и так далее. Вообще левых людей нахуй. Если они не знают в этом деле, обучать. Обучение делать. Вот как раз таки те, которые остались там, они их будут обучать. А те уйдут, как говорится, или на пенсию, или нахуй. Примерно так. Вот старая тематика будет обучать новых. И будем мы таким образом менять каждый нахуй. Сельсовет там башлап, үске хаты, блядь. Курултайны полностью сырып шығарған нахуй анда. А тут смотрю, в Курултае сидят узкожопые нахуй. Нихуя себе, блядь. Всякие дятлы, блядь. Курултае, блядь. Расселись. В День народного единства в Уфе пройдет городской крестный ход, блядь. В День народного единства 4 ноября в Уфе по благословению митрополита Уфимского и Башкортостана Никона пройдет городской крестный ход. В 9:50 отправление от окрестного храма. Улица Комсомольская, 161, корпус 1. В 10:15 отправление от храма Симеона Верхотурского, улица Белякова, 25. Мына Элленде урамларны исемі, блядь. Виш алып шерге урамларны исемін тоже. В 10:25 отправление от Сергеевского храма, блядь, улица Бехтерева, 2. Бехтерев, кем он был нахуй, тоже убрать нахуй. Бехтерева это где-то монумент нахуй. Это монумент нахуй. Бехтерева, блядь. Если не помню, если не путаю нахуй. В 10:30 отправление от Спасского храма, улица Октябрьской революции, 37А. Октябрьская революция это не спиздет, это, блядь, сука, не спиздеть, типа, Зеленая роща нахуй, или, я не знаю, где это нахуй, я хуй его, блядь, не помню нахуй. Или там, блядь, Октябрьская революция 50 Мекянова, блядь, нахуй.
Хз, блядь, нахуй. Это где? Нур, театр Нур. Где там, блядь, там? Все крестные ходы встретятся у кафедрального собора Рождества Богородицы в 11, где состоится праздник Молебен. День народного единства в России установлен для православный праздник, День Казанской иконы Божьей Матери. Вот под каким соусом, туганлар. Так что вы точно не отделаетесь нахрен. Башкирт bilan татар на курajagi бар ekan buni. Siz ko'rasiz ekan. Bunda bit явно aytilgan, блядь. Типа урусlarni bayrami ekan bit. Урусlarni bayrami что-то не дохуя ли у вас, блядь, а? Башкортстанда. Нахуя ихние праздники нам нужны? Башкортстанга biz kirgach, блядь, bir ningdi урусni bayrami bizga нахуй не будет прокатывать, нахуй. Ishlasalar ona uyda нахуй, кухнясында ishlasinlar, нахуй. Разговорчики на кухне, нахуй. РПЦ сам себя дискредитировала присоединением к делам государства, ну их. Фантомак какой-то пишет. А в чем единство? Как обычно, языческие праздники обозвали христианскими, но вот коммунистических не хватало. Фаниль какой-то пишет. Ты ж как ярый башист. Скорее всего, истфак закончил. Но кроме куль-шариповщины ничего не изучал, что ли? Единство в честь сбора Мининым и Пожарским русского ополчения, которое в итоге дало люлей пшикам, шведам и прочим крымчаларам. Вот такое ДМБ какой-то написал, блядь. Охуеть. Дайте-ка я ничего не ляпну нахуй. Так. Так. Инерция. Этому вопрос задам. Так. Вопрос задал ему. Посмотрим, ответит или нет. 8.24 javob bergan anarga. Главный клоун degan bu ДМБ. Ну, явно, короче говоря, это какой-то или манкурт yozgan, или узкожопый yozgan. Ну, men ularga tatarcha yozdim. И narsa sen suylarga tirishdim, shuning bilan dedim. Пусть он раскидает, что он хотел там. Башкирия онлайн, да, это происходит. Не знаю, блядь, ответит мне или нет. Хуй его завтра ответить. Чекмагуши наступила зима. Нихуя себе нахуй. Начинап-то қар ява, что ли, Башкортстанда? Охуеть. Так, mana shunday hal, do'stlar. Короче, bunda до хрена endi. Башкирия онлайн явно, блядь, тоже, блядь, узкожоповский сайт, мне кажется, это, блядь, бальмим кемнеки ул. Так, рыбарь какой-то нахуй. О новых провокациях в России или так называемых русских маршах. Некоторое время назад в соцсетях начали появляться слухи о неких русских маршах, запланированных 4 ноября в городах Северо-Кавказского федерального округа под эгидой известной всем русской общины. Однако в организации опровергли эту информацию, заявив, что никаких маршей не планируется, а все ходящие новости по этому поводу являются ничем иным, как провокация, направленная на дестабилизацию обстановки внутри страны. От себя скажем, что эта информация уже давно блуждала по просторам интернета. На волне растущего внутреннего недовольства миграционной политикой появился удобный повод для расшатывания ситуации. Если такие митинги действительно планируются, то рука Запада в этом без сомнения есть.
Рука Запада, блядь. Стоит только вспомнить то, как в 90-х годах воспользовался миграционный вопрос западными структурами, в первую очередь британскими. Именно они были инициатором секретной программы по дестабилизации внутриполитической обстановки. А с началом СВО в нашей стране к массе нерешенных проблем с гостями из Средней Азии прибавились еще одни беженцы с Украины. Кто-то действительно просто бежал от войны, а кто-то просрочился на нашей территории под этим прикрытием. И в их задачи входит не только диверсия на военных и промышленных объектах. Поэтому в грядущие праздничные дни следует быть готовым не только силовикам и спецслужбам, но и всем остальным гражданам, которые должны хорошо подумать и проверить всю информацию, которую они видят в интернете. Ну, явно это дерьмовый канал, нахуй. Ну, как Кемдер Йозгамон, да. Смотрите, Соловьева и Скобеева, они верные патриоты, известно всем общины. Ни ухом, ни рылом о них не слышал. Во, точно. Так, я уже верам нахуй. Куттахсанахларана. Так, син админ. За что топишь, Дималя? За что топишь, сука? Ответит или нет, посмотрим, или забанят, пидор. Вот так вот. Короче говоря, bu Башкирия онлайн бить дохуя всякую ересь несет тут. Bu точно этот бізге туры келетін информация түгел. Мында шундай информация идет, как всегда говорю, Фарида Каурбангалеева нахуй, с русскими и не с русскими нахуй. На двух стульях сидят здесь. Вот такие нахуй всякая поеботина. Я не могу понять, блядь, нахуя они вот это все скидывают, блядь, нахуй. Мен оңнами маларны информационный, блядь, мусорон, блядь, нахуй. Или хотя бы, блядь, син тошла он, да, блядь, и как-то свое внизу дописывай, блядь. Мына шунлай кишлер сүли екен деп язып қой бет енді осқа, нахуй. Yok ол, блядь, просто копирнул, блядь, закинул, и хуй его, блядь. Как потом на этот канал реагировать, блядь? Он за башкиртов топит или за русню топит, блядь? Оңнами мына шундай каналларына. Поэтому мы должны, как говорится, научиться, блядь, расценивать вот такие каналы, блядь, конкретно нахуй. Если син башкиртсын екен, татарсын екен, блядь, син оңнарға тиіссің, кім за что топит нахуй? Шул манкуртлар кебек нахуй зомбо ящик қарай тұрған бұларға керек ми? Әзгене, блядь, дұрыс информацияны оқырға керек, блядь. Мына мен де даже оқимын сізге, мен оқыған әйбірімнен охуеваю даже иногда, блядь. Потому что вот разные хуйню лезу, блядь, вот вместе с вами, да, которые я даже не проверял еще, да, вот прям при вас все читаю, вот как есть, блин. И вот меня, допустим, я точно өзім каналыма тықпаймын нахуй. Такое я сразу уничтожаю. Там есть такие люди, которые мне всякую хуйню скидывают, я сразу блокирую их. Поэтому у нас только тематика должна быть по уничтожению русни, блядь. Полностью по уничтожению только нахуй. Не так, что, блядь, 50 на 50, ща без нахуй, щак, блядь, нахуй. Нихуя. Он бы нәрсе болмай. Так вот. Он еще какой-то РБК Уфа закинул. РБК Уфа первый раз вижу, блядь. Что за дерьмо, блядь. Напавшего с ножом на полицейской жителя Стерлитамака отправили под стражу. Стерлитамакский горсуд арестовал 30-летнего обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти на месяц и 15 суток до 15 декабря. Напомню, что вечером 14 октября мужчина забрался на крышу ТЦ и набросился с ножом на полицейских, прибывших на вызов. Стражи порядка применили табельное оружие. Нападавшего госпитализировали и прооперировали, меры пресечения избрали после лечения в больнице. Нахуя он напал? Непонятно, нахуй. Молодой, 30 лет, ну да. Башкирт или татар, или хз, блядь. Интересно, самое главное, блядь, нацистин язмаганнар. Комментарии. Каролинка. Так ему надо. Каролинка язган. Так ему надо. Көрдіңіз? Ментка нападать еткен, Каролинка защищает ментов, блядь. Блядь. Я монка кызманда вообще, блядь. По фотке, если это она, вообще соплячка. Вот, да, вообще, блядь. Блядь, от силы нахуй уникияж, блядь, был кызга, блядь. Вот такой вот хуйню уже, если она с 10, там, 12 лет такую хуйню уже читает, блядь, уже ясно, блядь, нахуй, что дегроды, нахуй, блядь,
это в русском мире, блядь. Поэтому оларны ата балары белән, анасы белән бергә, балалары белән бергә, бөтенесен нахуй күтенә тибеп куырган нахуй Башкортстаннан, блядь. Если она, даже в комментариях, она, нельзя сказать, не осознает, осознанно пишет такое, так им и надо, нахуй, типа. Поэтому я считаю, что любое нахуй на нас, блядь, против движения, блядь, башкорт-татарга, блядь, русский марш была мы, блядь, или любое нахуй, мы должны как-то сплотиться. Нас, блядь, что-то должно подтолкнуть сплотиться, блядь. Вот что, блядь, я не могу найти, вот что. Алсынов Кылганыш, блядь, вас не сплотило, блядь. Сиксянкиша Утрда вас не сплотило, блядь, нахуй. Вас что может сплотить? Объясните мне. Вот что вы, давайте рекомендуйте меня, может. Я по этой теме подумаю, блядь, что высказать, блядь. Давайте будем решать, блядь, вместе. Что вас должно сплотить, блядь, башкорт, блядь, татарны, чтобы мы пошли с вами на Москву. Чтобы вы начали думать по-другому, блядь. Так. Все лучшее детям. В Уфе продолжается строительство крупнейшей школы в Поволжье. Дети смогут не только учиться здесь, но и заниматься творчеством и спортом. Какой будет новая школа, узнаете из нашего видео. Комментарии нахуй. Все лучшее детям. Мария Йоза. Под тем же девизом закрыли детские отделения в клинике БГМУ, я полагаю. Больше, чем в Нижнем Новгороде. Круто, очередной попил бабла. Петя школу строит в реальности. Это, наверное, в Деме, который уже больше 10 лет обещает. А нет, чего-то это я. А нет, чего это я. Это в Кузнецовском Затоне, блядь. Наш проект. Кузнецовский Затон, блядь. Затон был, блядь? Вроде бы, как я знаю, блядь. Еще Кузнецовский Затон появился. Иногда так. Где это нахуй? Просто поражаюсь нахуй. Затонда вроде бы новые дома появились нахуй. Вот это может Кузнецовские Затоны нахуй называется это. Хрен знает, блядь. Короче говоря, как вам сказать инде? Бұлар құрған айбірлер инде. Біз кіргеш қалар инде, если не разрушится, если оно достроится, если как не остановится, как Аль-Рахим, да? Но я считаю, что мәктәпләрне безгә заново үзебезгә корырга кирәк була. По европейским стандартам, по правильным стандартам, где конкретно, как говорится, и как раньше, ясли должны быть, ясли, чтобы халық баласын, особенно яшьләр, нәрәсе булмаса, картатайы булмаса, баласын даже яслига бирә торган нәрсәкәй, яшьле балаларны бирегә нәрсәкәй, аларның имканияты булырга тиеш. Я так считаю, потому что мин койдадыр мында натыкался койдадыр, блядь. Вроде бы мында, блядь, даже во Франции вроде есть ясли. Если не спиздеть, вот где-то я натыкался на ясли, блядь. Ясли есть, блядь. А Россияда ясли деген әйбер юк ие нахуй. Вот я помню, что юк ясли, блядь. Потому что минем балам, блядь, яслига йөрмәде нихуя, блядь. Вот садик бар, ясли юк ие нахуй. Не знаю, может, блядь, сейчас что-нибудь появилось, но явно, блядь, ясли что такое не было. Поэтому, блядь, надо все переделывать по-другому. Допустим, она Канада, да, так скажем, ну, так скажем, тонышым деймін, блядь, вот так более-менее скажу. Тонышымны баласы 4 яшьтән мәктәпкә барды. Норвегияда да шулай ук. 4 яшьтән уже мәктәпкә баралар. Норвегия то же самое, Канада то же самое, оказывается. По зонам. Наверное, в Канаде, я не знаю, может, везде так. И получается, ну, с 4 лет, если человек, блядь, в школу идет, значит, Башкортостанда, подавно, Россияда, блядь, у нас, блядь, мы отстаем, блядь, минимум на 3 года. Наши идут еле как нахуй в 6 или в 7, блядь. Еле как. 1 класс.
Поэтому у нас уже нахрен отсталость уже идет, блядь, со времен нахуй садика. Тупость нахуй наша, значит, уже на 3 года нахуй увеличивается. Поэтому бізге, значит, тоже вот эту тематику нужно будет рассмотреть. 4 яштан баланы уже школга әзірләгән булгач, значит, что за бундеркинд нахуй какой-то, блядь, получается, что ли. Поэтому вот эти тематики тоже, блядь, конечно, блядь, чтобы ему нахуй нагрузки не было и так далее, давления не было, нужно будет конкретно пересмотреть. И школларны да 9 класс была, 11 класс, она да пересмотреть. Колледж была потом дальше или что и так далее. Само собой, все вот это должно быть бесплатно. Бесплатно. Ничего нахуй, взносы, оплата, ничего не должно быть. Башкортостан любой баға ала. Бір кисәк әпәй белән сөт иртән бирәләр балага, обедын да бирәләр, укуын да бирәләр. И укытучыларга да акчасын да бирәләр. Все бар Башкортостанда. Шунарга, блядь, все должно бесплатно быть. Никто нахуй из дома ничего не будет собирать нахуй. И учителям цветы нахуй тоже, блядь, за хорошие глазки дарить нахуй не надо. Хуйней страдать не надо. Коррупции нахуй в любой стороне нужно пресекать. Никакой коррупционной системы не должно быть нахуй. Школ, да, садик-то, блядь, похуй койда нахуй. Бутылка вина, там, шампусика, блядь, шоколадик, стоматолога крепчака им нахуй. Ничего не должно быть такого, блядь. Без очереди. Дай-ка получу я желтую карточку, нахуй. Не пойду в военкомат, блядь. Отскошу, блядь, нахуй. Нет, этого дерьма мы уже нахлебались, блядь, нахуй. Вот. Вся эта, блядь, шушера, нахуй, сейчас Украинада үлеп йөри, блядь. Куттак-то, блядь, автомат тута белмейләр, блядь. Зато, блядь, сугышка китеп баралар, блядь. Поэтому со всех сторон нужно будет переделать все это дерьмо. Мы сейчас в дерьме полнейшем. Из этого дерьма выбираться нам точно, блядь, нахуй нужно, блядь, брать хорошие стороны из Европы, с Америки, из других мест. Ну, у нас так тоже голова на плечах, не тупорылые. Ну, конечно, блядь, асфальт стелить, точно мы будем брать, нахуй, пример из Норвегии. Из Франции больно, блядь, не понравилось мне, как асфальт складут. Тут что-то хуевые дороги, нахуй. Вот в Норвегии, нахуй, сэндвич асфальта, нахуй, вот этот пример мы должен обязательно взять, нахуй. Как они там, нахуй, прокладку ставят, нахуй, как говорится, кызлар пәтәккә куйган кебек, нас под асфальт, нахуй. Вот эту всю тематику я помню, этот курыгат насып кылды. Поэтому, как говорится, асфальт класть, нахуй, если перейдем на такую тематику, Башкортостанда бүтін жерде асфальт боларға тиеш. Вот если я, помните, эфир я вам вел в тот день, блядь, на улице до Ашана, блядь. Если кто помнит, кто если был, участвовал, если смотрели. По всей этой дороге, кстати, я ехал по тротуару. Велодорожка, тротуар. Широкий, даже туда может ехать машина даже. Но там везде видели, наверное, красно-белые такие столбы, которые на замок закрываются они. И только есть такой зигзаг-проход. Везде трубы, вот такие зигзаг-проходы. Получается, везде есть велодорожки. Вроде бы не в большом городе я живу. Подобие можно сравнить, допустим, ну, я где бывал нахрен, Башкортостанда я уже больно нигде и не бывал, блядь. Ну, допустим, блядь, маленькое что-нибудь, ну, Кырмыскалы, наверное, блядь, допустим. Вот Кырмыскалы кебек, допустим. Или, допустим, нахрен, Дема это огромная пиздец, нахуй. Ну, вот как Дема может даже, блядь. Пол Демы, короче, блядь. Вот я, если нахожусь, допустим, может быть, это как пол Демы, нахрен. Ну, Дема-то и небольшая вроде бы, нахуй. Как Дема можно сказать, блядь. Вот как Дема, да, блядь, нахуй. Если так брать, да, допустим, вот этот промежуток вот этого моего расстояния города, блядь. Везде асфальт, блядь. Везде, блядь, манда, блядь. Бүтін жерде, блядь. Башқұртстанда, блядь, нахуй. Ауылға кетесің, какой-то нахуй. Бір ауылдан екінші ауылға асфальт жоқ, блядь.
Bir ovuldan ikkinchi ovulga asfalt. Какой асфальт? Yo'l yo'q нахрен. Вот так вот, туганlar. Поэтому нам везде надо будет что-то делать, блядь. Пиздец. Уфимец выпал из окна на припаркованную машину. Парень выпал из окна на улице Бикбая и Сипайлова. Он упал на припаркованную машину и скончался на месте. Ебанутые люди, нахуй. Суицид, нахуй. Вот я поражаюсь над такими. 22 комментария, нахуй. Прикольнемся. Жизнь надоела. Кто-то написал в нашем доме. Охуеть. Очень молодой был. Хули, блядь, суицид нахуй. Ну зачем молодой, совсем какое горе, родителям искренне соболезную. Хули, блядь. Білесізме? Мана пример свой, наверное, расскажу. С армией, блядь. Вот насчет этого суицида, нахуй. Урысларны, ну, может, бұл, не знаю же нацию, да, ведь? Урысларны бір әйбірі бар екен, нахуй. Армияда білдім енді. Шыдамлық әйбірі урысларда в самом низком, нахуй, этом пространстве находится, оказывается. Шыдамлық. Терпение деген нәрсе жоқ урысларда. И вот за эти 2 года я это охуенно осознал. Все суицидники, нахуй, в армии были эти узкожопые. Все поголовно, нахуй. Это Иванушки, дурачки, нахуй. И бутылкой, нахуй, вены себе скрывали, нахуй. Потом другой, нахуй, писался под себя, нахуй. Типа, блядь, инурез, нахуй. Со второй шконки, нахуй, писается вниз пацану, нахуй. У него потоп внизу, блядь. Пиздец там. Его пиздили потом, нахуй, за то, что он обоссал все матрасы, нахуй. Короче говоря, полный, блядь, ломанность, нахуй, вот это ломоту свое, дерьмо, нахуй, я увидел вот это в узком мире, блядь, в армии, блядь. Мы нашел мужиклар, конечно, блядь, маньяк был, кем болсын, нахуй, потом, в дальнейшем, блядь. Если даже на гражданке вот скидываются, нахуй, ну, пусть даже у татар, башкирт, хуй с ним. А вот в армии-то я явно, блядь, знал, с кем я служу, блядь. Biznikilardan men onday narsani ko'rmadim. Boshqirtdan, Tatardan onday narsani ko'rmadim men. Dagestandan onday narsa ko'rmadim. А вот mana урыслар поголовно, нахуй, в каждой роте по 2-3 суицида, нахуй. В каждой роте, блядь, в роте 150 человек. Эти узкожопые не выдерживают, нахуй, давления. Не то, что, блядь, психологического, да любого, нахуй. И от этого народа башкиртлар, блин, татарлар выносливый. Безгена sizni maqtab ta qo'ymaydi. Выносливые, безвыносливые biz. И мы не можем их, блядь, опрокинуть, нахуй. Но вы сейчас скажете, как узбеклар, наверное. Bizni sabrimiz bor-da, sabrimiz bo'lgani uchun biz chidayapmiz, блядь. Но идем метать, нахуй, Москву, а башкирт bilan татар идут умирать, нахуй, Украинга. Ну, у нас же сабр есть, блядь. Мы же щедамлы, блядь. Нихуя, блядь. Вот этот щедамлык, нахуй, и суицидство, нахуй, оно не одинаковое. Терпиловство, нахуй, это не щедамлык, нахрен. Это не сабр. Поэтому вот от этого терпиловства, нахуй, нам нужно избавиться, блядь. Хватит быть терпилой. Татарча или узбекча терпила, я не знаю, как это перевести, это ебаное русское слово. Терпила, как это будет, нахуй? Щедаган, что ли, блядь? Да, как-то это бизнес-сюздау, блядь, как-то не оскорбительно звучит, нахуй. А вот это терпилость, нахуй, оскорбительно, да, звучит, блядь? Блядь, надо подумать над нашим, блядь, сленгом, нахуй, на него, блядь, на это слово. Короче говоря, вот этот шыдамлык, нахрен, не котируется, блядь, в таком случае, блядь. Біз қазір шыдап отырмасқа тиіспіз, блядь, урысны, блядь, бізге давлениесін.
Если эти уёбки нахуй в армии не могут, блядь, выдержать 2 года нахуй давление дембелей, то кого мы нахуй боимся? Кого мы боимся вообще, блядь, нахуй? Вообще, блядь, вообще в приоритете, блядь. Хабирова, что ли? Миниханова боимся? Или еще кого-нибудь Кадырова нахуй боимся? Мен сізні оңнамын, блядь. Вот вы говорите, олар бит біреугіне түгіл, депутатлар, а вы же дохуя, это бандитская структура, туда-сюда, допустим, да, вы говорите, да ведь? Ну, допустим, и сколько может быть нахуй? 1, 2, 3 миллиона, сколько их может быть? Че, у нас меньше, что ли? Нас меньше, что ли? Которых можно поднять? Да нас больше. Я не буду говорить, народ больше, ёг, это как-то больно звучит будет, как одинаково все пиздят нахуй. Народ-то больше там, как узкожопые тоже так же говорят, блядь. Ёг, народ бит мен айтмайм, блядь. Халық деп та айтмайм. Просто біз бит көбірек. Адекватные кишлярты көбірек, наверное, которые не хотят, как говорится, вот так быть рабами, я думаю. Или все-таки рабов больше, чем адекватных, что ли? Поэтому я считаю, блядь, нам адекватным нужно уже заканчивать с этим, блядь, вот этими суицидниками, нахуй, с армейки, блядь, узкожопами, которые, нахуй, как говорится, мочились под себя, резали вены, нахуй, в туалете и пытались откосить от армии тем самым. В армии уже, это внутри армии. И сейчас вот они же творят нахуй издевки нахуй в окопах, блядь, в окопы кидают, голыми раздевают. Вот это все дрочево нахуй называется в армии это. Это дрочево нахрен идет, получается, сейчас в Украине. И я считаю, блядь, как-то мы друг другу должны передать это все дело. Сказать, блядь, завязывать этим нахуй надо. Достойный башкорт белән татарлар бар, мин ышанам, бар андыйлар. Может даже мен белгәннәр бар. Бар алар. Но без әзбез. Шу кешеләр эчендә без әзбез. Так. Что тут опять? Уфимская пара выбросила котенка 12 этажа во время ссоры и микроволновку прямо на припаркованные машины. Уфимская пара выбросила котенка с 12 этажа во время ссоры и микроволновку прямо на припаркованные машины. Блять, хуею, блять. Сегодня ночью в доме на Мушникова поругались парень с девушкой. Сначала из окна полетели микроволновки и кухонные приборы, потом питомец. Он погиб. Бытовая техника свалилась на несколько припаркованных автомобилей. Хозяева написали заявление. Заебись, хули. Полный какой-то абсурдный нахуй канал это. О, самый интересный момент. Нить теракта в Крокусе тянется через Ингушетию к Украине екен. Теперь ингушлар мында причастен екен, блядь. Продолжается расследование теракта в Крокус-Сити-Холле. Преступники, по данным следствия, получили боеприпасы и оружие в ингушском селе Сурхахи. Им передали его членам Баталхаджинской террористической организации. По данным Ридовка, сейчас спецслужбы проверяют причастность к теракту в Крокусе лидера радикалов Ильяса Белхароева. Он покинул Россию еще в 2015 году и сейчас находится на Украине. Там он вступил в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. Ильяс Белхароев воюет против России. Причем он также связан с террористическим полком Азов. Не случайно тот в свое время выступил против выдачи РФ ингушского побратима. Скорее всего, теракт в Крокусе тот случай, когда Украина устраивает диверсии в нашей стране чужими руками, активно прибегая к помощи исламских радикалов родом из Ингушетии. Террористическая организация запрещена на территории РФ.
Никто не комментировал. Мен коммент жазып қоймады. Тағын нәрсе, блядь, придумайте deyip. Тағын нәрсе придумайте, суки. Ташақлар deyip қоймады, блядь. Заебали. Мына шундай хуета енді, туғанлар. Мына мен білмеймін, блядь. Любой жерге мына қарасаңыз, мұсылманлар, таджиклар, өзбеклер, башқұртлар, татарлар, мұсылманлар бүтінісі зинданда отырға тиіш, теге қомақта отырға тиішлер, и издевкаға теге подвергаются. Поэтому я считаю, что нам надо все в свои руки брать. И вот таких вот всяких террористических, нахуй, не террористических, похуй, как их они сами, точнее, их назвали так. Эти узкожопые, блядь, они тоже, по идее, с нами должны идти. Потому что им нужна свободная ихняя страна. Значит, они должны с нами согласиться. Мы-то, блядь, по ихнему пути точно не пойдем. Но они сами должны, обязаны даже пойти. Мы их приглашаем, по идее, чтобы вот эти организации, так называемые, названные Руснёй, которым мы не будем подчиняться, мы же Русне не будем подчиняться, и значит этих организаций, так называть, мы не будем. Поэтому, как говорится, вот эти, так скажем, джихадисты, так скажем, да ведь, нам очень нужны. Потому что безне халыкны күтенә тибеп торгызып булмай, а бұлар уже әзерләр. Поэтому, как получается, тот татарин, который в Афганистане, который чуть-чуть выносит свои обозрения на публику, он тоже, наверное, хочет и ищет таких людей. Я думаю, как говорится, с такими людьми мы и должны пойти против Москвы. По-другому никак. Олар хоть отарға үйренгенлер уже. Ота білелер. Біз әлі, блядь, құтақта тұта білмейміз әлі мында. Дұрыс. Ол теге армияға баруының файдасы 2 ел үйрейсің де бет, нахуй. Құтақ қошлап, блядь. Анда этот автоматны елына бір мәрте сеңе тұттыралар, и все, блядь, нахуй. И то сейчас тартасың да тығып қоясың обратно, блядь, оружейкаға. Вот примерно так. Охранников российских школ вооружат на случай угрозы. Заебись, блядь. Ратмир Мавлеев разозлили Ратмира Мавлеева. Вот тоже один манкурт, нахуй. Вот этот Ратмир Мавлеев. Ратмир Мавлеев, блядь, явно, білмеймін, блядь, башқұрт түгілі, нахуй. Татарға ұшаған, блядь. Вот білмеймін, блядь. По фейсу, нахуй, башқұрт түгілі. Мэр Уфы возмутился, блядь, горожанами, которые покупают электросамокаты и гоняют на них по улицам. Он рассказал, что когда ехал на велосипеде по проспекту Октября со скоростью 15-20 км в час, его обогнали как стоячего и чуть не снесли с электросамокатчик на скорости 40-45 км. По видению, так и самокатчик у меня вызывает большой вопрос. Чем работа кикшеринговых компаний? Компания нас всегда слышит, когда мы им, к примеру, говорим, чтобы снизили скорость на определенных участках. Они настроены на то, чтобы наводить порядок на улице города. Но люди сами не готовы, культура наша не готова. Поэтому необходимо устанавливать правила и вести разъяснительную работу, подчеркнул Мавлиев. Я не знаю, нахуй. Вот этой хуйни, блядь, была здесь такая тема или нет, нахуй. Вот здесь, блядь, самокатчики эти, блядь, возле меня тоже пролетают только так, нахуй. Здесь и машина пролетает так же, блядь. Вроде бы все нормально, живут все, блядь. Никто, наверное, не жалуется, хуй его знает. Я не читаю, конечно, их не газеты, блядь. Ну, блядь, нахуй, мэр, блядь, прислужник, нахуй, слуга народа, нахуй,
Москвага или Хабировка тырышайынды өзен көрсәтірге. Хутақ шайнап. В Уфе перевернулся пассажирский автобус. На Миловском шоссе вчера произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Лотос». Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и вследствие автобус завалился. В автобусе не было пассажиров, и сам водитель, к счастью, не пострадал. Но эшкян хули нахуй. Что может быть нахуй? Алкаш, блядь. Другого тут варианта я точно не вижу. Ой, блядь, в Башкирии изучат опыт ограничения продаж алкоголя, икян. Ну, посмотрим, нахуй. Этот Толкачев, нахуй. Толкнул какую-то речь, блядь. Толкач ебаный. Ну да. Уфа, Инзер, Белорецк, блядь. Онда қор, пиздец қор жауған бет. Охуеть. Юллар өлген. Асфальт юк, нахуй. Сыгылып қатқан юллар, нахуй. По фото видать. Вот опять это дерьмо откуда опять начал вылазить. Террористов в Крокусе вооружили 4 жителей Ингушетии, 2 из них арестованы, а еще 2 в розыске. Прикиньте, нахуй. На Ингушетии теперь поперли, блядь, нахуй. Мы же не можем это щенма, юкма, нахуй, это приветствовать, блядь. Понимаете смысл? Как вам сказать, да? Бізге, блядь, чем болса да, нахуй, это, блядь, ни тепло, ни холодно. Чем болмаса да, ни тепло, ни холодно. Но интересно самое то, что, блядь, нахрен, здесь давление идет опять на ингушей. До этого, если были чеченцы, теперь ингуши. До этого, если, блядь, в турбинах самолета евреев искали дагестанцы, были дагестанцы, теперь ингуши. А завтра уже может быть это кто-нибудь там черкесы, еще кто-то там, крымские татары, и потом может еще татары, или башкортлары еще начнется вот эта тематика. Поэтому, мне кажется, нас ждет, блядь, больно до хрена вот таких делов, где они будут искать, блядь, всяких фигурантов. В уголовном деле в теракте в Крокус-Сити появились 4 новых фигурантов. Жители Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хавадж Багауддин Алиев и Батыр Кулаев, сообщает Ридовка. 2 из них арестованы, а еще 2 объявлены в розыск. Обвиняемые переделали под боевые охолощенные АК и передали террористам. 2 арестованных пособников признали вину в незаконном обороте оружия, однако утверждают, что не осознавали последствий. По оперативным данным, Медов по просьбе таджиков по своим каналам достал и передал 4 охолощенных АК. Что такое охолощенных, хуй знает, о чем это речь. А Кулаев передал магазины и патроны. Аушев и Алиев были посредниками и доставили оружие и с боеприпасами в тайники возле сел Икажево и Сурхахи. За ними приехали уже другие сообщники, которые доставили в Москву помимо оружия 68 магазинов и более 2000 патронов. По версии следствия, все они могут быть связаны с радикалистами Батал-Хаджи-жинцами, боевым крылом Вирда, последователей Батал-Хаджи Белхороева. Комментарии. Я не понял, конечно, блядь, но правдоподобно, да, это yazarlar, правдоподобно, прям все четко, блядь, понимаете, вот как работает нахуй система, да, ведь, блядь. Дуртесенам ведь иногда живые еще, сколько там, 4 их было, сколько там, блядь, живые там еще, надеюсь, все, надеюсь, там ухо отрезали, это отрезали, блядь, почки, блядь, выбили нахуй, или что там, не знаю, блядь, живые все, надеюсь. Короче говоря, там, я думаю, нахуй, то, что тебе надо, не надо, нахуй, там все расскажешь, блядь.
Это, блядь, уже год будет скоро, нахуй, как их там, наверное, мучают, блядь, в течение года, нахуй. Целый год, нахуй. Помучайся там, он, да, блядь, скажешь, нахуй, правду, неправду, все скажешь, нахуй. И тут пишет, ничего себе, ура, посадят туда его. Ура, посадят туда его. Я хуею, блядь. Не осознавали, продавая боеприпасы и оружие? Как это Альбина Шаймиева. Все осознавали. Увы, среди северокавказцев достаточно много русофобов. Вот этот гандон ДМБ пишет опять нахуй. А на что надеяться, когда совершаешь такие поступки? Либо на больше, чем своя жизнь. Возможно, упоротые людоедской идеологией или наркотой. Опять это ДМБ пишет, блядь. Везде это ДМБ гандон. Ну и как же они с холостых калашей убивали? Холостых калашей какие-то. Что за холостые калаши? Слово переделанные пропустили? Видимо, да. Ну и как они с переделанных холостых калашей убивали? Холостых переделанных калашей убивали. Точнее, в самом тексте именно этой статьи ошибка. В другом месте четко указали, что ингуши передали таджикам переделанные ахалошенки. Что это такое, нахуй, я не могу понять. А тут как-то криво написано, поэтому и проскочило мимо внимания. Как же давно это было, аж забыл. Пидорасы. Настя пишет, пидорасы. Прикинь. Хамид Назмуддинов. Явно украинский след. Как раз и Ингушетия рядом. И типа ревет. Башкирии тоже их достаточно. Светлана Россиянка. Светлана Россиянка пишет. Башкирии тоже их достаточно. На что она намекает, нахуй? Дуслар. Нәрсә булса да, кем булса да, ни булса да, мана бу эш бер яктан дөрес, бер яктан даума недоведенный эш бу. Это, так скажем, блядь, узкая, короче, сторона, узкая сторона того, что, блядь, эти, допустим, таджики, кто им дал нахуй, ингуши, допустим, украинцы, допустим, это очень узком нахуй ответвление нахуй, линии нахуй по уничтожению нахуй Путина или, так скажем, ихних врагов непонятных. Поэтому Башкортостан и Татарстанга это такая хуйня не котируется. Нам не нужны такие беспардонные нахуй, ебанутые нахуй движения. Нам нужна конкретика. Уничтожение Москвы. Без того, сегелеп нахуй, крокус, блядь, еще что-то попутно нахуй, мелочиться нахуй не должны. Это все мелочь нахуй. Мы же не маньяки, мы же не террористы нахуй. Хуйней мается, блядь. Нам конкретика нужна нахуй. Безгә кирәк аны башлыгы. Бүтін хуйтаны чыгарганны башлыгы кирәк ул, блядь. Получается, блядь, аждаханы башын алырга. Безне цель. А не, блядь, каких-то людей, которые пришли на концерт. Нахуй они нам нужны, блядь. Поэтому первый нахуй наш музыкальное нахуй творение, как Вагнер, да, должно происходить нахуй только в Кремле. Концерт наш должен быть в Кремле. Этот Кремль нахуй должен быть полностью уничтожен. Вот так вот. Только таким образом. А другого варианта у нас нету. Вот опять один манкурт нахуй. Ташагинский. Наши морпехи вытесняют ВСУ из Курской области. Специально для Башкирии онлайн и жителя региона наш земляк, военкор Эмиль Тимашев рассказал об обстановке в Курской области и показал быт морпехов легендарной 810-й бригады. Комментарий. Полите по ним, не щадите.
Нюта написала. Так. Манкурт. Напишу я ему. Посмотрим, что он говорит тут. Башкортостану, землякам, всем привет. Мы вновь находимся в Курской области. Сейчас в гостях у морпехов 810-й бригады. Без конкретики, конечно, скажем так, на местности. Можем показать ребят, точнее, комнату хранения оружия, где можно показать вот такой вот интересный образец. Видите, вот эта дудка чешского производства. Ну, понятно, каким образом она оказалась. Ну так, блядь, будет видно. Тот человек, который раньше Как он лазит. на ней, немножко приуныл. Вот этот чувак, короче. Ну и, как говоря, передал ее вежливо в пользование нашим морпехам, а сам спокойно ушел навсегда. Как и весь опорный пункт, который брали морпехи 810-й бригады. Сейчас ребята, наши парни, постепенно двигаются вперед, вытесняют противника границы, забирая, отбивая наши собственные территории, шаг за шагом продвигаются практически каждый день вперед. Здесь же и наши земляки, ребята из Башкирии, которые тоже героически себя проявляют, освобождая Курскую землю. Такое вот дерьмо. Поэтому 810-я бригада. Быт морпехов, легендаром 810-й бригады. Я не могу понять, нахуй. Башкортостандан нинди морпехлар бар екен, мен хуею, блядь. Что за морпехи Башкортостандан, блядь? Что они там, блядь, с морпехи легендарной 810 бригады? К этим, блядь, морпехам, может, этих притащили біздің башқұртларны, нахуй, как рабов, наверное. И там они, блядь, сегеніп, онда нәрседер іштеп жүрілер. Оларны, вот эти морпехларны қырында, блядь. Примерно может оно быть так. А потом, когда им скажут, нахуй, пиздуйте на мясо, они идут на мясо. Легендарные мясники. Вот так вот. Поэтому, туганлар, короче, тут информации пиздец дохуя, блядь. Я сам херею, блядь, столько дерьма тут, блядь. И у этого, блядь, канала 124 700, блядь, подписчиков, нахуй. 124 тысячи, блядь. Понимаете? Манкуртский каналларда подписчик дохуя, понимаете? Шайтанский каналларда подписчиков дохрена. Я вот это удивляюсь, блядь. Почему оно так, я не знаю, блядь. Почему, блядь, нахуй, башкорт, блядь, татарлар не могут осознать, блядь, где правда? Где вы, нахуй, блядь, вообще, блядь, находитесь, блядь? За кого топите, блядь? За что топите, блядь? Мы что вам примерно доносим, блядь? Они что вам доносят? Если для вас постоянно европейцы или пиндосы хуёвые, блядь, нахуй, да, допустим, для вас постоянно, если они хуёвые, вот возьмите нас тогда в пример, блядь. Тогда, если они хуёвые были, мы бы сюда приехали бы. Вот это вот. Они у нас лично, да вот, допустим, да, это у меня никто не спрашивал, типа, вот такой вопрос, блядь. Мы для тебя хуёвые или хорошие? Никто у меня такого, никто не спросил, блядь, за что они мне помогают. Просто нахуй. Есть у нас, точнее, у них, блядь, такая тактика, блядь, нахуй. Приехал, нахуй, помогает, нахуй. И не спрашивают, за что, зачем, почему, нахуй. Само собой, зачем ты приехал, они спрашивают. Само собой, но именно вот так, блядь, как я вам рассказываю, все, блядь, суть нахрен, им это нахуй не надо.
Шунарга мен аңдамайм, блядь, где здесь, блядь, нацисты, нахуй? Где здесь плохие люди, которые, по вашему мнению, которые вам втирают эти узкие жопы и мир, нахуй, где-то тут находятся? Где они, блядь? Где, блядь? Где во Франции такие, блядь? Да, может, у них есть какие-то корыстные цели свои и так далее, но это их не личное, нахуй, дело, блядь. Ну, bizga bit олар zarar keltirmay. Zarar keltirgan может каким образом только. Допустим, сказали бы они, нет, мы вас не можем принять, идите нахуй. Вот это зарар было бы. Поедешь скитаться в другую страну, третью страну. Я уже это проходил, это, блядь. Не нравится, допустим, моя рожа им, блядь, не хотят принимать, нахуй. Нравится, принимают, наверное, я не знаю, блядь. Ну, по крайней мере, блядь, если по вашей логике, нахуй, что здесь пиндосы, европейцы, гейропа, нахуй, и так далее, и так далее, и так далее, нахуй, то тогда, получается, у вас в России, так скажем, блядь, уже у вас, тогда, значит, блядь, нахуй, одни, нахуй, маньяки, которые, нахуй, убивают украинцев, которые, блядь, подчиняются Путину этому, блядь, нахуй, вампиру. Примерно так, что ли, нахуй? Мы должны так мыслить, да, допустим, да ведь? А итог-то, блядь, нахуй, всего этого, блядь, исходит такой, что умираете-то вы, блядь. Мы-то на вас смотрим, как вы дохнете, понимаете? Кто тут побеждает-то вообще-то тогда, если на то пошло? Смотрящий со стороны или который действует уже внутри там? В поисках нацистов на Украине, слушая какого-то вампира, блядь. Поэтому sizga gana решать, наверное, туганлар. Вы должны оценить положение, блядь, конкретное, свое положение, предвидеть хотя бы там на 5-10 лет вперед. Алланың юлында уйласыңмы, қаласыңмы білмейміз бит енді. Ну хотя бы. Шамаларға шул вакытларны, шамалап шул вакытка үзегезне хисап китабыгызны эшләргә тиешсез сез. Ничек булып туктыйсыз? Но уже миллион нахрен испытаний уже нашими предками пройдены, что башкорт белән татар всегда кала алданып. Без если шулай халкыбызга лох булып яшәгез дисәгез, без хәзер менә шулай, блядь, ничә мен утырам монда грубо. 6 сағат утырам екен мен сіздің білән. 6 сағат утырам екен. Мына 6 сағат 23 минут утырам. Я бы, наверное, вам 6 часов об этом не рассказывал бы, о всякой тематике там. Поэтому, ну, наверное, не знаю, как-то вот работать, наверное, над самим, наверное, нужно вам. Осознавать ваше положение конкретно и думать, что вы дальше будете делать. Вот и все. Какая вам республика нужна? Подобие как хотя бы свободная, красивая, классная, блядь, как Европа, не говоря об Америке, да, и там высокие дома и так далее. Ну, хотя бы пониже пусть будут дома, как в Европе, Башкортостанда, и будет цивилизация, спокойствие, демократия. Ну, так скажем, это слово демократия можно какое-то другое слово, допустим, добавить, да? Что-нибудь другое использовать. Демократия, десант как-то звучит для вас устрашающе, наверное. Вы испугаетесь от этого слова и подумаете, блядь, что-то европейское, что-то американское. И поэтому вы можете поменять это слово по-свойски как-то, я не знаю, к нему придумаем другое какое-нибудь слово, блядь, помягче, чтобы у вас ухо не резало этим. И все. Вот такую, блядь, классный, матуршунды Башкортостан белән Татарстанны күрәсегез килсә, давайте, шунарга ынтылыйк, күрик шул матурлыкны. Әз генә бит инде безгә калды яшәргә. Аллаһ Тәгаләнең кырына барганда, бер җавапка
70 yıl hazır yaşagan 70 yılga deyile onda. 70 yıl biz javob beramiz ekan bir so'rovga. Bir so'rovga tashlanib javob berib или javob kutabizmi? Вот что-то вот насчет этого. Короче говоря, Alloh taolani qirinde biz 70 yıl bosib turamiz ekan. 70 yıl. Hozirgi yıl bilan 70 yıl deyile endi onda. Вот теперь представьте. Мы, получается, неизвестно, сколько здесь пришли жить, а отвечать там будем 70 yıl мирской жизнью. Поэтому я считаю, что если мы будем, как говорится, здесь церемониться и думать, что как быть и что делать нахрен, bizni g'imir жетмей. Butun kishi от силы 60ga borib o'lib ketadi. Mana meni atayim 65da резко o'lib ketdi. 65 все. Пиздец, yo'q kishi. A qortatayim 63da ketgani, сахарный диабет. Понимаете? Вот предел жизни. А если дано там, да, где-то там 100 kimdir yaşayın. Поэтому, исходя от этого, нам нужно сейчас уже понимать, что мы будем дальше делать. Menga просто o'zimni xalqimni gana jal. Boshqirt bilan totar o'lib ketmasin deyam. Shu boshqirt bilan totar o'lib ketmas uchungina men, наверное, bu yo'lga nechikdir turdim, наверное. По idее, может, u ayber menga kerakmidir-da. Может, men shulay chet elda yasharman, может. По idее, может, menga kerakmidir-da, deb men ularga mог бы, наверное. И любой там мог бы сказать, как мне один Марат мне, товарищ прошлой жизни degan kebek сказал Qozondan. Ketdingmi? Shunda o'tir, rahatlanib yasha, не лезь в политику. Типа, kutingni qis нахуй, не пизди degan kebek bo'ldi menga. Ну, я это об этом еще когда-то говорил об этом. До сих пор есть его сохраненные эти комментарии, эти смс-ки где-то. Поэтому ёк, наверное. Если, наверное, мы каждый вот такими похуистическими движениями будем жить, то без дунёга хуя тогда кильдек, блядь. Если мы не можем, блядь, против своих врагов сразиться, нахуя мы вообще пришли сюда, блядь, тогда? Нахрена мен тогда Узбекистанда, шулай душманлар еще, Каримов еще, да я мог бы жить. Нахуя его послал, нахуй переехал в Башкортстанга. Потом Башкортстанда, нахуя тогда я уехал, блядь, если я мог бы там тоже жить, блядь. Душманлар ішінде, оларға қол болып. Украинға бар десе, Украинға барып, Китайға бар десе, Китайға барып, өлерге. Грузияға десе, Грузияға барып, Молдовия и так далее. Вот для этого, что ли, я, блядь, какие-то действия в жизни делал? Или для этого нас рожали вообще? Чтобы тупые какие-то действия делать в жизни, что ли? Вот этого не могу понять. Логика башкирт bilan татарна в голове я не могу понять, по какой логике они живут. Если мы будем жить, получается, по такой логике, которую, блядь, нам сказали, мы сделали, нам сказали, мы сделали, то мы нахуй тогда так жить, блядь? Если bizga Alloh taolam aytgan ekan, sen ersin, sen xotinsin, er kishi, как говорится, ustun tura, xotin kishi ostda tura, birisi mo'ng, birisi narsaki muni, birisi boshi degan kabi narsa deyiladi shulay. Если мы вот так, если размышляем по логике, ну какого х тогда мы послушаемся, так скажем, в кавычках, какого-то нахрен хозяина, блядь, подобие этого вампира, блядь, с Кремля. Вот так вот. Поэтому очень много вопросов, на которых я не могу даже сам себе ответ найти. Ну, в себе-то я мог, наверное, найти ответ. В людях, наверное, тяжело найти ответ ихней логики. Я же не ясновидящий. Шунарга, хотелось бы, конечно, башкирт bilan татарга донести, конечно, что
Bizning xalq g'umr bo'yi kurashib kelgan ekan. Значит, biz shu yo'ldan intilmasga tiyishmiz. Shiginmasga tiyishmiz, а наоборот, otlarga tiyishmiz. По этому пути постоянно. Мы должны полностью, как говорится, создать свое государство с нуля. И это все в наших руках. Потому что Башкортостан, Татарстан, он, как говорится, по своей структуре, по своей жизненной вот этой теме очень много, как говорится, нахворался, да, так скажем, нахлебался. И узнавая үзебезне тарихны, бүтін дүниябызны біле башлап, біз үзебезгә сорау куярга тиешбез. Мин бит үзгәртә алам бу нәрсәне. Һәрберебез без үзгәртә алабыз бит бу нәрсәне. Үләбезме, калабызмы, не в этом суть. А суть именно цель сменить все. Допустим, логически, вот просто спонтанно, если в голову приходит, допустим, мына бүген минем әпәем юк, миңа ничектер әпәй табарга кирәк. Я же изменю это положение, я же найду этот хлеб. Крайняк даже я украду этот хлеб. Если мне он нужен, но я не могу способа найти, значит, я сворую его. Значит, получается, я даже на такие поступки могу пойти. Не говоря, что там кого-то убить и так далее. Ну, значит, получается, по такой тупой логике, если мы размышляем, то, значит, получается, Башкортостанда у нас что-то не в порядке, значит, я смогу все сделать по-другому. Любым способом. Найду я себе кусок хлеба в этом Башкортостане. Но кранник закрыт в Москве. Этот кранник только там. Этот кранник нужно открыть или закрыть там. Значит, это цель. Значит, шу цельны нам нужно бәҗәрәгә. А кем она бәҗәрә, если не мы? Турки, что ли, за нас придут? Поэтому, туганлар, мен білмеймін, мен көп айттырып, наверное, до хрена уже лишнего даже, может, сказал, блядь. Но, білесіз ме, самое главное, самое интересное тут, что һәр күні мен сізге попытаюсь что-то доносить, но һәр күні мені сөйлеуімнен файда ғана келсе ие. Башқұртстаннан, Татарстаннан кіші бармай башласа ие. Шунарға мен бек шат болар ем. Вот просто суғышқа бармасқа. И һәрбіріміз бір-бірімізге індәсәк ие шуны. Құлағына шыпыртқана әйтсәк ие, чтобы біздің халық не иди на войну. Хватит уже идти на войну, это чертовую, блядь, где нет перспективника, блядь. Нету там ничего, блядь. Миллион раз уже все говорили, что это не 41, не 45 и так далее. Уже все мы обговорили, уже все обговорили. Уже просто нужно просто выйти и сказать, мы не пойдем нихуя никуда. Как раз вспомнил сегодня, Руслан вроде говорил, Габбасов, развернуть оружие на Москву. В тот день тоже хотел сказать, забывая сказать, не говорил давно об этом. Рота Башкорт, бля, битен мин, так скажу, сюляшмен битен, после того, как мне ответили они. И вот просто обычная кишея и тасикиля. Если вы попали, допустим, на войну, вдруг когда-нибудь услышите эти мои слова, блядь, расхуярьте там всех, блядь, нахуй, за нас всех, блядь. И идите, блядь, любым способом, нахуй, или на Москву, или в Украину. С оружием, нахуй, идите в Украину и сдайтесь, блядь. В идеале, блядь, можно даже с какой-то, блядь, боевой машиной ехать туда, с белым флагом, нахуй. Трофей хоть повезете туда. А можно, что в этой боевой машине можно забить людей, башкортларно, татарларно, вместе туда ехать толпой нахрен на Украину. И будет это ваше спасение. Хотя бы на время. В плен сдаваться не надо вам. Ясные, конкретные вам нужно будет там доводить доводы, что вы не будете пленными, а вы просто
переформатируетесь на Москву. Старт на Москву. Потому что в это дерьмо уже вы ввязались. И, как говорится, как-то исчерпать свой косяк, который вы уже сделали, блядь, на этом пути. Потому что уже хапнули вы, нахуй, денег, нахуй, вот этого дерьма, которого вам уже приказали, вы уже сделали, все, уже вы подчинились, нахуй, унизились. И үзегізні әзгіне, блядь, шунда yoqlarga, әзгіне, oqlarga, sizga mana shunday ход эшләргә кирәк. В идеале, расхуярив весь батальон там, который находится у вас, узкожопых, всех нахуй. Просто так не надо. В Сача нахуй бежать не надо просто так. А нужно, блядь, просто расхуярив всех нахуй идти туда. Зачищая за собой все. Как когда-то рассказывал я, наверное, раньше, блядь, про этих. Блядь. Сука, не помню это слово, блядь. Ну, эти, которые, блядь. Которые, блядь, в Сирии, короче, делали их нахуй. Эти, типа, блядь, эти. Самураи, типа, блядь. Что за слово было? Ну, короче, вот такие, блядь. Не помню. Телемно еще на тра и скетчми. Короче, шулай буларга керек. Просто, блядь, зачистили и ушли, потому что вы уже вляпались нахрен. Потому что вас все равно обнулят, блядь. И просто тупо уйти, блядь, нахуй в Сача, защищая, блядь, нахуй, до Украины. Да, вы можете сказать, блядь, там бежать же будем, минные поля, блядь. Ну, само собой. Надо как-то, блядь, там варьировать, нахуй, как-то вылезти, нахуй, из этих минных поль, блядь. Всяко есть какая-то дорога, которая все равно не минируется. Дойти до этой дороги, нахуй. И хуярить, нахуй, на все 100, блядь, туда, вперед, в сторону Украины. Иметь телефон на концах до концов, блядь, чтобы хотя бы запад, юг, запад понимать, куда ехать, блядь. Чтобы не наткнуться еще куда-нибудь, в задницу куда-нибудь, в русский мир, блядь, не попасть. Шулай туганлар, поэтому, наверное, мен туктатам бүгінге. Сүзләр күп, айтам бит инде. Ну вот как раз вот вспомнил, вот опять вылез он, блядь, пидор, которого я уже говорил. Алексей Локатченко, 29-летний депутат Курултая. Вот Локатченко. Ну явно не русский, фамилия украинская. Ну, он будет себя называть всяко, наверное, русским, потому что из Уфы. Но явно какой-то микс, нахуй, украинец. Но это манкурт украинский. Если даже пофамильно его считать, что он украинец. Манкурт, который попер, блядь, на Украину, блядь, воевать. И вот он пропал. Ну, в чё пропал? Ну, пропал, нахуй. Через год, нахуй, найдут его труп, нахуй. Под березой, которые Күкірәгінен үсіп шыққан была, ол береза. Где-нибудь там найдут где-нибудь после таяния снега, блядь. Шулай. Поэтому, дуслар, нәрсәкей, мына шундай Курултайда урыслар нахуй кәмәйсін. И безне генә нәрсәкей халық булырга тиеш онда. Беркем булмаска тиеш, блядь. Только безне. И плюс даже безнеке болса да, манкурт болмаска тиеш, главное, блядь. У безнеке да булырга может, у манкурт булырга может, блядь. Который опять за Москву будет топить, сука. Предатели. Поэтому мы четко должны будем вычищать их нахуй. Башкортостана. Ну как вычищать, блядь? Я думаю, манкуртов вычищать больно, как бы не вычистишь их, блядь. Просто убирать нахуй с полномочий. Пусть ебутся как хотят, занимаются вон хозяйством нахуй. Выживают, короче говоря, как хотят. Больно их нахуй не баллотировать никуда нахуй.
пусть вот какую специальность он раньше имел, нахуй, до вот этого, блядь, депутатской вышки или какой-то, нахуй, сельсовета, уйдет в свое какое-то жизнь, нахуй. Вот и все. Нас не должно это будет ебать, потому что таких больше не нужно ласкать, нахуй. Потому что сейчас они на коне, которые куллылар bizni aybat может даже bormayman degan malайlarni so'g'ishga жиберib, күчләп, qo'rqitib. Или там зинданга утраталар, как Алсынова и Сиксян Кишины, которые просто вышли за гору и вляпались, нахуй, на 4 года. Шулай. Ну, тогда туктатамдыр енді туғандар. 12 кеше ұйқыларға ятам екен, ішке барам екен. Или что это, блядь, сегодня? Воскресенье, блядь. Сізге де уже ұйқыларға керек, наверное. Сағат бит енді 2 тұтам енді. Сізде уже сағат 6. Таң жетті уже. Сізде время фаджр. Намаз надо читать уже. Шулай. Исән-сау, рәхмәт, ишеткәннәргә, менә 11 кеше монда, 4 кеше монда утыра. 16 лайк берсендә 9 лайк. Нәрсәкәй, күбрәк менә бу сүзләрне ничектер кисеп алыпмы, ничектер мин дә үзем кискәләп тыгам инде, но, блядь, не могу, у меня интернет не позволяет, у меня слабый, блядь, 3 телефонга таратам. Домашний интернет түгел, интернет все-таки говно монда, блядь, дөресен әйтсәм. Шунарга больно не сильно могу вот напрямую я могу загрузить, вот скачать, дегенайбер, бик тяжело дается меня, блядь, скачивать нахуй, часами там надо мудохаться с ним. Поэтому, если по мере возможности, можете вы скрин экрана делать, вот я же там даже толком ничего такого не выставляю, чтобы его можно не скринить. Можно даже вот зеленый экран делать, там я как читал, блин, да любым способом даже, просто скринить нахрен и, я не знаю, куда-нибудь распространять как-то, я не знаю, аудио его делать, хрен знает, как что делать, короче говоря, или сами рассказывать своими словами. Короче, надо вносить это все башкорт белән татарны башына, эчкә кертергә кирәк бу сүзләрне, потому что кеше ишетми, белми, аңламый, не интересуется, таких же до хрена, которые просто нелепо, тупо просто киля оларга повестка, ой, мен киттім, все, китәләр, блядь. Ну, если он истинный, как я говорю всегда, даже не как я, метис болмасын. Чып-чыста башкорт татар, блядь, ул бармаска тиеш сугышка, блядь. Шунда мына Башкортстан белән Татарстанда киндек каны түгелгән халык, ул бармаска тиеш, блядь, бу сугышка. Потому что, блядь, оларны җире бу. Башкортстан белән Татарстанны ашул халкыны җире ул. И алар үзләренә җире өчен көрәшергә тиеш. Украинада үлмәскә тиеш. Только таким образом мы, как говорится, должны доносить это им. Не знаю, как это нахрен доносить. Внутри был бы, конечно, меня бы за день ебанули бы меня, наверное, блядь, за такие слова. Если я такую сказал бы, блядь. Подобие вот этого Нехмадзянова, нахуй, меня бы стуканул бы сразу, нахуй, и упаковали бы меня сразу. И потерялся бы, наверное, на всю жизнь, я уж там не вышел бы. Потому что мен армияда бош бере торган кеше булмады, нахуй, мен бош бере алмыйм, нахуй. Мына мен шунда гадәтем ебанутый мені, блядь. Изә башласалар, мына мыскыллауны үземә сизсәм, мен мына үземә мыскыллыйлар икән. Юк, мен уже күтәрә алмыйм ул сүзне, нахуй. Мына шундыймын, нахуй. Точно мен беләм, мен по армии уже прошел, когда меня несколько человек метелили, нахуй, я знаю, что такое, нахуй, бош бирмәү, блядь. И я думаю, нахуй, если вот түрмәдә, ну, вот, ментовскую эту тему не попадал, нахуй. Но если ментам, нахуй, залупишься, блядь, как они в армии говорили, залупа, нахуй. Я думаю, нахуй, менты меня бы точно, нахуй, дубинка, блядь, үтерерләр янда, точно, блядь. Точно, блядь. Если отып кана үтермәсәләр еще добавок,
Шулай. А по-другому никак, потому что мен теге ничектір, блядь, шундай положениеда, блядь, қойтарам, блядь, мен ответ беремін, блядь, мен шун долбоебмын, блядь, бір жоқтан, блядь, долбоеб нәрсекем бар, блядь, білмеймін нахуй. Қойсы қонымнан келгендір ол долбоеблығым, блядь. Мына үш қойсы, блядь, шундай теге шулай. Поэтому, блядь, не знаю, блядь, как это, блядь, доносить нахуй внутрь, я не знаю. Вот потолок, блядь, если мы на мында хазыр как-то все каягазлар bilan разберемся, меня ведь каягазларым да не доразберусь. Может, блядь, я как-то начну выезжать, потому что менің қолымдағы бір паспорт жоқ, блядь. Если начну куда-то вылазить, блядь, может, шунда уже как-то, может, я, блядь, вылезу нахрен этого, если я свои какие-то косяки решу. Вылезу, может, как-то, блядь, можно было бы увидеться вот с этим Ишмурат Хазрятом, Руслана Габбасова там за нас притащить, с ним увидеться нахрен. А то он, блядь, қызлар кебек қошып жүріп әттәге, блядь. Кашапова нахуй я видеть не хочу, я его 1000 раз видел, блядь, по видео общались постоянно. Нахуй я его видеть не хочу. Этого Иршат Хаби тоже нахуй он не нужен, долбень, блядь. Тут и общаться не с кем, блядь. По сути, даже не с кем, блядь, подтягивать такую тему, блядь. Поэтому и в эфир только я и говорю, наверное. Вот не с кем даже поделиться своим там мнением, блядь, насчет свободы Башкортостана. Вот так вот. Поэтому нам нужно как-то, блядь, побольше развивать, наверное, какие-то ходы общения, блядь, чтобы он, да, там, не блокировали нам. Мы как-то общались уже совместно, выводили какие-то концепции, блядь, чтобы мы могли легко, нахуй, жеңілгіне, блядь, нахуй, Башқұртстанды басып алырға, понимаете? Жеңіл юл табырға керек бізге, блядь. Мына шундай умы нужны нам такие, блядь, чтобы нам они подсказали, блядь, помогли, вместе пошли, блядь. Вот что-то такое, чтобы башқұрт білін татарны этот өзі бізге жәліп итерге, вот как это правильно сказать, өзі бізге қоратырға, короче, и в то же время Мәскеуге қарсы қоратырға керек. Понимаете, вот двойная работа у нас предстоит, понимаете, өзі бізге қоратырға и Мәскеуге қарсы оларны ясарға. Шундай хәл. Шундай хәл, дуслар. Ну, если крайняк, этот, мен теге қушылып қойыңызда деймін, потому что менің YouTube каналарымда хазыр монетизация yok, бір нәрсе yok, оно не продвигается у меня, короче, сегодня вот как вот бір Якын абыйыбыз айтып берді, что куттағымда менің каналларым көрінмей екен бір қойдада, потому что YouTube его не продвигает. Поэтому вот и все. Я 40 канал ашсам да файдасы yok енді. Все блокируется, потому что банят меня нахуй. Я так понял. Поэтому я уже не буду стараться даже что-то делать. Все буду вот на косяках нахуй буду как-то выносить все это. Ютуб-ларам не монетизируется у меня. Вот такая херня, короче. Поэтому вот телеграмға yazыңыз, крайняк, блин. Телеграм, пока шли, телеграмға yazыңыз. Если надо кому, WhatsApp тоже могу дать. Будем WhatsApp. Ну, WhatsApp-то я группу не делаю, потому что геморрой там, я не умею его вести там. Телеграм удобный, блядь. Вот так. В Телеграме просто память до хрена внутрь пишется, а WhatsApp-то телефонно памятен. Тут рау хайван, блядь. Вот так он. А в Телеграме все внутрь уходит, удобный. Ну и ТикТок, бар, вот ТикТок. Если вот молодежь в ТикТоке сидит, вот молодежь, я думаю, нам помогла бы в каком смысле? Вот олуларға распространять она помогла бы. Башқұрт татарлар болса мына ТикТокта, я их встретил енді сейчас. Ну, пока так себе, пару человек только отзываются. Вот, и они бы могли бы распространять, доносить там своим братьям, блин, там, дядям, отцам, чтобы им, блин, вправлять мозги хотя бы чуть-чуть. Что они неправы, если они за Москву диктуют и так далее. Вот такая вот, просто такая, понимаете, блядь, ярдам енді ол чисто, блядь, теге, өзіңні халқың үшін ярдам. Шундай әзгіне, понимаете, это и то
это Аллаха шукр дейерге керек, что есть интернет и вот эта вся тематика, техника вышла, да, ведь Аллах Та'алям дал нам мозги, людям, да, которые создали это телефоны, блядь. А если бы, как раньше было бы, как раньше бы мы сделали бы? Телеграм yazarayık, что ли? Или Телеграм да болмаған вакытта, как они делали? Как вот Салават Юлаевлар, как они сообщали друг другу? Гонцов отправляли бы, что ли? Вот напиши-ка целый том, нахуй, меня или Габбасова, отправь-ка Башкорстанга, Холокка Житкер. Как это было, происходило бы? Удивительно, блядь, нахуй. Удивительно, пиздец, блядь. Вот шулай. Поэтому, Аллаха шкыр, хоть телефон бар, который сейчас вам доносит уже сиюминутно сразу все. Это тоже огромный плюс. Поэтому только мына бізге вот бүтін нәрсені шайнап уже беріп қойғанлар, шуны только кулланырға керек. Мәскеуге қарсы. Все. На этом конец. Шундай хал. Ну тогда исән сау. Так. Көрішкенше, Алла берса, яхшы көнләрдә күрешергә насып кылсын. Башкортстанда үзебезне төзелгән курултайда, үзебезне шипшыста, урыссыз Башкортстанда күрешергә һәрвакыт телик, менә шулай яхшы нәрсә көннәрдә күрешик. Короче, 8 кеше монда, 2 кеше монда, рәхмәт сезгә. Короче, туктатам. Исән сау. Короче, выйду днем. Иртәгә, Алла берсә. Якшәмбе иртәгә, бүген точнее уже эме. Сездә уже таң атты бит инде. Бездә әле төн. Шулай. Вроде, блядь, әллә кайда яшәм инде инде, блядь. 4 сагать разница. Ужас. Шундай хәл. Сезгә хәерле иртәләр. А меня тыныч йокы. Рәхмәт. Ябам по одному, короче, потихоньку.